Что происходит вообще, я не понимаю. И почему ты скрываешь свой голос, оранжевый? Архангел Михаил, являюсь афганским кавказцем тоже, индо-пакистанского происхождения. Поэтому я веду такой разговор. А вот мужчина, с которым с вами сейчас беседует, это один из величайших светил ислама, мусульманин во Христе, поклонник Сейчас ты за глупости говоришь. идола смерти и тьмы арабской пустынной идолократии Аллаха, раба Русни, и последователь, просто преданный, убежденный последователь пророка Мухаммада. Он ухватился за его, ну, понимаете, да, коренными зубами и ходит за ним по жизни. Поэтому очень интересно ваш диалог. Продолжайте. Братан, не обращай внимания, это как бы немножко, да, это сложно, в общем, с иронией относись. Вспоминаете ли вы в ваших обсуждениях касательно религиозного культа, вспоминаете ли вы о том, каким образом вообще ислам пришел на Кавказ? Честно, объясните нам, пожалуйста, если есть возможность. Потому что евро-доллар, который с вами сейчас общается, он говорит, что ислам к нам пришел от Аллаха. Вот ваша версия, как он к нам пришел? От Аллаха, доллар от Аллаха. Чеченцы нуждались, как бы, как и другие люди Да? на Они были в планете, да, я скажу, нуждались, их душа нуждалась в контакте со Всевышним, с Творцом. И Всевышний пошел к ним навстречу. И Ну, с пустыню он пришел. Почему не с севера? Почему вот Аллах такую, пришел с пустыни? вот такую концепцию предложил Всевышний, и по его Уплатиться воле, да. по его Он воле, Мухаммада, да? тот, кто сильно нуждается в этом, он как бы Все нуждались, чтобы уплатиться за член Мухаммада. получил, короче, этот контакт с Создателем, а кто не Контакт, просто пожелал, жесткий, жесточайший контакт. они вот так сидят и осуждают тех людей, которые достигли этого контакта, и они выше этих. Достигли высочайшего уровня контакта, да? Стали кверху заду за этим приводами. И им это как бы немножко, не знаю, зависть или что-то еще. Они сидят, А мы завидуем, всем те стоят кверху задом. Бесы, Вот бесы, они сбивают с толку. С панталыги, как Саляв, ты почему хотел украсть панталыгу у этого Ибрагима? Тебе не стыдно? Давай по-серьезному. Отсюда сверху заду ухватились за член, за половой член Мухаммада. Мы нуждались в том, чтобы кто-то нас вел. Ну что это? Кстати, ваша версия про Аллах. Пожалуйста, попросил бы не оскорблять чувства верующих. Но у него, он переходит границы, так как у него самого нету границ, понимаешь? Вот нету у человека границ. Ну как евро-доллар? Ты за всю нацию говоришь, что они нуждались. Ну это как это ты что? В 17-19 веке знал, что там чеченцы, в чем они нуждаются. Ну зачем ты говоришь? Человек нуждается более высшим каким-то смыслом, чтобы существовать, понимаешь? Твой смысл жизни — это набить живот, сидеть и, короче, осуждать людей, ты нуждаешься в этом, а более высокие духом люди, они нуждаются в Боге, понимаешь? Поднимись немножко. Идиотизм и то, что вы превращаете чеченскую нацию в какую-то секту Мухаммада, которые ухватили за его член Мадардич. Как есть говорить, будет и ходит за ним. Это ты так считаешь. Да, хорошо. Давайте тогда, Сет, как к нам пришел Аллах? Давайте, вы же сказали, вы знаете, как вам пришел Аллах на Кавказ. Наш афганский кавказец сейчас нам все объяснит. Пожалуйста, вам слово. Аллах, давай выходи из этого кабинета гинекологии. Пожалуйста, да. Хватит уже там сидеть и
Надо реальные вещи Так вот говорить. тогда, давайте я вам суры аяты буду читать тогда, я кабинет вам сейчас закрою. Если там это не об этом говорится, 24:11, сура 24, аят 11, про Айшу. Давайте расскажем. Не, ты лучше расскажи о высоком можешь говорить? Ты можешь выйти Там только и- промежность. из Нет, ребята, он промежности, должен можешь просто голову осознать у высунуть? себя, наш Короче. благословенный Салях должен осознать, почему у него ассоциируются вот это все аяты, хадисы с Корана с этим кабинетом, который он недавно говорил, гинекологии. Его Надо выходить, мера, надо оставить, Кабинет надо отдалять. это гинекологии его Музмама, мера имени Музмама. испорченности. Это Не, его мера У испорченности. меня в Дубае сейчас открыт, слушайте, дорогие братья во Христе, у меня в надо Дубае я открыт именно. Да подожди, дай стремиться скажу. Да к подожди, дай другому. скажу. Кабинет гинекологии имени великого Музмамада. Приходите на консультации. Это что, Пожалуйста, я готов. вопреки Нохчалле, да? Это же не по Нохчалле. Ты что вообще? Это не вопреки Новчела, а по исламу ради Аллаха я сделал. Ну, тогда с позиции Нохчи ты не должен разговаривать. Не Новчела обсуждать, тут обсуждается ислам и Аллах, а также его проповедник, пророк на земле, любимец Аллаха Музмамад. Мы же это обсуждаем, тут Новчела Ты не же будет. это с чем-то сравниваешь, Ты послушай противопоставляешь. нашего афганского кавказца или кавказского афганца, который нам объяснит, как пришел ислам или ислам на Кавказ. Сет, объясните нам, как он пришел. Сет, Варц, Фен, Сет, пожалуйста, мусульманин во Христе. Объясните нам, как пришел ислам на Кавказ. Мы потеряли его, он ушел. Пугали его. Нас мы потеряли нашего брата во Христе, мусульманина, Здесь алхамдулилля. же он, вот здесь же он. Не слышит. Он молчит, что ты кричите? Сет, выходите на связь, мы теряем вас. Дайте знать, вы живы? السلف الصالح خزيعصة Давай, а он выстрел. Угор алх рибут за максимус алаулурсо. О, молодец. Делда, мама, цаюш, ма. Дикту атаса соса мега сацдос. Сура аят Еша 24:11. Сура 24 аят 11. От Еша то все шсани. Нормально, поет хербу. Так, сура ан-нур дуи. Да, свет, нохчимата. Серло. Да. Серло, южница, юж, законно, говорится, законно дон. Законно дон, хадис, говорится, туниден. Законно, хадис, хадиса, вообще. 24 аят 11. Да, еще в том тафсир ждать. Ибн Асир, Ас-Саад, Вамилар Важва, Абу Бакр. Судишь, хадиса? Коренем. Salak, خاطر دم قدره Sögam haylo akata da еще шло, сайн хучно жо продолжал саха. هیچ حلقه هیچ شری برا که اصل از دن مومنت میچاره تام پرکو که الله تینه یاسمان چای میچاره تی Дачу, братан, там мощная парковка, дачу, мотор, дац, нога, проверкешь, дац, прогревешь, дац, оу, форсунг, шляцешь, пробитешь. Белаю, что, высокотехнологичный. техобслуживание شيء سياسي Что да, бля, валя, ваша доля, ну, а гудишь, да? серьезно бак сон хлак сама дуется хадис лешум Аль-Бурак, Елшин. Аль-Бурак, в любом случае, Елшин, тут ошибку я. Делаю. Тут ошибку я, دل سلام شاولتن الچ اسوان چولیا هول یازین تا حدیث ما دویتون Аль-Бурак, лячу под Иерусалимом, да, подземный гараж, да, мощный прогревший, да, да. Аль-Бурак, бош, это же шлешь цыганов, чебон, гонда, арбош сани. Нормально ходим. Санваш, Бусалваш, Саад бин Муаз. Радуешь я худо.
Саад бин Муаз, 24:11. Аллах дал, Ешеху. Что там, как там, брат? Ахи, what's up? Расскажи, как пришел ислам на Кавказ. Слушай. Зачем тебе? Вот с этого мы потеряли. Хотел рассказать, он же хотел рассказать. Мы же слушаем всех. Он же сам сказал, а вы знаете, как ислам пришел на Кавказ? Мы говорим, нет, расскажите нам, пожалуйста. И раз он замолчал. Аллаху Акбар. Призыв мусульманский. Салах, вопрос, there is вариант ответа. Я и вариант. Все через Дербент. Нормально ходил через Дербент. Хаданули, пацаны нас хаданули там, арабские пацаны. Пришли нас и полностью пустили на ход. Хаданули. Там звонок друга 50 на 50. Вариант что? Вопрос, лохия. Да. Ходы диаметр, да, с полный рост. Да, доходит. Ну, конечно, да, ходы диаметр, это ж ауффаль. Ходы диаметр. Он баш против волчьих терима, да, эксперт. Дела, добре, лечу, да, сходи на даха, камбо, что лечу, tu šēdi škodīgi līdzekļus, havēt jāva. Havīlarī hashim, там сын анал. Наличность, да, ты переходишь, да, вот, да, вот по исламу ты не можешь ничего сказать по исламу, ты сразу вот на личность вот тебе вот интересуют личности, а вот нет, твоя ислам реакция. тебя не интересует. Твою реакцию. Муз Мухаммад тебя не интересует, Аша тебя не интересует, Муз Мухаммада, асхабы, сахабы, табиины, ат-табиины тебя не интересует. Нет, Тебя ничто не интересует, тебя интересует, я тебя интересую. Хорошо тогда, если такой умный евро-доллар, прочитай 24 суру здесь вот прямо сейчас, и аят 11, просто прочитай, и все, я тебя вообще никогда не чувствую. Зачем? Ты защищаешь позиции ислама. Вот прочитай, скажи, ажал мусал вежи, вот тут так написано. И это, прочитай тафсиры великих исламских ученых, и все, я тебе вообще ничего никогда не скажу. Давай, есть у тебя такая смелость? У меня нету необходимости что-либо читать. Я вот сижу и... Нет необходимости читать суры аят, а что ты меня обсуждаешь вообще? Зачем тебе я нужен? Я вообще пыль, я никто. Нахрен я тебе нужен? Радиев не стоило, и что стоило грудно 5 халят, маравелен, 5 читай во имя твоего Господа Бог, Радиев, что я не стоило. Да, Аллах, да, объезжаюсь. Это мысль... Сюадат сидишь. Решай, умадать, решай, Бог умадать. Хади возможность, я защищать ислам. Хадиш, день и ночь читайте суру аяты. Заходите и говорите, ажал, око сура, тоже аят. Вам никто же не запрещает читать. Читайте, что вы тут сидите, болтаете. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, има али, вajma али, ишма али. А что ты, шоко, хадиш, ишь, да, смотришь, мацабоги. Чемодан, хадиш, ишь, в любом варианте, в любом переводе. Крачковский, Шмулиев, Прохоров, ФСБ, не ФСБ, ГРУ, американская МИ-6, английская МИ-6, американская FBI, переводчик. А что ты, читайте на всех языках, вас никто не запрещает. Чего вы тут сидите, людям затыкаете рты? Адиша? А ты, Адишита, сундишь сама. Я же вам давал возможность. Не, я вам давал возможность читать, а я сейчас буду читать тогда. Если вы не хотите читать, я прочитаю. Лёвак, а пурбуа, умар цани. Hadiyеш, hadiyеш. Самый ценный модель, hadiyеш, Вот, я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал, братцы, да. Можешь не прыгать до отсюда, сечься площадка. Бауа, что. Я тебя предупреждал. А так, бисмилля. Бисмилля. Маршал düşüyor ki. Selah fin hodadiyor şuyi. Ну, дыши так, суатау, хадишо так, все, стань идея гуматься, бог, хадиш. Össa düş Ali.
Евро-доллар. Хакур Банцани, Хаумар Цани, Аалель, Адъехаждин. Сура 24, аят 11, Анур, свет, 11 аят из 64. Аллах Акбир. Те, которые возвели навет на мать правоверных Аишу, являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это является добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения. Ибн Касир Тавсир, сразу приступаем. Следующие 10 аятов посвящены матери правоверных Аиши, которую оклеветали приверженцы лжи и клеветы из числа лицемеров. Они наговорили на нее такой навет, что сам Аллах выказал ревность за нее и своего посланника. Да благословит его Аллах и приветствует, и оправдал ее тем самым, защитив честь своего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, Аллах сказал: поистине те, которые пришли тебе с ложью, группа из вас, то есть это не один и не два человека, а целая группа. Во главе этой гнусной интриги стоял Абдулла ибн Убай ибн Салюль, лидер лицемеров. Он раздувал этот слух и разносил его, пока о нем не стали говорить некоторые мусульмане, а некоторые стали думать, что такое действительно имело место быть. Так продолжалось целый месяц, пока Аллах не спаслал аяты по этому поводу. История эта приводится в достоверных хадисах. Имам Ахмад, хадисы 194, передает: мне рассказал Аз-Зухри со слов Аль-Кама ибн Вакаса, со слов Сайд ибн Джубайра, со слов Урвы ибн Az-Зубайра, со слов Убайдуллаха ибн Абдаллаха ибн Утбы. Каждый из них передал какую-то часть этого рассказа, услышав и запомнив от другого. Я собрал все это для тебя, читатель, в один рассказ. Мне рассказали Яхья ибн Абад ибн Абдаллах ибн Az-Зубайр со слов своего отца, передавшего рассказ Аиши, а также Абдаллах ибн Абу Бакр со слов Амр ибн Абд ар-Рахман, передавший рассказ Аиши о себе, когда люди стали распространять про нее лживые слухи. В этом рассказе собрано все, что они передали, причем из рассказа каждого из них взято только то, чего нет у другого. Каждый из них заслуживает доверия, ибо они передали только то, что услышали от нее. Аиша рассказала: собираясь в путь, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, саллаллаху алейхи вассалям, бросал жребий среди своих жен, и кому он выпадал, ту он брал с собой в путь. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся в поход против Бану Аль-Мусталик, он бросил жребий среди жен, как это делал обычно, и он выпал на меня. Так он взял с собой в путь и меня. Женщины тогда ели мало, преимущество травы, не ели мясо, и обычно они были легкими. Когда начинали готовить моего верблюда в дорогу, я садилась в свой паланкин. Потом люди, снаряжавшие меня в путь, приходили и несли меня в паланкине, поднимали, ставили паланкин на спину верблюда и привязывали его веревкой и вели его верблюда. Завершив свой путь, в этот раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отправился назад. Недалеко от Медины он сделал привал и отдохнул там немного. Потом поднял людей, и они двинулись дальше, а я удалилась по своей нужде. У меня на шее было ожерелье из камней города Зафара. Когда я закончила свое дело, ожерелье упало с моей шеи, но я не почувствовала этого. Вернулась к месту стоянки, я стала ощупывать шею, ища ожерелье, и не обнаружила его. А люди уже начали двигаться в путь. Я вернулась в то место и стала искать ожерелье, пока не нашла его. Люди, готовившие моего верблюда в путь, закончив свои дела, пришли за мной. Они подняли паланкин, думая, что я уже в нем, подняли на верблюда и привязали. Они не сомневались в том, что я там сижу. Потом, ухватив верблюда за голову, двинулись в путь. Вернулась в лагерь, я обнаружила, что там уже никого не было. Люди уехали. Тогда я завернулась в плащ и легла на землю. Я знала, что когда обнаружат мою пропажу, за мной пришлют. Знаменитый плащ, дорогие друзья, знаменитый плащ. Заостряю ваше внимание на плаще. За мной пришлют. Очень важны в деталях, кроется дьявол, как говорится. И вот, справка от редакции, продолжаем. И вот, когда я находилась в таком положении, мимо меня проезжал Сафан ибн Аль-Муаттал Ас-Сулами. Он отстал от войска по каким-то своим делам и не был на привале. Как мы знаем, у них всегда разные версии. И в хадисах, в тафсирах все по-разному говорят. Но мы не будем заострять на этом внимание. Мы продолжаем. Сафан ибн Аль-Муаттал Ас-Сулами, он отстал от войска по каким-то своим делам и не был на привале вместе со всеми. Он издали заметил черное пятно меня и, подъехав ко мне, остановился надо мной. Он видел меня раньше, до того, как жены пророка стали закрываться от людей по велению свыше. Ну, вы помните, да, когда 3 мужика у пророка Мухаммада сидели, кайфовали с его женами, а он боялся им что-то сказать. Потом к нему пришел аят и сказал: закрывайтесь за занавеской.
Так вот, увидев меня, он, значит, это тот мужик, который с ней кайфушки ловил. Понимаете? Он же говорит, он меня видел до того, как пришел аят, чтобы жены пророка закрывались. Увидев меня, он воскликнул: «Боже мой, это ведь жена пророка Мухаммада!» Я была завернута в плащ. Он спросил: «Почему ты отстала, да простит тебя Аллах?» Я не ответила, потом он подвел верблюда ко мне и сказал: «Садись верхом!» И отошел от меня. Я села, он взял верблюда за голову и быстро пошел, чтобы догнать людей. Клянусь Аллахом, мы догнали людей только утром, когда они уже остановились и обнаружили, что я пропала. Заостряем ваше внимание на эту деталь. Они приехали рано утром, чтобы люди не заметили их отсутствие. Но кто-то их увидел. Справка от редакции закрывается, продолжаем. Аллаху Акбар. Когда они уже расположились, появился этот человек, ведя верблюда, на котором и я сидела верхом. Вот тогда-то клеветники и распустили ложные слухи, смутившие людей. Клянусь Аллахом, а я об этом ничего не знала. Потом мы приехали в Медину, и я сразу сильно заболела. Мне об этой клевете никто не говорил. Разговоры дошли до посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, и до моих родителей. Но они об этом мне ничего не сообщали. Я только почувствовала, что пророк Мухаммад не стал проявлять ко мне былую нежность. До этого, когда я заболевала, он всегда бывал милостив ко мне и нежен со мной. Но в этот раз он был не таким. Я не видела прежде чего стороны такого обхождения со мной. Когда он заходил ко мне, а при мне была моя мать, она ухаживала за мной. Он, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивал, как она себя чувствует. Больше он ничего не говорил. Я переживаю в душе из-за этого, видя его сухость в отношении меня, и сказала: «О, посланник Аллаха, мой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если ты разрешишь мне, то я бы переехала к матери, и она бы за мной ухаживала». Он ответил: «Я не против, я переехала к матери, не зная ничего о происходящем. Через 20 с лишним дней я выздоровела. Мы, арабы, не имели своих домах уборных, как у иностранцев, которые садятся для отправления нужд на высокое место. Мы отвергали это и уходили в пустыри Медины. Женщинам каждую ночь приходилось выходить по своей нужде». Интересная деталь. Каждую ночь выходить по своей нужде, и за ними ходил евнух, который охранял их. Однажды ночью я тоже вышла по своей нужде. Вместе со мной была Мастах бин Абу Рухм ибн Аль-Муталиб ибн Абд-Маннаф. Ее мать, дочь Сахара ибн Амира, была теткой Абу Бакра, ас-Сиддика по матери. Когда она шла со мной, споткнулась, запутавшись в своем плаще, и воскликнула: «Несчастье, Мистаху!» Я сказала ей: «Как плохо ты говоришь о человеке из числа мухаджиров, который участвовал в битве при Бадре». Она удивилась: «Ты разве ничего не знаешь о дочь Абу Бакра?» Я спросила: «А что случилось?» И тут она сказала мне разговор среди лжецов. Я удивилась: «Неужели было такое?» Она ответила: «Да клянусь Аллахом, действительно это так, клянусь Аллахом, я даже не смогла отправить свою нужду и вернулась. Я разрыдалась и плакала так сильно, что думала, вот-вот разорвется моя печень. Я сказала матери: «Да простит тебя Аллах. Люди распускали обо мне всякие слухи, а ты мне ничего не говорила об этом». Она ответила: «Успокойся, дочь моя, не принимай эти разговоры близко к сердцу. Мало красивых женщин, любимых своими мужьями, о которых не распускали бы слухи их соперницы. А потом уже и люди начинают сплетничать о ней». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, саллаллаху алейхи вассалям, даже обращался к людям, я об этом не знала. Он произнес слова прославления Аллаха и благодарности ему, а потом сказал: «О, собрание мусульман! Почему люди причиняют мне неприятности, рассказывая о членах моей семьи неправду? Клянусь Аллахом, я знаю у них только хорошее». Они говорят это также о человеке, о котором клянусь Аллахом, кроме хорошего, я ничего не знаю. Без меня он не входил ни в один из моих домов. Вот всех эти сплетни распространяли Абдаллах ибн Убай и люди из племени Аль-Хазрадж, повторяя слова, сказанные Мистахам Хамной бин Тахш, потому что ее сестра Зайнаб бин Джахш была женой пророка Мухаммада. Она единственная из всех жен пророка Мухаммада соперничала со мной, добиваясь его расположения. А сама Зайнаб говорила только хорошее, потому что ее вера не позволяла ей говорить неправду. А Хамна бин Джахш распространила сплетни об этом случае, чтобы мстить мне за свою сестру, и пострадала из-за этого. Когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, саллаллаху алейхи вассалям, произнес эти слова, Усайд ибн Худейр сказал: «О, посланник Аллаха Мухаммад, если это люди из племени Аль-Аус, то мы избавим тебя от них, а если это наши братья из племени Аль-Хазрадж, то прикажи нам, и клянусь Аллахом, таким людям следует отрубить головы». Когда встал Саад ибн Убайда, который до этого казался человеком миролюбивым, добрым, и сказал: «Ты лжешь!
клянусь Аллахом, мы не отрубим им голову. Ты это сказал только потому, что тебе неизвестно, что они из племени Аль-Хазрадж. Если бы это были люди из твоего племени, то ты так не говорил бы. Усайд ответил: это ты лжешь, клянусь Аллахом, ведь ты сам лицемер и защищаешь лицемеров. Люди стали перепираться друг с другом, и дело было не дошло до дурного между этими двумя группами людей из племени Аль-Аус и Аль-Хазрадж. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, спустился с кафедры и пришел ко мне, позвал Али ибн Абу Талиба, да возвеличит его Аллах, и Усаму ибн Зейда, и стал с ними советоваться. Усама похвалил меня, потом сказал: «О, посланник Аллаха Мухаммад, о твоей семье известно только хорошее, все это ложь и неправда». Али в свою очередь сказал: «О, посланник Аллаха Мухаммад, женщин много, ты можешь легко найти замену. Спроси служанку, она тебе скажет правду». Пророк позвал Бурейру, чтобы расспросить ее. К ней подошел Ибн Абу Талиб и сильно ее ударил, приговаривая: «Говори правду посланнику Аллаха Мухаммаду». Она говорила: «Клянусь Аллахом, ни о чем дурном я не знаю. Я ничего дурного не могу сказать про Аишу, кроме одного случая, когда я месила тесто и попросила ее присмотреть за ним. И в то время, как она должна была приглядывать за тестом, появились бараны и съели его. Она просто неосмотрительна. Потом пророк Мухаммад зашел ко мне, у меня находились мои родители, а при мне была женщина из ансаров, я плакала, и она плакала вместе со мной. Пророк Мухаммад, да благословит его и приветствует, сел, призвал благословение, поблагодарил Аллаха, и потом сказал: «О, Аиша, ты уже знаешь, о чем говорят люди? Бойся Аллаха. Если ты сделала действительно что-то нехорошее, как говорят люди, то кайся перед Аллахом. Поистине Аллах принимает раскаяние своих рабов. Клянусь Аллахом, как только он произнес эти слова, у меня прекратились слезы. Я ждала, что вместо меня пророку Мухаммаду ответят мои родители, но они не стали говорить клянусь Аллахом. Я в душе считала, что недостойна и ничтожно мала для того, чтобы Аллах не спаслал обо мне аяты Корана, и чтобы читали их в мечетях и совершали молитвы, произнося эти аяты. Но я очень хотела, чтобы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Мухаммад, увидел сон, в котором Аллах снял бы с меня ложные обвинения, зная о моей невиновности, или же получил бы об этом весть. Но чтобы обо мне были ниспосланы аяты в Коране, то воистину я считал себя недостойным для этого. Увидев, что родители не собираются говорить, я спросила их: «Вы не ответите посланнику Аллаха Мухаммаду?» Они сказали: «Клянусь Аллахом, мы не знаем, как ответить ему. И клянусь Аллахом, я не знаю ни одной другой семьи, столько пережившей в эти дни, сколько пережила семья Абу Бакра». Когда мои родители пробормотали что-то невнятное, я расплакалась, потом сказала: «Я не стану раскаиваться перед Аллахом в том, о чем ты говоришь, ибо я знаю, в таком случае я подтвердила бы сплетни людей, сказала бы то, чего не было. Между тем, Аллах знает, что я перед ним невиновна, а если я стану отрицать то, что люди говорят, вы не поверите мне». Потом стала воспринимать имя Якуба, мир ему, и никак не могла вспомнить. Я сказала: «Я говорю то, что сказал отец Юсуфа. Лучше стерпеть и просить у Аллаха помощи в том, что вы говорите». Сура 12, аят 18. Ссылка здесь такая, если надо, мы прочитаем. Пророк Мухаммад еще сидел у нас, и тут с ним случилось то, что обычно случалось с ним, когда получал он обычно откровение. Его укрыли и положили под голову кожаную подушку. В этом тафсире не говорится, что на него накрыли какое-то покрывало. Видите, как тут у них несоответствие? Сочиняет один лучше другого. Продолжаем, справка 3 закрывается. Увидев это, я не испугалась и не обеспокоилась. Я знала, что я перед ним чиста. Сразу аят не спасал ему Аллах. Эти Мухаммад сразу: оп, лег, все, нужен аят. Все, принимаем аят. Мы... Ладно, продолжаем. Увидев это, я не испугалась и не обеспокоилась. Я знала, что я перед ним чиста, что Аллах не даст мне победу. А мои родители, клянусь тем, в чьих руках душа Аиши, все еще любящих себя от прихода пророка Мухаммада, они боялись, что от Аллаха может прийти подтверждение тому, что говорят люди. Пророк Мухаммад очнулся и сел. С него скатывались крупные капли пота, будто жемчуга, хотя день, аналогия с мальчиками-жемчугами. Понимаете, о чем речь? Сразу не пробитый. Хотя день был не жаркий. Он стал вытирать пот со лба и сказал: «Радуйся, о Аиша! Аллах свят и велик сообщил о твоей невиновности». Я сказала: «Слава Аллаху!» Потом он вышел к людям, обратился к ним с проповедью, прочитал им то, что не спаслал Аллах об этом в Коране. «Поистине те, которые пришли к тебе с ложи, группа из вас, и следующие 10 аятов». Потом велел привести Мистаха ибн Ассаса, Хисана ибн Сабита и Хамну бинт Джархш, которые рассказывали непристойности
И их наказали плетью. Когда были неспосланы эти слова об Аише и о тех, кто ее оклеветал, Абу Бакр, помогавший Мистаху как родственнику из-за его бедности, сказал: клянусь Аллахом, я больше Мистаху ничего не дам, и не буду ему помогать после того, что он говорил об Аише и принес нам этим столько горя. Аиша, да будет доволен ей, Аллах рассказывала, что Аллах об этом не спасал следующие слова. И пусть не перестают обладающие щедростью из вас, имея в виду Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и достатком давать родственникам и бедным, имея в виду Мистаха до слов его. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам? Поистине Аллах прощающий, милосердный, сура 24, аят 22. Ссылка, если что, надо выпустить. Тогда Абу Бакр сказал: да, я хочу, чтобы Аллах был милосерден ко мне. Он снова стал помогать Мистаху, как и раньше, говоря: я не перестану ему помогать, и в дальнейшем клянусь Аллахом. Аиша сказала: кроме того, посланник Музмад, посланник Аллаха, да будет его Аллах и приветствует, спрашивал и Зайнаб бин Джахш, что же супругу пророка Музмахмада касательно меня. О, Зайнаб, что ты знаешь, что ты видела? И она ответила: о, посланник Аллаха Музмахмад, я берегу свой слух и свое зрение. Клянусь Аллахом, я знаю о ней все, только хорошее. Аиша сказала: именно она среди всех жен пророка Музмахмада могла реально конкурировать со мной за любовь посланника Аллаха. Но Аллах удержал ее от преступления ввиду ее богобоязности, тогда как ее сестра Хамна бин Джахш старалась воевать за нее и поэтому погубила свою жизнь вместе с другими. То есть Хамна, услышав эти слухи, принялась распространять их в надежде на то, что посланник Аллаха изгонит Аишу, и тогда Зайнаб, сестра Хамны, станет любимой женой пророка Музмахмада. Аль-Ибн Шихаб сказал: вот на чем закончилось у нас дело упомянутых выше лиц. Хадис приводится у Бухари, 4750 хадис, и у Муслима, 2770. От Аз-Зухри ибн Исхак также приводит этот хадис от Аз-Зухри. А этот Яхья ибн Убада ибн Абдуллы ибн Az-Зубайра, а тот от своего отца, а тот от Аиши, да будет доволен ими Аллах. Слова Аллаха Всевышнего: поистине, те, которые пришли к тебе с ложью, с наветом, клеветой и ложными обвинениями, группа нескольких человек из вас, не считайте это злом для себя. О, семья Абу Бакра, нет, это благо для вас, то есть в этой жизни и в жизни вечной, доброе поминание о вас в этой жизни и возвышение степени в жизни вечной, а также демонстрация чести посредством внимания Аллаха к Айше, матери правоверных, да будет доволен ею Аллах. Ведь Всевышний Аллах не спаслал аяты о ее невиновности в великом Коране, которому не подберется ложь ни спереди, и, как обычно, ни сзади. Сура 41, аят 42. Поэтому Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, зашел к ней, когда она была на смертном одре, и сказал: возрадуйся ты, жена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он любил тебя и не женился на других девственницах, кроме тебя. А твоя невиновность была подтверждена откровением с неба. Сахих Бухари, 4753. Значит, когда он ее изнасиловал в 9 лет, когда женился в 6 лет, и увел к себе, и в 9 лет ее изнасиловал, она девственница. А все другие, значит, не девственницы, да? Вот молодец, Музмахмад. Да зачем ты все это читаешь? Я не понимаю. Бисмилля, подожди, брат мой. Ахи, подожди. Так, завершаем. Зачем? Справка от редакции. Подожди, не перебивай. Тут мулла на минбаре стоит, когда не перебивает людей. Это хурба. Ты должен понимать основу ислама. Я не понимаю смысла, блядь. Слова Аллаха каждому человеку из них то, что он снискал себе из этого греха, то есть каждый, кто участвовал в этой интриге и обвинил в чем-либо омерзительном мать правоверных Аишу, вкусить великую долю наказания. А кто из них взял на себя большую часть этого, то есть затеял этот скандал, или, как было сказано, собирал эти слухи, а потом распространял их среди людей. Тому наказание великое за это. Большинство считает, что имеется в виду Абдулла ибн Убай ибн Салюль, проклянет его Аллах, как об этом сказано в хадисе. Так считал Муджахид и другие. Есть мнение, что речь идет о Хасане ибн Сабите, хотя мнение очень странное, так как этот сподвижник отличился своими достоинствами и защитой пророка. Да благословит его Аллах и приветствует в стихах, и о котором посланник Аллаха Музмахмад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: нападай на многобожников стихами, ибо Джибрил с тобой. Тем не менее, оно подкреплено хадисом Бухари от Масрука, что он рассказывал. Я был у Айши, когда к ней зашел Хасан ибн Сабит, и я спросил ее: почему ты позволяешь ему входить к тебе? Это при том, что Аллах сказал, а кто из них взял на себя большую часть этого, там наказание великое. И она ответила: какое же наказание сильнее слепоты? Он услаждал слух посланника Аллаха, или же не сочинял оскорбительные стихи в адрес врагов Аллаха, мстя за посланника Аллаха Музмахмада. Сахих 4146 у Аль-Бухари
и у Муслима 2488. Кому И, интересно, и что? Подожди, печатную у меня информацию. сейчас к тебе вопрос. И Да. какие у тебя претензии? Что ты в этом Нет видишь? претензий, я читаю. Зачем мне претензии предъявляться? У меня нет Я никаких претензий. в этом увидел, как бы, насколько жестокие эти сплетни, козни и так далее, людей, насколько, и никто из нас, ни один человек от этого не застрахован, и это опыт, который передал человек. Ты тоже можешь оказаться в этом положении, понимаешь? И Да, вполне возможно. Мать даже если не правоверных, оказался. караван трогается, мать правоверных забыли, да, там, Да, паланкин подняли, перестань, поставили короче, перед это блюдом. знаешь, вот именно ты сейчас продолжаешь эту сплетню, и эта Да я история не продолжаю. показывает, Мне это насколько интересно, как понимать правоверных губительная вещь эта сплетня. Войнохши, Это тефсир. Это сура и аят из Корана. Ты что, брат? но он Этот аят учит. был освободен, ты сейчас вообще не туда ведешь. Этот аят был ниспослан после того, 24:11, когда начали обвинять мать правоверных Айшу в том, что она совершила прелюбодеяние. Есть еще 3 тафсира, есть многочисленные хадисы, которые об этом говорят. И в каждом хадисе, и в каждом тафсире они друг другу противоречат, упуская детали и принося другие детали. То есть у тебя сейчас претензия, что этот аят прислали именно ей, да, про нее, да? Да ладно, дела, короче, гнать дела. Никто сплетни не свободится, тут сплетни никто не рассказывает, тут просто читают. Тут сплетни нет, это исламские великие умы описывают это все. Причем тут мы, я, Леха и другие, мы сплетни не распускаем. Мы говорим, что ваша мать правоверных Аиша, жена Музмамада, была блудницей, и все. А Музмамад сочинял аяты, лишь бы ее оправдать. И все. Хрима дацига, сувейлом, хадис. Я вообще не понимаю, зачем вы это обсуждаете. Не в этом причина. Не в этом причина заблуждения, приписывания, причисления себя к религиозным культам. Не в этом. Вы разбираете детали арабской культуры. Да нахуя зачем, если не с историческим... В этом храме не матерись. Стопе, братан, стопе! Матерись. Без мата, без мата. Допустим, я даже не заметил. Я никому не грубил. Допустим, ты стал жертвой таких наговоров, таких сплетен и так далее. Допустим. Я как бы, допустим... Ты едешь, пожалуйста, ты едешь на машине. Подожди, да, давай подожди, да, короче. Потом ты трогаешься, забыл жену свою. Она через день или 2 приходит к тебе домой. Вот такая картина. Представь себе. То есть ты спустя 1500 лет до сих пор подозреваешь, да, короче? Да это нет, так через было? 2 дня, говорит. Через 2 Нет, дня, у тебя до сих пор вот... Что северной стены нету. По индейцам анекдот в детстве такой был. Да Поймали, перестань, Леха, короче. Ты сейчас додумываешь, там... Зоркий сокол, через 2 суток зоркий сокол заметил, говорит, что северной стены нету в тюрьме. Вот такая же картина и здесь получается. Зоркий сокол увидел, что жены нету через 2 суток. И что? Ты додумал, да что там происходило? Он даже не поднял людей, что нету жены, говорит, не поднял людей, тишина полная. Караван идет. Через 2 суток он заметил, что нет его. Люди увидели, получается, что нету жены. И что это, что, претензия? Я не пойму, короче, вообще. Ты можешь оказаться жертвой таких сплетен и так далее и тому подобное. Это опыт, который тебе передали. Вот
такие вещи случаются с людьми. У людей есть такая особенность, они додумывают, у них фантазии, они сплетничают. Золотое кольцо в Москву выехал в автобусе с женой. По дороге там где-то Конечно, а жены молчит. Картине фига. вообще не слышно. диктора здорово. Фантазия, что в деталях, лица моя, движение, как там. Как ты тут? Расскажи детали тоже, какого цвета было, это, туда-сюда. Всевышний прислал я. Хэшватса. Lyökö Nadia siellä on niin säästi kätsä. Что мелочиться? Давай дальше продолжай там, что они делали, как делали, в каком положении. Наверное, за да, кого в картину в этом голове, смысл? да, как бы уже в общей форме, а картин создать основное, а друзья, Это ты уже рассказываешь. Это не, ты раз уже у тебя рассказываешь, появилась что мысль, вы- она же пошла дальше, короче, когда он садится. Это твои додумки, это доказывает, что это показывает, насколько человек может сидеть, додумывать, придумывать, подозревать, сплетничать и так далее. Это указывает на пороки человеческие, и как бы никто от этого не застрахован, и что моралью. Не, ну там мораль какая-то есть, никто с этим не спорит. А зачем тебе, как чеченцу, это? У тебя своя культура, у тебя своя мораль есть. Сет, Твои древние не дураки, Сет, не дураки. подожди, у Ты не тебя поймешь, потому что ты не чеченец. Для нас это все дичь просто. Знать эту правду. Ты вообще рофл вообще понимаешь? Ну, разве я в чем-то ошибся сейчас в моем каком-то бы то ни было утверждении? Ты просто не понял. Знать эту правду для чеченца дичь просто. Конечно, дичь, я тоже так думаю, я тоже так считаю, я об этом и говорю. Меня поэтому Вот удивляет, Салах зачем... поэтому рассказывает про это. Нет, Вот поэтому. я понимаю, но мы же сейчас аргументированно пытаемся разбирать, типа аргументированно, и я вот выдаю свой аргумент о том, что нам, в принципе, не нужно же искать внутри кучу какого-то религиозного культа, будь то арабского, будь то какого угодно другого, какие-то объяснения того, что это неправильно. Потому что причина того, что мы должны идти, каждый человек должен идти своим собственным путем, оно не в каком-то культе, оно вне его, эта причина. То есть, вот в Сет, чем мой аргумент. подожди, лично для меня неважно, если мне нужен чей-то опыт, я обращусь без стыда, без высокомерия к любому человеку, если у меня нет определенного опыта, определенной ситуации. Знаком ли ты с этой ситуацией? Каково это? Я сейчас переживаю такую-то фигню, короче. Было ли с тобой подобное? Короче? Как ты поступил? И так далее. Понимаешь, если я буду полагаться на свою башку, я могу там, короче, в спешке, короче, не знаю, может и убить человека, или что-то еще, понимаешь? Как бы опыт для этого и передается вообще смысл. Ну вот, и у Вообще, тебя это... о чем говоришь? Ты эти тафсиры все под сомнение ставишь? Охуеть, вообще, Точка. Тебе тафсиры все это под сомнение ставишь? Труболет, охуеть, са смысл, чума диса, Опыт передается Бог. Оно в чулилден сарат и что мгилшен, да саушу. Уда деза уилла. Щеда гацугена хавар нормально, да, инт просто кыханьот, он инт нормально, да. Mas sen magabo gumasan. Marshall
Вот я просто хотел сказать, договорить про Нашел. прошлый свой тезис. Ну вот, о том, как пришел вот этот арабский религиозный культ, как он пришел на Кавказ. Вот многие об этом забывают, как мне кажется. Но я помню. Люди просто закрывают, из-за того, что это было очень давно, люди забывают, закрывают глаза, что это была же имперская война. Это была имперская война, империя рабов, только в этом случае уже вот с этой идеологией исламской. Она просто напала на Кавказ с войной, как вот со всеми делами пришли, убивали, захватывали. Ты живешь на своей земле, к тебе приходят какие-то дураки, забирают, говорят, мы теперь здесь главные, убивают людей. И потом еще тебе говорят, как тебе в Бога, как тебе Богу поклоняться, еще и учат, говорят, это наше лучше. Твой любимый человек должен быть Мухаммед, а не твои древние, не твои достойные воины, которые сражались. И самое главное, это же не какому-то было сделано, на Кавказе же не были какие-то дремучие народы. Народы Кавказа же до появления ислама, до VI века знали о Боге. А почему я говорю, что знали о Боге? Ну, потому что у нас есть и слово Бог, и всевозможные поклонения, и свое понимание морали весьма благородное. И не говоря уже о том, что есть же более древние религии, чем ислам. Например, зороастризм, например, там тут те же эти апостолы христианские тоже ходили недалеко от Кавказа. То есть это я к тому, что кавказские народы сами знали о Боге и еще и от других слышали. А потом к ним переходят арабы, которые только-только узнали, такие, о, давайте делать тоже единобожие, тоже станем крутой корпорацией на Ближнем Востоке, давайте. Только они поняли, они теперь приходят учить тех старцев, которые уже сами давно все знают. И вот люди об этом забывают, и почему-то забывают вот об этих всех важных деталях и принимают это как какую-то духовную истину, не понимая, что это просто политическое оружие, идеология, которая позволяет как бы наводить порядок на оккупированных землях. Чтобы всех сделать мусульманами. То есть мусульманин это что как переводится? Покоренный. Но только это не покоренный Богу, не покорившийся Богу, а покорившийся человеку. А покорение человеку исключает следование за Богом. Это невозможно покориться к человеку и как-то следовать за Богом. Это противоречие, это в разные стороны направлено. Вот что я просто хотел сказать. Вот важный аргумент. Не то, что там какая-то деталь в Коране оказалась неверной, там, или где-то там Мухаммед там где-то споткнулся, упал, головой ударился, выглядел нелицеприятно. Это все не важно. Вот реальность, вот история, вот то, что мы должны, то, что люди должны знать. А то так это смешно, если так посмотреть, если было бы смешно, если бы не было бы так грустно. С исторической точки зрения мы, если посмотрим на это. То есть одна империя пришла, пыталась захватить Кавказ и передала ей вот этот, частично ассимилировала в плане идеологическом, то есть мусульманами сделала на Кавказе многих. То есть это был враг Кавказа, это была империя. А теперь эти кавказцы теперь полуассимилированные в плане того, что стали мусульманами, как бы считают, что эта религия, этот культ их исконный считают, сражаясь против другой империи, которая пытается тоже это самое, с севера уже в данном случае, с другой империей сражается, которая пытается навеять свою, короче, идеологию, там, тоже сумасшедшую по-своему. То есть это с исторической точки зрения это вообще, конечно, недоразумение. И, конечно, все это лишнее. Это лишний ненужный груз. Полноценные, самодостаточные народы Кавказа имеют древнюю культуру, имеют древнюю цивилизацию, прекрасную, благородную античную цивилизацию. И как бы идут, должны, и знают о Боге, должны идти к Богу собственным путем. Нет никаких противоречий и препятствий этому. И не молодым народам нас учить, которые позже всех поняли, что оказывается Бог один. Столько смотреть на солнце и понять, что Бог один только в VI веке. Это как бы, в общем, и с точки зрения, например, если мы говорим о Боге, почему тут еще важно, что ислам для Кавказа, я считаю, что это богохульство, потому что
Как бы вот одна из важнейших причин. Почему? Ну, потому что наша культура и мудрость предков, культура Кавказа – это же дары Божьи, язык Кавказа. Мы не можем отвергать. Если мы это отвергаем, то, что нам подарил Бог, и предпочитаем то, что нам, в чем нас убеждает человек, то есть принимаем какой-то религиозный культ, который создал араб, или любой другой человек, любой другой национальности, это не имеет значения, естественно. Предпочитаем религиозный культ вместо даров Божьих, которые нам Бог подарил. Тот, кто отвергает дары Божьи, Бога отвергает. Это как бы по-другому не бывает. Поэтому мы обязаны, потому что наши народы, наш Кавказ, наша земля, она под нашу ответственность. Мы должны ее культивировать, а не играть в какие-то другие народы. Вот, я выговорился. Так мы же об этом здесь и говорим. Мы раскрываем этот культ, показывая, что это не наше, что это бред там записанный от Бога, якобы от Бога. Мы же об этом здесь и говорим, как раз и объясняем, что это не наше, что это привнесенное под видом завернутой в красивую обертку. Коран это завернутая под красивую обертку, получается, муть такая. Там, читают ее, там показывают, что это муть, что это не может быть слово от Бога. Я тут, знаешь, я даже с тобой 99% поспорю, понимаешь? Поскольку в Коране там много всего из других религий, это скомпилированные множество религий, ну, знания, которые он Мухаммед узнал. переписанное с других религий, не Ну, нет, ну скомпилированное, это а просто неплохо, это же скопированное. неплохо. Он собрал знания, которые ему понравились. Я просто что хочу сказать? Я хочу сказать, что просто эта религия, если это арабский путь к Богу, ну пусть у них и будет. Я вот что хочу сказать. То есть я не Так против мы об этом, ислама у мы это арабов. и говорим. Мы об Да, этом а и другие говорим. народы, они не хуже арабов, им не нужно идти по арабскому пути культуры, им не нужно становиться арабами. Потому что если бы Бог хотел бы, чтобы чеченцы были бы арабами, Бог бы не создал бы чеченцев. Он создал бы, будьте все арабами, вот, и идите по исламу, вообще все нормально. Ну, вот. Мы же нашему народу и объясняем, что это не наше, что это бред там Но у нас написано. тяжелая Это вообще работа. не имеет отношения ни к нашим адатам не имеет отношения, ни к нашим понятиям о жизни не имеет никакого отношения, что это бред, что это записанный бред, и потом, когда на арабском читают его, 99% вообще не понимают, что он читает. А переводы переводились российскими спецслужбистами, так скажем, переводы делалось, и то неправильно делалось переводы. Это арабская культура, это их законы, это не наше все получается. Мы это раскрываем здесь глаза людям. Почему здесь Ну все да, против? это тяжелая работа, особенно в нашей ситуации. В том смысле, то, что у нас проблемы не только физические, да, с постоянной войной на Кавказе, вот, а еще Так мы проблемы другие. раскрываем это, что это не наше. Мы надо это отбросить. Тогда у нас откроются глаза, эти шоры снять, И тогда скинуть. будет больше сил, потому что не будет силы уходить на служение какому-то культу. Вот эти вот, например, вот эти вот ритуалы, которые бессмысленные. Человек думает, что он должен, как в армии, сделать намаз какой-то, например. И если ты хочешь обратиться к Богу, обратись в любой момент. Главное, чтобы это было искренне. А если ты сейчас устал, у тебя недостаточно духовных сил, например, бывает такое в жизни, ты не обязан к Богу обращаться, если ты, например, ты не хочешь. А там, этот религиозный культ какой-то сделал из поклонению Господу, сделал из этого какую-то армию, блядь, советскую. То есть, поклонение Господу может быть либо только искреннее, с любовью, только искреннее, с любовью, и кавказцы об этом знают, а не так, что кто-то заставляет, какой-то культ меня заставляет, там где-то написано. То есть, это такое противоречие грубейшее, конечно. Да. Вот у Парма-то здесь как раз на его канале об этом и говорится.
Кстати, сегодня будет очень мощная тема у нас. Эфир обрезание женское. И вообще женщина в Да исламе. зачем? Что? Это ужас. Зачем это, об этом говорить? Это же ужас. Потом, чтобы знали люди, во что они верят. Потому что они изучают Почему ты сами. голос свой скрываешь? Слушай, мне вот это не нравится. Чё? Что не нравится? Нравится. Что ты Что ты голос свой голос скрываешь? и Извини смотри свой меня, тоже. братан. Ты не скрывай Такая голос. ситуация. У нас, короче, все село на бутылку сажают. Что все село? На бутылку сажают, на бутылку. Если до тебя не могут добраться, твое все село, деревню на бутылку сажают. А. Нет, ну... Понял, почему я скрываю голос теперь? Нет, такой вариант возможен, но это все равно не дает мне полной уверенности как бы в твоих словах. Поэтому я внимательно Но слушаю. ты же Да-да-да. можешь проверить его слова? Сам Я, посмотреть, ты же я можешь? допускаю, я дал честный ответ, я допускаю. Я дал честный ответ, но слежу за тобой внимательно. Просит никто верить в сядь. Тебя никто не просит здесь сидеть. Тебя никто не водит за нос. Тебя никто не говорит, схвати Мухаммада за его член. Ты же свободный человек. Тебя никто ни о чем не просит, никто не заставляет верить, не верить. Ты свободный человек, если ты свободный. И все. А голос человек изменил в целях личной безопасности. А самое главное, вот я, твой покорный слуга, занимаюсь именно призывом исламу во всех других национальностях, которые находятся вокруг чеченцев. Это моя святая цель и обязанность. Я хочу, чтобы все вокруг были мусульмане. И особенно русские. Я хочу, чтобы они установили у себя шариат, русский православный Ахлюсуна, Вааль-Джама, шариат в русском золотом конце. И чтобы они вернулись за Дон, вверх на север, и все вокруг нас были тоже мусульмане, и жили именно в правильном, хорошем шариате. Это моя цель, личная, моя жизненная цель, мое кредо. Цель всей моей жизни. Ну, ты как бы это с юмором, если ты это сказал, как бы, но ведь действительно ведь получается так, что те люди, которые искренне верят, ну или насколько могут искренне верят в истинность там ислама, что это правильно, они же как бы вот сами себя ассимилируют. Насколько ислам это мощное политическое оружие, сколько прошло уже тысяч лет, да, вот, почти 2000 лет, и оно до сих пор как бы работает. Вот Ну, настолько сейчас я бы религиозные сказал, люди. я бы не сказал, что это мощное оружие. Ну, нифига себе, Сейчас, в смотри, до сих пор информационной век. работает. До сих пор люди Екатерина поняла Им это еще только, давно. ассимилируются, смотри, самоассимилируются. им Причем только сейчас остается размножаться, как могут, и все. А ты вообще посмотрел, сколько людей уходит из ислама? нет, Марсель, я не смотрел, это потому что если смотреть, Екатерина. что люди выходят из Послушай, ислама, послушай, вот, то я как бы послушай. расслаблюсь. А сейчас не время расслабляться. Марсель, это Екатерина еще поняла давно, что это оружие, которое можно использовать. И используют с тех времен. Северный сосед, так скажем. Это оружие используют. Что думаешь, мы не понимаем это? Понимаем. 1500 мечетей, что тут построили? Вместо того, чтобы построить заводы, цеха какие-то, комбинаты какие-то, строят мечети строят. Это не просто так же выделяются на это деньги. Нужно понять, что это вбивается в голову, не убирается, а вбивается в голову. Тогда легче использовать этих рабов, так сказать, рабов Аллаха. Там, где нужно, куда-то послать, где-то умирать. В Сирии, в Грузии, в Украине. Это хорошее оружие. Это еще Екатерина поняла и начала использовать это. Поэтому мы в этом направлении работаем. Я смотрю, тоже там, похоже, где-то, не обижайся, на Конторского смахивают твои разговоры так, мягкие. Нифига себе, почему?
Ну, видно так получается. Ну, Ну, вычисляется я они быстренько. понимаю твое удивление. Как ты можешь ожидать? Что тут в этой ситуации еще можно подумать? Но я лишь говорю правду. Так мы же об этом и говорим, а ты еще споришь с нами. Мы как раз об этом здесь у Падмата и здесь об этом и говорим в открытую. Почему это не нравится в конторе из 3 букв? Это не нравится очень. Ну, вот Мы мне как все раз кажется знаем. конторскими вот эти 2, которые свой голос скрывают. Потому что вы же знаете то, Не-не-не, что не-не-не, говорящий Фотографии, человек свои может быть. фотографии не-не-не. в чат. Больше Пришли ты свои похож, фотографии больше ты паспортом похож в на чат. конторского. Фотографию с паспортом в чат свой? Блин. Если тебе не нравится чужой голос, измененный или нет, пришли для достоверности свою фотографию без паспорта. Как это вообще Да нет, не связано? нужно фотографию. Ну, очень Нажми, просто. нажми на вот эту Как это камеру, у связано? тебя рядом с этим голос, где включаешь, нажми на камеру Ты не пойми, и покажи себя ты там. просто думаешь, Почему ты что если я скрываешь? так говорю, то я заставляю их сделать, как я хочу. Нет, я просто сказал, как я вижу со своей точки зрения, со своей позиции. Да, Это не да, значит, да, что я их заставляю мы это видим, сделать. как ты сказал, что вы скрываете свой голос, значит, вы какие-то Да, я левые сказал там свои товарищи. чувства по этому Да, поводу, свои мысли. Это же не означает, что вы должны это сделать, как мне надо. Так, Я так искренне этот Просто аргумент тоже у можно тебя там зазеркалить. камера включается, нажми камеру и говори в открытую, что ж ты сидишь? Ты вообще не мусульманин. Ты что В не говоришь в смысле? открытую? Скажи, вот то же самое говори, что ты говоришь, открой камеру, включи камеру, нажми, вот наверху мы будем видеть Зачем? тебя. У меня И ты нету будешь, задачи включить камеру. У меня нет задачи включить камеру. я понимаю, ты другим предлагаешь, вот, Я что ни вы там другим не голос предлагаю, я изменили. же не заставляю его, вы не поняли меня. Я его не заставляю. Я сказал, что Лёг, у него из-за нету голоса, задачи. да, я сказал, что из-за Ставь Зерна голоса такую у меня есть задачу. сомнения ты подозрение, и все. забрасываешь, ты забрасываешь зерна сомнения, понимаешь? Что, Нет, может, ну если я бы там ты озвучил, да, я изменил. озвучил свои чувства, имею право. Да, Почему да, нет? да, да, да. Мы тебя поняли, Я ж не спасибо. говорю, что вы Ай, должны сделать, как большое, я хочу. Я этого не говорю. И я большое так не считаю, спасибо. что вы Мы тебя должны сделать. поняли. Брат, Не мы тебя обязываю. поняли. Брат, мы тебя поняли. А то кому-то заставляю. А ну давайте, блин, голосы быстрее делайте. Я ж так не говорю. Не говорю. Не обязательно Ты же же мне ты так не заставлять говоришь. Ты человека просто зерна смириться. сомнения в головы других людей забрасываешь. Что в этом плохого, если люди размышляют? Пусть размышляют. Им подарен разум для этого. И они справятся с этой ношей. И станут еще сильнее. Так, Ничего так страшного. тебе же сказали, что когда он говорит суру и аят или какой-нибудь хадис, просто проверь это и все. Не верь как бы тому, кто голос меняет и так далее. Просто информацию, которую он дает, проверь, ты же можешь. А зачем проверить информацию? Ты вообще говоришь про детали опять Корана. Ну Я говорю, да, что незачем проверять. детали Просто Корана вообще не важны, на мой взгляд. Нет, ну у вас другая риторика, у вас по-другому ведется. Я просто свое мнение говорю. Что я не считаю, что нужно обязательно разбирать Коран изнутри Корана. Конечно, в Коране будет написано, что Коран это хорошо, логично. если кто-то бежит от опасности и тебе предупреждает, что там опасно, не ходи туда, ты скажешь, что как бы, я тебе не верю, и пойдешь туда, да? Тут все зависит от контекста. Явно, когда тебя предупреждают, когда как бы ты понимаешь, что это может быть, и ты понимаешь, что можешь проверить это в эту же минуту, в эту же секунду, но просто пойдешь туда, не проверяя, да? Нет, все от контекста зависит, смотря какая ситуация. Ну, в большинстве случаев, наверное, я это вообще удивлюсь и не пойду туда, конечно, зачем? Подальше от греха. Лучше обойду, что следит. Ну так он просто хотя бы номера пока дает. Да, 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 да. Мы же об этом намекаем, мадуэцик, Адам. Мы ему намекаем, намеки даем.
Erkul Gerçek. Сет Варзен, а я-то думал, ты хороший человек, а ты, оказывается, редиска. Не хочешь, чтобы был ислам? А я-то тебе поверил. Я что, снаружи красный и внутри белый, что ли? Дмитрий другому отцу. А знаете, да, почему редиска? Хотел тебе открыть всю красоту ислама. А ты взял, начал сопротивляться. Ты попал в черный список. Тебе конец. Прижмут тебя за хвост сейчас, прижучат. Такие специалисты. Они на полусловие узнают, кто, как и что, как и зачем и как дышит. Зря ты начал вот это. Зря. Я заступался. Ты пытался. Я это запомню, оставлю в своем сердце. Нет, тебе конец. Ты растерял вотум доверия. Больше тебе никто не верит. Возможно, но я из тех, кто улыбается своей смерти. Актерская игра 5. Сразу можно ставить. Нет, это была не актерская игра, я абсолютно искренне все сказал. Раз призываю дорогих вот наших постоянных и непостоянных слушателей этого канала прямого эфира. Дайте ему еще 5 возможность. из 10 было. Да, он хочет изучать ислам, дайте ему слушать, не надо его, не гоните, не гнобите, он нормальный парень из ФСБ, там, не знаю, какой конторы он там, МВД, ФСБ, или там, не знаю, любая там, Я из ФСБ. прокуратура. Да какая разница? Я главный враг ФСБ, вы чё? Главное, ты из России. Вот для нас все, что из России, представляет угрозу. Наша национальная Из безопасность. конторы Дугина. Дугин, В ладно. смысле, Из конторы ребят, Дугина. ну, Россия вообще считает, что часть Кавказа – это Россия. Что Россия считает? Нас не интересует то, что кто-то считает. Нас интересует Нет, наши ты просто интересы. сказал, что все, что из России – Да. угроза, а Россия считает, что часть Кавказа – это Россия. Все, что связано с Россией, это Аллах. А Аллах раб России, Русни. И ты сейчас заходишь и говоришь, не рассказывайте так, не рассказывайте то. Значит, ты представляешь угрозу национальной безопасности чеченцев. А, Ты не, должен быть подожди-ка. Да. А что, если Ты я должен- сказал, что не рассказывайте так? Сейчас, подожди, сейчас я закончу. Ты должен быть привлечен к уголовной ответственности, должны быть произведены процессуально, уголовно-процессуальные Приходи. процедуры в отношении тебя. Оперативно-следственные... Подожди, дай закончить. Оперативно-следственные мероприятия по Заканчивай, отношению к тебе. приходи. И с базовой именно составляющей все дело переправить в суд, и чтобы был Приходи. беспристрастный, честный суд по отношению к тебе, потому что являешься военным преступником. Со всей свитой. Приходи. Со всей Ты всех материальной судишь. базой, да, Со всех доказательной. он судит. Приходи. Повеселимся. Да. А где ты сейчас находишься, дорогой друг? Все скажи. Ты же хочешь Куда туда приходить? Да, куда приходить, да. Ты же говорил, Ты же сказал, Да, что подожди. там Подожди. про угрозу, как это опасно. Дай сказать. Ты же тут обвинил некоторых спикеров, что вот вы голоса изменяете, вам верить нельзя. К тебе куда вот надо? На Лубянку, Подожди, да, я не сказал, что вам верить нельзя, я сказал, что я вам не верю. И... Да. Ну, я тебе Хорошо, говорю, приходи. Да. И сам находи. Нифига себе, тебе квест облегчать. Хорошо. Смотри, дорогой мой недруг, сейчас ты уже из друга превращаешься в недруга плавно. Это Смотри. происходит очень быстро, я так заметил, да. Да. Времени с тобой церемониться особо нету, понимаешь, что тебя и так много времени уделили.
В смысле мне много Неуважаемый времени наш уделили? А недорогой. может быть, я вам много времени уделил? Я же много чего Ну, интересного тогда сказал. иди в баню помойся лучше. Полезнее будет тебе. В Бойся смысле, Аллаха. я уже помылся, спасибо. Что происходит? Что вас так самое Сет, обидело, когда я сказал про ваш голос? Сет, 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 побойся Аллаха, побойся Аллаха. В смысле, Побойся Бог Аллаха. не Смотри, требует, Сет, подожди, Бог не требует страха. Аллах, Бог да всемогущий, подожди, Аллах, не Аллах, требует Аллах. страха. Не Подожди, надо бояться подожди, Бога, ну надо его хорошо, да, любить. ну хорошо, да, мы уже Ну, поняли. говори, Смотри, я ж тебе дорогой не... наш, недорогой, смотри, ты заходишь к чеченцам, которые пережили 2 войны, которых преследуют по этническому признаку по всему миру российское этническое образование, на которых навязывают ярлыки именно исламского радикализма, которым на государственном уровне, именно государственном уровне российского террористического образования навязывают ислам во всех его видах, преследуют по всему миру и навязывают этот ислам даже через все вот эти вот свои разветвленные агентурные сети. И ты приходишь, в течение часа с лишним говоришь чеченцам, не говорите про ислам. Это говорит о чем? О Чего? том, что ты Подожди, работаешь на контору, что ты россиянин, ты подожди. А русский. где я сказал, что А тебя, где я сказал, не говорите про подожди, ислам? а Где я тебя сказал? Ты надо... врешь, что ли? Да дай закончить, подожди, дорогой, недорогой. А Ну, ты тебя надо врешь. за это привлечь к уголовной ответственности по законам чеченского суверенного независимого государства и искать и выдать тебя в розыск по всему миру, чтобы Интерпол Нифига тебя себе. выслал нашему государству. Да. Почему Ты это меня в контрмерский уголовное... бандит. Я Ты никакого вреда свободной пропагандист, Ичкерии не приносил. ты Ты что агент, клевещешь? ты работаешь против Я люблю чеченской своих братьев нации. и сестер. Ты слушай, ты за такую клевету можешь остаться без этого, плещи не понадобится, знаешь? Я понял, Вот да. ты Поэтому мы будем сейчас проводить оперативно-следственное мероприятие, выявлять твой ID-код, где ты находишься, да. И когда это полностью со оперативно-следственное всей базой мероприятие материальной. приведет к тебе Твое самому, дело ну личное, тогда твое начнем дело, а говорить. также твое профессиональное дело будет передано в суд, независимый суд Чеченской Республики. Ну, я говорю, мы там поговорим с тобой, да, когда оно к тебе приведет. Прокуратура уже будет работать на тебя. Все, будет по тебе работать. Есть уже ориентировка по тебе, и ты уже взят на учет, на карандаш. Ну, как специалист, сразу видно, специалист. И вот, хочу сказать, что самый главный твой тезис – это ложь. Ты говоришь, что я говорю не говорить про ислам, когда я об этом сказал. Мой тезис был в том, ты вообще не слушаешь меня, похоже, или не слышишь, но слышащий да услышит. Оперативной разработки. Если тебе... Что Подожди, доказательства ты уже вредоносности ислама, подожди, ты, дорогой, доказательства недорогой. Ты уже неприемлемости ислама, Да подожди, но ты не дорогой, даешь мне недорогой. сказать. Да Ты мне подожди, даешь сказать оперативная. мысль. Да Ты подожди, попросил дай себя не сказать. перебивать, а ты меня... Послушай, тебе дадут слово. Ты уже у нас на оперативной разработке. Если тебе в личку будут писать вот этот евро-доллар, знай, это наш агент, он работает на нашу контору. Не доверяй ему. Тебя посадят. Тебя посадят. Все, давай говори теперь. Говори, слушай. Говори, недорогой. Ну, ты меня зачем-то перебил и не дает договорить, потом еще мутит. Некрасиво. Я еще раз говорю, что ты солгал, потому что мой тезис был в том, что нет смысла ислам разоблачать его вредоносность, не обязательно его разоблачать его внутренними деталями ислама. Это бессмысленно. Ну нет, там в этом есть смысл, потому что там действительно ужасные вещи могут быть. Но это не самая главная причина, каким образом разоблачить. И предложил свои аргументы про вот эту войну и про то, что это противоречие служения Богу. Принимать чужой культ и чужую культуру вместо своей, это отдаляет от Бога, не приближает к нему. Вот я просто эти аргументы... Да, православные ахлюсонные, мы поняли. Вместо А православных. ты мне говоришь, что я говорю, что не надо говорить про ислам. Как ты это связал, блядь? Как ты это связал? Мне вот действительно нужно это, чтобы ты ко мне подъехал, чтобы я немножко провел эту хирургическую работу Спасибо. с головой. Спасибо. С евро-долларом проводи там эти беседы. Доллар тебе выйдет на связь. Это наш агент. Доверяй ему, он тебя кинет в первом скачке. Уже редиска как это. Как любезно.
Ну, Оперативной знаешь, что такое разработки. ислам? Знаешь, что такое ислам и все такое, ты спрашиваешь, почему меня эти голоса. Это что-то трейд у тебя, видимо. Салат, подъедь к нему, сделай ему хирургическую операцию на мозг. Да, подъезжай, пожалуйста. Куда Нет, Я только? же говорю, а как, я разве я несправедливо отреагировал? На меня пытается клеветать какой-то здесь. Нет, 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 за такое берется ответ. Варсен, у меня вопрос к тебе, Варсен. Ты не Да, бойся, пожалуйста. вот эти чушки тебе ни один не подъедет, бля. Почему? Потому что они трусы конченые, пидоры. Нифига себе. Резкое заявление. Ничего себе, да, резкое заявление. просто урыл. Да. Сделал быстренько. Аргументом. Без ножа ты застрелил, Группа, короче. группа поддержки, Ярик. А Группа как у поддержки. него там, у самого, что у него там? Есть что-нибудь там? Фамилия, имя, отчество? У Рэмбо нашего. Не, группа поддержки, Ярик. Это группа поддержки, я хочу ехал. Евро, доллары, это, крендель. Пришел мусульманин, русский православный. Раб? Просто раб, Арсу. Просто. Аллах, Главное, Аллах, Экбер. Аллаху Акбар, да. Главное, заходит русский православный раб, подстилка, шакал, и говорит поддержку тому, кто говорит против ислама, но со стороны России. А главное, на чеченцев нагад гнида чеченоговорящего, вот эта, которая зашла, гнида, он защищает агента Русни и говорит, эти чушки, говорит, просто послушайте, не бойся, он говорит ему, эти чушки, говорит, тебе не пойдет. Да мы не будем ехать, его, зачем нам? У нас оперативно-следственные мероприятия уже развернуты, вычислили ID-адрес, мы знаем, с какого места он вещает, мы уже дело полностью открыли, идет именно работа по этому человеку, ориентировочка пошла, сейчас мы его в Интерпол, Европол закинем. А это зашел чеченогорящая подстилка, шахка, и говорит ему, они тебе не приедут, зачем нам куда-то приезжать, мы работаем по законам, нам выдают, мы экстрадициями занимаемся, зачем нам куда-то ездить, это вы ездите, убиваете людей без суда и следствия. А мы все по закону, с материальной базой, со всеми доказательствами, в независимых судах, разбираем дела всех военных, международных преступников, агентов, шпионов, убийц, киллеров русских, террористических банд, именно представляющих российско-террористическое образование под названием России. И эта шапка зашла сюда и говорит этому агенту, левому, неуважаемому, не бойся, говорит. Они, да пошел ты вообще, шнырь. Ты вообще шнырь, кто бы ты там ни был. Ты вообще не достоин того, чтобы даже говорить. Что за фигня происходит? Я думаю, здесь мы будем что-то обсуждать, какой-то разговор будет по факту. Что происходит? Что Так что есть дело, которое возбуждено по отношению вас, дорогой наш недорогой. Вот есть факт. Против вас возбуждено уголовное дело. Дело? И по какому, интересно, этому, по какому факту? За пропаганду русского православного Ахрусуна ислама в чеченской среде, чеченской нации. По подрыву государственных в чем я пропагандировал, интересно, потому что когда это вы я успел? агент Русни, вы понимаете, что ты агент Русни? Не-не, ты мне скажи, что где, в каких моих словах была пропаганда, то, что ты назвал? Что? Во всех ваших тезах, А это следствие докажет там, следствие тебе покажет потом. Не торопись события, пока подыши свежим воздухом, он там за дверью есть. Подышу. Только, ну хорошо? Ладно, я тоже что-нибудь там, покажу. может, для тебя свежее воздух будет, можешь идти, да. Але война, бо китайчица, они братья, бо airbuk inach do болезнью признателен был. И что конца не дука, когда ислам воду бо шумши, чок меча волшва. Макера, типа, ötsäni дуntro, bogar bahtsone шум бош. Сунцане корешик садяшок.
Maşallah maşallah dedik dayı. Hunç hukhila, hunç hutinata. Как всегда опоздал Аббас, сейчас он Hunç начнет. milvellik. Ой, марки, цамар веловен, милу. Что ты ваш? Таракан, сан фацхагул малыш. Что там такое? Было возбуждено уголовное дело по клевете и подрыву государственных основ чеченского государства. Одним русским агентом, пропагандистом под кодовым названием СТЭК со своей группой поддержки, со своей бандой русской православной окружной, он сегодня зашел и начал подрывать деятельность этого информационного канала. Еще банда есть. Сейчас проведение оперативно-следственные Данныш мероприятия. хаять срочно, данныш хаять срочно. Выявлено его месторасположение по ID-координатам. Будет сделан запрос в Интерпол, Европол по выдаче этого международного военного преступника, пропагандиста, агента ФСБ, ГРУ, СВР, прокуратуры Российской Федерации, так называемого Следственного комитета. Этот мерзавец будет привлечен к ответственности и предстанет перед независимым Ты зачем мне судом говоришь? цивилизованным. Будет Ты, судиться по законам международного права. ты себя так не веди, Коч, ты не коч, Алаудину, как бы защищает от этого. Ты себя веди нормально, давай. Границы знай. Ты сейчас среди нас, да? Он хочет серьезного прийти к нам в гости. Ты пришел свои правила опять здесь устанавливать, я не понял. В смысле, это ты ко мне так обратился? Да, именно к тебе. А почему ты ко мне так обращаешься? Ты чего, совсем Как? что ли охренел? Почему ты себя Да, так ведешь? Хан на Тяхя, чеченском Лашин, канале? Авой, ты ясно. Ты почему на чеченском канале себя так Дука, ведешь? ну что, Хан Тяхя. Так, а серьезно, Амел, нет цитата обсудить давай. И почему Ой, грубишь? да, Нормально? Это нихуя не нормально. Давай, Адам, отсюда это серьезно исламский дин. Аббас тоже подключать. Ладно, я буду молчать. Ага, законно, не реально, хую цага вообще, худую цага. Ашедуан, да, схемутит, что чувствуем, да, царен хабарстую, что абсолютно интересного матча. И цайл шнир гучами ахицу куча. Сейчас она. Эдуан Ласки. Сундель, ишмериш гучи агархам. Ласки лейвол, Аллахи лейвук. Ну тогда пускай не встревает разговоры, сидит, слушает тогда, хорошо? Что он умничает здесь? Умнее всех, что ли? Когда человек говорит, не надо встревать, пока он не закончил. Какими вопросами он зашел? Какие вопросы? Огласить весь список. Потом будем говорить, стоит или не стоит. Будете погоняло. Стоит или не стоит применять нормы шариата, да, к этому человеку, к этому индивиду, 40 палочек ему, ставить в задний проход, чтобы он был доволен шариатом Аллаха. Первый вопрос, откуда он узнал этот чат, как он зашел, кто посоветовал. Первый вопрос этот. Панал Малик, Бусална. Арматак, короткий, нетуна, муал, диагностик, алари, люхарк, чуавела, звание, хаалчин сразу. Мух кача кучу. Сорвали норизм. Ахмат Кубер, Чарвали норизм. Маршал ду масада. Женщина ногтю. Помощь долгаска жильдали, нерка. Спецназ защитник Уммы под кодовым названием Сет Варсфен со своей группой поддержки мусульманами, чеченоговорящими русскими православными окружками. Звание у него пока ефрейтор.
Но он быстренько поднимется по служебной лестнице. Я уверен, что начальник отдела кадров Лямов уже приготовил ему неочередные звания. Способный, значит, такой, да? Просто универсальный работник просто. Я вообще не понимаю, Универсальный о чем вы солдат. говорите. Да, я очень сильно разочарован. Что я могу сказать? Объяснить Еще не вечер. объяснение, почему разочарован, что ты здесь ожидал. Кратко расскажи, нам тоже интересно. Группу поддержки Ты взял в слабую. смысле, Надо что я было здесь ожидал? устроиться. Ну, вот обсудить то, что мы Что? обсудили, и все. И Какой-то ничего лишнего. А тут какое-то просто какие-то глупости начинаются забавные. Вот это очень странно для Дайте чеченского чата, еще на мой взгляд. один шанс еще Я не прошу объясни, шанса как ты от человека. попал. Мне человек не может дать шанс. Так что Ну, я отвергаю эту часть. зачем ты пришел сюда? За что? Что ты хотел услышать? Что узнать? Вот, так мы же обсудили. Мы уже обсудили то, что мы обсудили. Я опоздал, можно для опоздавших повторить, если не трудно. Это долго будет. Но мы обсуждали ислам. Вот тебе могут друзья рассказать. Хорошо, ислам. Ислам – это очень великая, чистая религия, даже к обсуждению не подлежит здесь. Можно вопрос? А ты ожидал, что мы на колени перед тобой, о, Боже, так скажем, В смысле? кинемся, да? На колени? Что за глупости ты говоришь? При чем тут колени? Я просто ожидал, что не будет этой забавной, бессмысленной клеветы, но она была, и она, как мне кажется, не свойственна чеченским чатам. Вот и всё. Ну, а ты по-чеченски говорил, там поймем, но... Я не знаю чеченского языка, как я О, буду. Фрида, а я маршрут, Фрида, мы канал, ты пишешь. Стивен или как там, Сейф, короче, я Стивен твой... Сигал. Стивен Сигал, да. Это твою Твою эту душу шатал, да? Дом долго труба читать. шатал. Кто ты по нации, можно узнать, если не секрет? Это секрет. Ты человек смотри, ты получаешься человек без нации, без рода, без племени, Нет, да? я объясню, я с нацией. Я просто об этом не говорю, чтобы вы не могли апеллировать с точки зрения национальности, пока вы не знаете. Да межнациональное, что? Он стыдится своей нации. Не, он не хочет, чтобы... голос Он просто изменяет. не хочет, чтобы межнациональные какие-то разборы. Чтобы вы привязывали мои слова и отношение ко мне, чтобы вы привязывали к нации, я не хочу, специально не говорю. Я говорю поэтому, что я из кавказских народов. И я ничего не стесняюсь. Я люблю свой народ. Самое плохое, знаешь, что во всем этом? Представь, ты уже знаешь, что тебе надо это скрыть. Потому что у нас уже мы настолько дебилы и бараны, что если человек там какую-то национальность свою назвал и свою какую-то тему говорит, то вот другой национальности дебилы сразу это переводят вот, межнационально. И еще ты меня спрашиваешь, но тут такой, глупый. Поэтому как бы к тебе отношение соответственное в этой группе, потому что ты такой какой-то непонятный, понимаешь? Так я не против, я же не говорю, что я непонятный. Поэтому эти ребята заняты тем, что расчехляют тебя. Не, я-то не против, я понимаю, я вас ничего не обязываю. Но все равно я должен сражаться, когда кто-то посягает. Это обязательно. Да, мы Слушай, понимаем, только что- если к нам в гости пришел, мы с тобой тут сражаться не будем. Понимаешь, Ну, а тебя чё запустили. вы Ты начали? себя умеешь вести среди нас?
умеешь, не Думаешь, умеешь. что себя как-то плохо повел, что ли? Я-то себя плохо не повел. Не, ну тебе объяснили, в чем плохо, в чем хорошо. И твоя вот эта болтовня уже не интересна совсем. Какая еще Ты болтовня? вообще или что-то Мои говори. слова. Тебе Подожди, не мои нравится, слова что тебе на не ты обращаются. Adam, Матвей, Сирмало, Адам, Сирмало. Такие Короче, говорят, ты же. я здесь никого не обижал, и я такой цели не преследую. Да, мы поняли. Да. Просто Freedom беседуешь. Хритеш, Freedom Вест Хритеш, Шум Хричох, Тердуцен, уже без. Bak şimdi değil freedom marş forward. Hay karota Ты كده Машу думаешь, فاتور دوك نيل دو هاشتات ادي شوار وزور شو ده حاجة بعد سنتي شوار دي سمعت Пашка Цаваш. Просто я нет, сейчас только зашел. Извини, я твой ник не могу прочитать, он слишком длинный. У меня память как у рыбки, короче, поэтому неважно. Это самое. Претензии у тебя к чему были? Вот тоже мне интересно. Претензии по поводу чего? По поводу ислама? Я зашел, я услышал такую фразу, я от чеченцев там что-то не ожидал. И типа ты Да, очень это уже вот разочарован. только что обсудили. Просто тут в полушутку тут пошло слово за слово. Бессмысленно. Вот. А когда я говорил, что я чеченцев не ожидал, я имею в виду, что типа, когда я захожу в кавказский чат, я всегда идеализирую это, потому что я люблю свой. Ну, то есть идеализирую, я жду здесь высшей справедливости. Потому что другого места я не могу Маршал думаться. Милую крик сразу, мечуа, что с ним, хотя хай. Твой цель, Лартоша, мечует. Дукан, шуар. Обычно вайка докладывается, да, Мухаммед, да, ши лукач, арвал, ши, да, где, чего, ишь, мою ярчат. 24 часа дают, чу ох, ши, лошак, арвал, ши, лукаш, да. بعد قديش تاع قطر وير سقط ده انه از خدتش وقع سيخ وقعتش ولا تاعهم خلا خين تقدرون ذاك سو نورمال والله. Хвалитесь. Вот. И еще, на мой взгляд, есть одна проблема очень серьезная, что если, например, у многих возникнет, у людей возникнет такой утилитарный вопрос, фактически, конкретный вопрос. Если, например, человек какой-нибудь откажется от ислама, ему же нужно это чем-то заменить. Вот будет такой вопрос, а что тогда? Типа, а что там, типа, у нашей типа религии есть книга своя, там, вот такие вопросы я слышу. Вот, то есть какие-то такие вещи. А ведь проблема еще и в том, что этого нету, потому что все культовые, ну, большинство культовых объектов за эти тысячелетия, конечно, потеряны, которые кавказские, доисламские, большинство артефактов потеряны, их не так много в мире осталось. Ну, древнекавказских артефактов, я имею в виду, которые свидетельствуют о чем-то, там, ну, какие-нибудь религиозные и так далее. Вот, и это тоже проблема, которую как-то, ну, то есть никто не решает. Никто не решает. Дружище, это вообще не проблема по одной простой причине, то, что у нас от отца к сыну передается вот это вот мировосприятие и миропонимание, мироздание. И поэтому именно касаемо чеченцев для нас это не проблема. Так как мы знаем там более 7 колен своих и так далее, и так далее. То есть обычаи, традиции,
мировоззрение полностью включает в себя абсолютно все спектры жизни, начиная То есть от того, как устная передача такая произошла, Подожди, да? секунду, можно я закончу, и ты скажешь? Да, я прокомментировал просто, устная передача произошла, да, устная? Устная передача происходит, да. Устно Все, понял. и взаимодействие с обществом, то есть в чеченском обществе, когда ты находишься, даже если у тебя нет отца или матери, или еще кого-то, у тебя всегда есть родственники, и всегда есть люди твоего типа, то есть тебя никогда не бросят, не оставят, тебе всегда укажут правильное направление. Ну, это само И собой. в этом плане у нас абсолютно никаких проблем нет. Но сегодня вот эта идеология, современная военно-политическая доктрина под названием ислам, это чужеродный элемент в нашем обществе. Фридом, ремарочку. До депортации, высылки нашего народа практически в каждом роду были семейные тепторы, письменные источники, то бишь, которые о предках все было, откуда какой род, какой тейп. В основном родовые, потом тейповые и народные тепторы. Тепторы – это летописи. 30-е годы перед высылкой непосредственно убивали тех людей, которые хоть что-то там, именно чеченское, национальное что-то нес. Во времена имама Шамиля это еще началось, когда они уничтожили вот этот общий так называемый котел, где были указаны все тейпы и так далее, и так далее. То есть эта работа ведется целенаправленно по уничтожению национальной самоидентичности нашего народа. И с этим, я думаю, тебе тоже будет сложно поспорить. Эта статья В смысле, а называется зачем спорить с этим «Геноцид». фактом? Это как бы факт, конечно. Известный факт, наблюдаемый в реальном времени. В реальном времени, да. Еще я хочу добавить, если вот ты действительно хочешь узнать все, к чему, вот есть Пармат, у него есть за 1-2 года вперед. Раньше еще есть в Ютубе чаты, где записано. Послушай их, потом легче будет. Сразу зайти, понять для другой нации или даже другой, как сказать, да, другой нации это трудно догнать. Тут свои еще обманутые, мы не можем в колею их вести. С ними у нас борьба большинство, но мы не спорим с исламом, мы не воюем. Мы хотим донести, что эта религия не для нас. С чеченским менталитетом абсолютно не соответствует. И сегодня есть много доступных сетей, интернет. Кто интересуется, может узнать точно так же. Но на это надо потратить время. Но есть среди чеченцев, которые больше всех спорят, и никто единственную книгу, такую священную, никто еще не прочитал. Он услышал от этих мул, от этих пропаганд, и вот так несет. Это последний этап проводят с чеченцами, которые 400 лет они не могли полностью подвязать, а сейчас уже к этому завершению они идут. Но мы стараемся противостоять этим. Мы хотим вернуться своим исконным, как говорится, нашим предкам. Ты говоришь, если ислам убрать, что? А что? Где ислама нету, что там?
умирают, что ли, больше, что к чему? Мы жили, и до этого ислама нормально жили. Он, если в горы Конечно. поедешь, вот к этому мы хотим вернуться. Нам не нужно этот исламский, который такой же человек, как ты, ему подражать всю жизнь, до конца жизни стоять на колене кому-то и даже не знаешь их. Сегодня, вот пример, вот сегодня приедь в любую там Саудовскую Аравию, что ты на колени должен стоять, что ли? Ну, Бог не Истинно требует, чтобы чистого. человек вставал на колени. Не в этом поклонении Богу. Вот они и требуют это. 5 раз ты должен стоять на коленях. А это не случайно. Это не случайно. Позволь Вот. прокомментировать. Это потому, что это знак. То, что мусульмане покоренные человеку. Это на самом деле, правитель воспринимает это как то, что они кланятся ему, потому что они кланятся его идеологии. Значит, они ну, это его, эти крестьяне. На Ужасно. протяжении, особенно товарищ сказал, Фрейдом, у нас последние 100 лет, это точно, полностью уничтожая, как он говорил, у нас были до высылки еще оставались письменные тепторы, которые завещают колено. Это не то, что 7 ты должен обязательно знать, а есть еще больше знают. Они же не мусульмане были и жили еще лучше. У нас Нет, ты абсолютно прав. Это ты говоришь с точки зрения разума. А я сейчас не говорю про разум. С точки зрения разума, конечно, это все противоречия, все узелки, они разворачиваются. Потому что разум для этого и нужен, чтобы решать такие задачи, чтобы не быть обманутым. А людям нужно это объяснять. Люди задают эти вопросы с точки зрения своего желания. У них пустое место оказывается там, понимаешь, где-то. Там, где они хотят какое-то служение такое провести. Потому что Можно они уже вопрос? привыкли к этому. Вот. Я об Можно этом вопрос? говорю. Конечно. А ты говорил про какую-то книгу, что к чему прийти. А ты считаешь, что обязательно, чтобы была книга, и там было написано, как в туалет ходить? Нет, нет. Да? Ты об этом говоришь или что ты говоришь? Нет, я так не считаю. Я считаю, что думание, что для какого-то культа, для какой-то, если вот человек хочет как-то какой-то ритуал провести, что ему нужна для этого книга в его идеологии, что это обязательно, я считаю, что это прямолинейный и неправильный взгляд, Ну конечно. какую? Как Но люди наложницу спросят, взять потому или что как? у них у них отнимем книгу, понимаешь, им нужно что-то взамен дать, и я вот о чем. Люди спрашивают, потому что вот когда я проповедую, Не, это говорю об этом, люди меня спрашивают. книга как... Нет, вот объясни, как наложницу взять, как рабов взять, как в туалет ходить, как свои места прикрыть, вот, чтобы это было написано. Нет, Там. я считаю, что кавказский вариант – это кодекс чести, вот, и там будут статьи справедливости, статьи мудрости, статьи милосердия. И все это, в общем, это статьи любви, там будут статьи знания, там статьи достоинства, что-то типа такого. Ну, Вот понятно, так понятно, можно сказать. спасибо. Но опять же, это не должно Прочитать, чтобы я мог к тебе обратиться нормально. Сет, просто сет. Вот, и это не обязательно должна быть священная книга. Что это за языческий такой взгляд? Книга там священная, как бы. Мы все понимаем, что книга это хорошо, там в ней что-то хорошее написано, но книга сама по себе мертва, тут язычеству не надо никакого. Это просто будет кодекс чести, как бы, как такое, как, ну, Давай я важное тебе законодательство. вопрос короткий дадам. Сет, ты знаешь своих, я не знаю, к какой религии ты принадлежишь, до этой религии
которые официально, которые сейчас действуют, ты знаешь, что их предки, чем они жили, что они плохо жили, или вот эту историю ты знаешь своих предков? Да нет, если с точки зрения разума, то есть с точки зрения, если мы пойдем исторической науки, ну, кавказцы тысячелетия живут на Кавказе, когда не было ни ислама, ничего. Что, плохо жили? Нет, жили, выжили, и вот мы их потомки, есть доказательства. То есть это с точки зрения Это мы разума очевидно. должны делать, вот это мы должны делать, понимаешь? Они искать где-то, зайти в другое государство, которое им послали эту религию, мы больше стараемся принять, чем они, понимаешь? Мы должны, наоборот, своим истоком интересоваться, как они жили, как их оболванили, по какому, или принудили, добровольно, недобровольно. Вот этим мы должны заняться сегодня, пока доступ есть к этому, понимаешь? Вся Да, именно проблема в поэтому я этом. согласен с тобой. Именно поэтому сегодня в качестве своего основного аргумента я и предложил, когда я сказал, что не надо разбираться, не так важно, я точнее сказал, разбираться там в тексте Корана, в этих деталях вот этих ужасных или не ужасных. Вот, там и хорошие вещи написаны. Вот, это не так важно. А я просто сказал одним из аргументов то, что ислам пришел с войной. Пришел, захватывал наши земли с юга, с южной стороны. Он там до Чечни не дошел просто, а с южной стороны он зашел. Ты можешь привести хорошее одно, что нет у чеченцев? Что? Извиняюсь. Ты можешь привести хоть одно, что нет у чеченцев? Нет, конечно, я не считаю, что арабская культура сильнее какой бы то ни было. Я так не считаю. Я уважаю Я все какой не культуры. говорю, мы про чеченцев говорим. Ты можешь привести, сейчас ты сказал много хорошего, ты можешь привести хоть одно, что нет у чеченцев? Нет, конечно. Я такого Ну, и не значит, все, утверждаю. ты получил ответ, да? Не-не, ну само собой, я же не говорю, что арабская культура типа лучше какой-то, нет. Я не Я говорю такого про не говорю. культуру, я говорю, кто принес ислам, что именно чеченцам, что не было у чеченцев. Да все Хорошее. было, да Он все говорит, он было хочет свое сказать прекрасное. новое, что не было у чеченцев, чтобы что-то принес он, нет. Это каждый Нет, просто знает. Ты не пришли можешь привести и хоть одно властвовали. такого, даже? Да нет, пришли и хотели забрать свободу. А Бог Ну, человеку заявляет, все тогда, и что ты терять. нам предлагаешь? Подчиниться им, которые пришли нас завоевать, да? Ну вот, мусульмане предлагают подчиниться, да. То есть их их братьев Вот убили, мы тебе это и воинов, а говорим, они все. подчиниться Мы не предлагают. согласны, все. Само собой, да, мы не согласны. Но ты видишь, как люди обмануты, потому что люди не задумываются об этом. Они не доходят вот до этого вопроса. Я думаю, что большинство кавказцев бы тоже бы однозначно бы ответили на этот вопрос, если им его задать. Ну вот мы поняли друг друга, я надеюсь. Да, у нас и не было недопонимания. Сет, ты сейчас сам ответил на свой вопрос. Вот почему вот прям в деталях так разбираю вот ислам. Это для слушателей, для наших людей, для тех, для не знающих, вот, что из себя представляет эта идеология. Вот Спена, вот так, который доказывает, что это истина, единственная истина. Вот, для них, чтобы они задумывались, чтобы они интересовались, чтобы они читали, чтобы они знали, что на самом деле представляет из себя эта идеология. Вот. Для этого разбираю. Для слушателей именно. Для нашей аудитории. Ну, и Ну, в поэтому я смысле, хочу вам чеченская. порекомендовать кое-что, вот, если хотите. Вот. Один из моих аргументов, который я вот заявляю, когда говорю об этом. Вот. Одним из моих аргументов является, я хочу
задеть человека. Это такой агрессивный аргумент. Я им пытаюсь задеть чувство справедливости кавказское. Я говорю: о люди, вы забыли, о люди, что... И говорю, что Исламская империя арабская вторглась в наше государство, убивала наших предков, им забрала свободу каких-то там государств на какое-то время, там, пыталась ассимилировать. Вы забыли, но я помню. Вот я думаю, что нужно обратиться к этой памяти, чтобы люди вспомнили. Они же, люди не задумываются о том, как ислам вообще попал. Кто-то вообще думает, что как-то он прилетел так сам, и все хорошо. Как бы, да, все нормально. Кто-то думает, это было так давно, что и все равно, как бы. Кто-то так думает. Вот надо людям, я вот к этому обращаюсь. Это один из моих аргументов. Может быть, он вам Я одну вещь скажу, будет извини, интересен. я быстро скажу. Вот когда я понял, что религия – это идеология, и это как бы не истина, то мне вообще труда не составило оставить ее, где я ее брал. Поэтому для меня вера в Бога и отношение ко Всевышнему – это сугубо личное дело каждого человека, и между этим человеком и Богом нет преграды. Поэтому все вот эти вот идеологии, неважно какая религия, там, ислам, христианство, еще что-то, мне абсолютно не важно. Но когда эта твоя вера превращается в идеологию или так называемую религию, она перестает быть истиной. Ну, я согласен с тобой, но здесь, видишь, есть, и ты абсолютно прав. Во-первых, принципиально ты прав, конечно, в том, что ты говоришь, что это личный путь. Да, я согласен с тобой в знании о Боге твоем, то, что нету преграды, нету посредника между человеком и Богом. Это только личное явление, потому что Бог всемогущ, Он не нуждается в посредниках. Это был бы для Него как бы абсурд. Потому что именно Бог говорит о мудрости, что есть прямая между двумя точками. Он сам об этом говорит. А тут он будет как-то это медлить. Вот. Вот, конечно, нет. И я согласен, то, что все религии, конечно же, это не та искренняя связь, которая личная. Это все правильно. Но есть но. Но нет ничего плохого, когда, поскольку у каждого народа своя культура, подаренная Богом, свой язык, эти вещи, которые развиваются, нету ничего плохого, что, исходя из своей культуры, у каждого народа как бы немножко свой способ восхваления Бога. А если есть какие-то безобидные ритуалы, которые не языческие, какие-нибудь нормальные, там, подарить конфету там детям, да, какое-нибудь благодеяние сделать, маленькое или большое, вот, в этом нет ничего плохого, понимаешь? То есть я к тому, что я в принципе не против, чтобы у каждого народа была своя религия, но я согласен, что она должна как бы основываться, то есть свой духовный путь, не обязательно это религией называть, слово уже все-таки это осквернено да нельзя, вот. А вот свой духовный путь какой-то, в рамках которого соблюдается вот эта вот личная свобода отношения с Богом. Вот, как бы. То есть в этом я не Есть видел бы ничего плохого. есть общепринятые нормы, рамки поведения, да, человека, принципы, скажем так. Человечность это называется, у нас это адмон называется. То есть соответствуй общепринятым нормам человечности, и все, и дальше уже ты абсолютно как бы свободен в поиске истины и так далее, и так далее. А слово язычество, как ты его, вот мне интересно, как ты понимаешь слово язычество, понятие вообще язычества. Да, я с удовольствием отвечу. Это очень хороший вопрос, потому что это ключевое слово. Я его понимаю не так, как его можно понять. В принципе, его каждый человек по-разному понимает. Но я его определяю вполне конкретно. Язычество – это следование за тем, чего не существует. Вот когда я следую за тем, чего не существует, это язычество. Вот если я, например, верю, что какой-то истукан, да, какая-то статуя – это Бог, я просто заблуждаюсь, я ошибся там, это мне как-то, может быть, захотелось поверить в это, я поверил. И да, вот в чем опасность веры, то, что заблуждение есть то, чего не существует до веры. И более того, в заблуждении есть вера в то, чего не существует. Так вот, да, язычество – это вера в то, чего не существует. Следование за тем, чего не существует. То есть, а когда ты следуешь за тем, что существует, это не язычество, это как бы ты правильно делаешь. То есть, что я имею в виду? Вот высшая красота существует, то есть существует справедливость. И поэтому наша душа к ней тянется.
которую создал Бог. Все правильно. Духовная душа, душа из духа тянется к высшей духовной красоте, к справедливости. И вот мы к этому идем, и это правильно. Вот, потому что справедливость существует. Вот. А какое-то поклонение какому-то культу, например, арабскому культу, это просто делание того, что сказал человек, этого не существует. Нету такой связи, что ты исполнишь какой-то арабский ритуал, и Бог этим будет доволен. Это же абсурд. Че, Бог радуется, когда кто-то справляет ритуалы, которые говорят, приказывают делать арабы. Это же абсурд. Бог радуется, когда исполняют его закон. Мудрость, справедливость и милосердие. Сет, смотри, вот все эти вещи, которые ты сейчас произнес, да, это правильно. Единственное, вот я вот понимаю язычество, опять же, я его по-другому стал вообще на это все смотреть. Допустим, вот в нашем народе, у чеченцев, было время, когда люди, вот они со временем, да, там на протяжении тысячелетий у них сформировались определенные взгляды, принципы, понятия чести, достоинства, справедливости, не знаю, любви, красоты и так далее, и так далее. И исходя из тех ситуаций, в которых они оказывались, и исходя из действий, которые они совершали, оказавшись в определенной ситуации, они смотрели последствия. Если последствия принятых решений были пагубны, они это не делали. Если последствия были на пользу, то есть на благо, они именно этот закон оставляли, делали это законом, и дальше формировалось вот это понятие чести, достоинства, справедливости и так далее. Плюс язычество, именно чеченское, скажем, как его сейчас называют язычеством, это в то время не было цивилизации, то есть было время, когда надо было сажать, поля сеять надо было собирать, время наступало, то, что ты посадил. Многобожие ты имеешь в виду, да? Не многобожие я имею в виду. Я имею в виду то, что люди на протяжении своей жизнедеятельности, на протяжении тысячелетий взаимодействовали с природой и научились гармонии с природой, то есть жить в гармонии с самими, с себе подобными. Ну, это факт. И, соответственно, жить в гармонии с природой. То есть даже дерево они не рубили, если оно не больное, то есть они обходили лес и рубили только то дерево, которое было заболевшим или там высохшим. То есть сознательно заботились о среде, в которой живут, понимая, да, заботились, да, короче. Касаемо там воды, они ее не пачкали, не гадили и так далее. То есть вот это все, это сформировалось же не за один день, не за один час. Не кто-то пришел там, человек с суперспособностями и сказал, вам надо жить именно вот так. Нет, это не так происходило. Это по истории всего человечества, цивилизованного мира, мы можем проследить этот путь, как человек пришел к сегодняшнему современному человеку, современное понятие морали, нравственности, справедливости и так далее, и так далее. То есть это происходило на протяжении тысячелетий. И когда человека загоняют под определенный вот шаблон, неважно какой ты нации, культуры и так далее, происходит то, что мы сегодня видим. То есть постоянные войны, постоянные, друг друга оскорбления и так далее, и так далее. То есть невозможно подогнать, я что хочу сказать, невозможно и неправильно подгонять народы под общий шаблон, неважно, христианский, исламский, буддийский, не знаю, там еще какой-то. Это неправильно. Это и ведет к сегодняшним последствиям, тому, что мы сегодня имеем. То есть ты имеешь в виду, что типа ты не, вот я с тобой согласен, но понимаешь, просто христианство и буддизм все-таки это имперские религии, понимаешь? Это религии, которые уже сформировались как бы в империи над разными народами. А я считаю, что как каждый человек связан с Богом напрямую, то есть каждый человек должен идти своим собственным путем. Это ближайший путь к Богу, собственный путь, потому что все люди индивидуальны. Вот. Так и народы, как такая единая, да, целостная, такая единая в своем намерении, в благосостоянии, там, в созидании. Вот. И народы должны идти своим собственным путем, духовным в том числе.
Вот, то есть если у каждого народа, вот я вижу, что у каждого народа было бы неплохо, если была бы своя религия, то есть которая как бы исходит из культуры своего народа. Потому что когда твоя религия исходит из культуры чужого народа, это противоречие, это богохульство. Потому что тебе Бог подарил твой народ, ты говоришь, не, мой народ, Бог дурак, как бы он просчитался, подарил мне плохой народ, хочу как другой народ. Это же абсурд. Это то же самое, что я скажу своей маме, что я не люблю тебя, мам, потому что другая мама хорошо знает математику, ведь я ее больше люблю. Это же абсурд. Сет, вот ты вот чуть ранее сказал, вот как ты понимаешь язычество. Вот это, я считаю, что это мое мнение, я считаю, чуть искажено. Вот сейчас, вот что ты сказал, вот это и есть язычество настоящее. Этническое, родовое, свое, народ. Вот верование каждого народа, это и есть язычество. Само слово язычество, язык. Да. То есть ты на своем родном языке общаешься с тем, кого ты веришь. Ты язычество воспринимаешь, короче, в положительном окрасе, ты имеешь в виду? Да, конечно. Я вообще... Не, я просто то, что вы имеете в виду, как бы то, что вы имеете в виду, я называю просто культурой. Да, а язычество я имею в виду, я по-другому это просто рассматриваю, потому что я имею в виду язычество, это типа языки пламени страстей, то есть когда ты следуешь не за духовной высшей красотой, не за справедливостью, а за своими страстями, то есть там поесть, попить, поспать и все такое. Есть животное начало, скажем проще, короче, и есть духовное начало человека, правильно? Местное и духовное, все правильно. Ну, да. Просто объяснить. мы одну вещи по-разному называем. Ислам. Да, мы, в принципе, этот лейбл не признаем, и как бы возвращаясь к его истокам, скажем так, выражаем несогласие с этим термином. Это Римская империя в своей имперской работе по ассимиляции европейских вот этих кельтов, германцев, называла вот саксонцев, вот этих местных племен, вот язычниками, типа непонятном языке разговаривают на своем языке. То же самое православное, да, говорили про русских, ну, населяющих племена России. Типа живут в лесах какие-то аборигены, разговаривают на своем каком-то непонятном языке, и давай им придумывать новый вымышленный язык. Латин, как латинский, французский сегодня, вот эти все языки, это, ну, по сути дела, это оккупантские языки. То есть даже этих народов самих уже нет. Но они смешанные, И их назвали язычниками. Имперский, может быть. То есть французский язык – это кельтский язык, смесь кельтского и романского. Да. Такая трагичная история, да, это ужасно. Там были трагедии ужасные, конечно. Это все следствие всех империй. Все империи живут за счет, появляются и живут за счет трагедий. Это, к сожалению, известный факт. مات ويدك ديتان ومال خاني هما ويد عودتك شيخي تارك تيش تخليش تعجم ديتان تون И в этом, то, что ты сейчас сказал про французов, например, в этом и жемчужинность кавказских народов. То, что кавказские народы – это же народы еще с античных времен, оставшиеся в живых. Да, вот именно, да. Мы как бы называемся язычниками, и как бы, чтобы это у нас и оставалось наше родное, чтобы мы не русифицировались, не арабизировались под эту космополитскую вот эту тенденцию мировую сейчас, направление вот это, выражаясь на несогласие. Не знаю, мне кажется, тут опять идет
Да, горный пляж. Да, это Кавказ. Да, это Кавказ. Слушай, брат мой Ну, это дорогой, ужасная, да, вот, песня. да, дорогой мой брат мой, во Христе, Чё алхамдулилля, умовила, он целях, чё умовила? Аллаху Экбер, да никогда в жизни, я его люблю ради Христа, я же верующий, я же люблю. Вот уже третий час пошел, наш дорогой брат во Христе, нам закидывает тезы про Бога, в какой бы он ни был форме. Бог этот, Аллах, не Аллах, языческий. А вот почему концепция он не развивает, что а если вообще нету Бога, как нам жить? Вот нету Бога, Бога нету, а если нету Бога, что делать? Вот как жить дальше? Вот смотри, друг мой. Вот нету если Бога, как жить дальше? Вот Бога нету-то. Я понял. Хороший, правильный вопрос, да. Ну, я просто не хотел навязываться вам с этим, потому что если ты навязываешься человеку, он может сказать: ой, не надо, не надо. А тогда, если я буду навязываться, я вам не смогу рассказать о Боге. Я как хитрый змей сидел и ждал. И теперь ты сам меня спросил об этом. Как ты порадовал хитрого старого змея. Так вот, конечно, у меня есть доказательства, чтобы перейти от веры к знанию, нужно доказательство. И поскольку Бог существует, его можно познать. Если бы он не существовал, его нельзя было бы познать. Вот. И поэтому я к тому, что в Бога не надо верить. Если о нем не знаешь, не надо в него верить. Надо его искать или заниматься чем-то полезным. То есть верить нет смысла. Потому что, вот, например, вот солнце, оно существует, в него не надо верить. Вот если что-то существует, в него не надо верить. Вот что важно. Надо либо его познать, либо сказать: ну, я пока его не нашел, либо его нету. Вот. И поэтому, конечно же, я предлагаю доказательства существования Бога. Вот. Здесь мы пользуемся формулой, что о древе мы Какие познаем по будут плодам. ваши доказательства? Можно? Да, Для вас? пожалуйста. Исходим из Какие у вас формулы, доказательства? что о древе мы узнаем по плодам его. То есть, чтобы мы познали о древе, о чем-то большом, о системе, мы узнаем по его плодам. Вот. И таким образом, что я хочу сказать? Вот наши тела, которыми вы сейчас двигаете, которыми вы сейчас слышите и так далее, это материя, состоят из материи, правильно? Вот, состоят из материи. Вот. И материя это, заметьте, это же не все, что существует в мире. Вот есть вещи еще, которые нематериальные. Вот, помимо Давай материи. ближе к Богу ближе. Вот ты это Сейчас, хочешь ну доказать. подожди, мы идем, я пытаюсь доказать это. Тут не надо торопиться. Вот. Ты хочешь доказать это? Да, я предоставляю с помощью мысленного эксперимента доказательства Бога. Вот есть у человека тело, но в мире существует не только тело, есть еще нематериальные явления. Например, такое явление, как знание. Оно вот, например, нематериальное. Вот. Или информация. Тоже не из материи. То есть есть еще что-то другое. И вот эта материя, из которого наше тело состоит, оно же не само по себе существует, а оно подчиняется законам. Вот законам там притяжения, да, отталкивания. То есть если, например, человека в космос выпустить без скафандра, он умрет там, потому что давление там будет измениться, да, там всякие другие штуки ужасные. Вот. То есть человеческая кожа, то есть тело зависит от чего-то, материя зависит. Материя зависит от законов. А законы, вот эти притяжения, отталкивания, законы причинно-следственной связи, они же не материальны. Они как знания, они не из материи, они до материи. Вот. И вот эти законы, которым подчиняется материя, они тоже не сами по себе. Почему? Потому что вот есть в трехмерном мире у нас закон притяжения и отталкивания. Вот, то есть мы к Земле Если бы не было материи, некому было бы служить, в смысле, закон. Сейчас я объясню, да, мы уже почти дошли до конца, да, вот. У меня такое ощущение, что ты сейчас у нас это грамматика русского языка идет. Нет, Слова, определение просто слова. потому что есть закон притяжения и отталкивания. Дайте ему донести мысль. Да, мы притягиваемся к Земле, там, отталкиваемся, там, можем что-то кинуть. То есть, законы притяжения и отталкивания всевозможные, разного вида существуют.
Вот. Но все же они подчиняются одному закону, другому. Они все подчиняются закону причинно-следственной связи. Мы его называем временем. То есть эти законы внутри другого закона существуют. Вот. То есть они как бы друг из друга исходят. А сам закон причинно-следственной связи, он же тоже имеет свой источник. Он же не сам по себе, он же не является всем, что есть в реальности. То есть что я имею в виду? То, что время не является горшком. Секундочку, можно я перебить? Прошу прощения, секундочку. А есть какая-то вот связь между песней Константина Меладзе «Притяжения больше нет»? Вот какая-то связь есть между тем, что вы говорите, этой песенкой? Только трансцендентная какая-то, конечно. Вот. И, короче... Между прочим, музыкальный шедевр. Там такая есть фраза «Притяжения больше нет». Да, это знаешь, что поет? Это знаешь, что поет? Брюнетка, блондинка и шатенка. Не, это поет ее нейроны в голове больше, когда они связи между ними нету, они притяжения больше. Ее нету все-таки. Вот, так я вот заканчиваю доказательство. Вот. Дело в том, что закон причинно-следственной связи не является табуреткой или горшком. Константину Меладзе снизошло подождите, дайте сказать. К нему божественное сни, как это говорится, прояснение от Бога, как Музмамуду от Аллаха, да, я так понял? В смысле, любому человеку доступно знание о Боге. Именно для этого человеку и подарен разум. Так вот, я хотел сказать, что закон причинно-следственной... Вот, я просто хотел сказать, законом или природой, чем материей? Да, я хотел сказать вот про закон причинно-следственной связи, что он не является всем, что мы видим в нашем мире. Он не является табуреткой, не является там горшком с кактусом и так далее. Вот. То есть это имеется в виду, что сам закон тоже имеет источник чего-то большего, который включает в себя все эти законы, которые друг от друга зависят, и всю материю, всю красоту, которую мы имеем в нашем мире. Вот. И вот этот источник, это и есть Бог. Ну вот ты опять нас ведешь в ту степь, понимаешь, да? Нет, ты какую? Да подождите, какую? Я же не говорю про ислам. Ислам позже всех поняли, что Бог существует. Нет, это одно и то же. В ту степь, я тебе говорю. Не веди нас опять туда, понимаешь? В смысле, куда я веду? Я же говорю про единого Бога. Кавказцы знают о едином Боге. Кавказцы были многобожниками, как и все народы. Потом они поняли, что есть один Бог. И каждый взял себе верховного Бога своего как название Бога. Это естественный процесс познания мира любого народа. Это нормально. Ну, у меня складывается такая мысль про тебя, понимаешь, извини. Ты или мулла, или какой-то священник, как бы, понимаешь? Смотри, Сет. Ты так удивишься, когда меня увидишь. Можно скажу секунду, Сет? Смотри, вот ты сейчас ведешь к тому, что, скажем так, концепции единобожия, так называемая, правильно? И вот все, что ты сказал, я абсолютно с этим согласен, кроме того, что ты назвал этот центр, этот источник Богом. То есть в моем сознании, я тебе могу сказать про себя, Бог, сказать, что такое Бог, кто такой Бог, не знаю. В моем сознании он не поддается описанию. Но сила, там вот это Всевышнего, скажем так, вот эта сила, которая дает жизнь, которая установила эти законы, то есть сила, да, это одно из, скорее всего, проявлений и доказательств существования Всевышнего, но никак не сам Всевышний. То есть в моем понимании, потому что мой мозг и мое сознание ограничено, чтобы объять необъятное, скажем так. Поэтому, подгоняя вот под концепцию единобожия, все, что ты сказал, опять ты ведешь людей в заблуждение. Потому что не дано нам объяснить и сказать, что или кто является Богом. Да, мы можем себе представлять, понимать, что есть сила,
понимать, что там есть определенные законы, по которым все это существует, стоит, движется, но обозначить вот, и сказать, вот это и есть Бог, я считаю это неправильным. Потому что, опять же, повторюсь, нам в силу нашего скудного разума не дано постичь это. Ну, я с тобой согласен, вот, практически во всем, вот. Ну, ты абсолютно правильно сказал, что нашим разум не может постичь Бога. Так нам и не требуется в этом. Когда я говорю про доказательство Бога, чтобы доказать Бога, нет необходимости его постичь. Мы просто его таким хитрым способом обнаружаем. То есть мы обнаружаем, что у главного закона, которому подчиняется все, есть источник. И этого источника мы назвали Богом. А кто он такой, мы не знаем. Ты прав. А как нам узнать это? Я не знаю, может, кто-то Опять узнает. смотри, Сет, Я смотри, просто это узнал, что есть сила. источник. Сет, смотри, вот источник силы, то есть определенная сила, скажем так, это я могу понять. То есть, опять же, исходя из своего там скудного разума, но назвать эту силу Богом я считаю неправильным. Почему? Понимаешь? Так оттуда же все пришло. Это же та истина, откуда берется все детали нашей реальности. Вот Не смотри, можешь, смотри, давай по-другому скажу. Ты не можешь дать определение тому, что ты не понимаешь и не знаешь. Правильно? То Нет, есть мы его как раз можем, мы его как бы смотри, в скобочки взяли. Мы его в нет, скобочки как бы взяли. силу, Типа это какая-то черная дыра, но оттуда все приходит. И назвали это нет. Бог. Вот в этом-то и состоит вся соль, что не надо подгонять и обозначивать Богом силу. Вот что я тебе хочу. Вот, допустим, смотри, душа, Это не скажем просто так. Никто сила. не знает. Смотри, вот никто не знает, есть ли душа или нет, но мы все предполагаем, что человек, когда умирает, из него уходит душа, и, соответственно, если в нем нет души, значит, он мертв, короче, то есть это труп. То есть определенная сила, которая пока в тебе есть, ты живой. Как только эта сила тебя покидает, все, ты мертвый, правильно? Ну, я не согласен здесь, потому что душу тоже надо доказывать, и есть доказательства существования души. Вот, я могу продемонстрировать его. Вот, поскольку, то есть, как мы узнаем, что человек... Я вообще не считаю, что душа в человеке. Она не в теле, она в теле находится. Душа не в теле, она в духовном мире, там, подле Бога, там, где ее Бог создал. Просто разум, мозг настолько мощный процессор, этот компьютер очень мощный. Он настолько мощный, что он оказывается сосудом для этой духовной силы для души. И как бы ретранслирует. Мы как будто бы в игре находимся, понимаешь? То есть наша можно душа... два слова, пожалуйста, два слова. Да, Два конечно. слова. Вот сейчас давай подытожим вот это. Мы долго разговариваем, интересно, но вот подытожим. Вот слушая тебя, я пришел к мнению, ты не мусульманин и не христианин. Все правильно. Да. И что ты вначале хотел сюда, вот мне интересно, я не слушал с самого начала, что ты хотел до нас донести? Вот конкретно скажи. Или доволен Я ли просто ты хотел, мне общением? стало интересно, я хотел с вами Доволен ты поговорить. общением? И как ты считаешь, мы правы или нет? Нет, я хочу сказать, что, конечно, я пришел, мне потому что было интересно, что вы будете говорить, что вы скажете. Потому что я в основном, когда проповедую, я как бы общаюсь с оппонентами, а вот с людьми вот таких взглядов, как у меня и у вас, я как бы с ними никогда не взаимодействовал. И мне стало интересно, что здесь будет происходить, что вы скажете. Твое мнение, вот я тебе говорю, я пришел к мнению, ты неверующий человек. Ну да, то, о чем я, когда я провозглашаю о благой вести, я говорю, что не уверуйте, но узрите. Да. Вот, Неверующий. всё. Вот, я поэтому тебе сказал, что объяснить, что я представляю себя или муллой, или священником. Это была такая,
Ну, ты понял, почему я Так в сказал. смысле, это естественно, что ты мог так представить. Я же все равно говорю о Боге. То есть хоть я не верующий, я говорю о Боге. И более того, Нет, я говорю, что нет, в Бога не надо все верить. понятно, понятно. Спасибо. Да, вам спасибо. Можно я скажу? Свет, я вот слушаю тебя. Ну, вижу, что ты эзотерикой вот, интересовался. Эзотерикой. С какой? С риторикой? Или чем? Что? Эзотерика, он тебе сказал. Есть А я такое просто, видишь, это учение. моя психика меня просто защищала. То, что я так не хотел этого слышать, это так для меня ужасно, когда это называют эзотерикой. То, о чем я сказал, это Да, наука. вот Я дал настоящие нет, доказательства. не, твоя ошибка. Вот ты четко излагаешь свои мысли там, а тебя, вот, я думаю, тут все тебя поняли. Но единственная твоя ошибка, вот в начале вот своего разговора ты произнес слово «я докажу». Вот в этом твоя ошибка. А так тут, я думаю, тут и найдутся люди, которые согласны с твоими мыслями. Тут вообще разные люди тут, по-разному понимают. Вот, понимание у каждого человека, тут сидящего, вот, понимание о Боге, о Божественном. То есть вот ты там подводил вот нас якобы к этому пониманию, вот своему пониманию Бога там, к истоку. Вот тут, но есть еще и вот одно понятие, такое как осознанность. Осознанность, осознать. Вот ты, допустим, осознал. Даже если ты осознаешь это, ты, ну, у тебя вот никак не получится доказать это вот, незнающему, не осознавшему. Единственный способ, вот у него, верить тебе, вот ты рассказываешь о своем опыте. Ты вот можешь поделиться своим опытом, как ты осознал, познал Божественное. Вот. А у слушателя остается вот единственный вот выбор, верить тебе или не верить. Пока сам. А так у каждого человека вот индивидуальный свой путь этого познания, этого Божественного. Он сам идет. Свой опыт у каждого человека. Вот ты все там, ну, свою мысль четко выразил. Вот единственная ошибка вот у тебя это я докажу. Вот. А дальше там, думаю, в этой теме уже нету смысла даже развивать. Не, ну я тут с тобой не соглашусь, потому что я не считаю, что это ошибка. Ты просто воспринял, что я докажу, это не означает, что вы будете убежденными. Я у вас свободы не отнимаю, я же не сумасшедший. Свобода верить человеку Богу. То, что Нет, я ты докажу, можешь да. Ты понимаешь, просто то, что я докажу, это не означает, что я вас точно переубежу. Нет. А докажу то, что я приведу доказательства. Да, ты, ну вот ты как бы вот сам не подразумевал такого, возможно, но из твоих уст вот вышло это слово, я могу доказать. Ну, я понял, ты так воспринял это, просто я тебе говорю, что у меня такого намерения не было, я это сказал, да, с другим намерением, что я приведу доказательства. А как я могу за человека решать? Действительно, это личное решение человека, как правильно сказал, личный путь познания, понимания. Это личный путь, он должен пройти. Он не должен верить. Вера – это познание. Да, это вера, да. Вот ты просто можешь поделиться вот своим пониманием. Вот люди выслушали тебя. Ну, нормально. Я же не у каждого вот Я для этого привел доказательства, чтобы вы сами могли посмотреть. Потому что законы притяжения отталкивания... Я вас оставлю в покое. Просто 10 секунд дайте, 10 секунд, я вас умоляю. По-любому ты чеченцев без Бога не хочешь оставить, да, вот. В какой бы форме не был, но Бог нам нужен, я так понял. В Чеченцам ты смысле навязываешь чеченцев без какого-то Бога я Бога. не хочу оставить, а Бог никогда не бросал чеченцев? В смысле я не хочу оставить? Это решаете Один вы, да, вопрос. наш дорогой друг? Я мог заслать Вариус? Вариуса ты знаешь вообще? В тех чатах, где ты общаешься, есть у тебя такой клиент, как Вариус? Валериус, я хотел сказать. У меня? Манин, да? Православный. Это вопрос ко мне, я не знаю никого такого. Я вообще в чатах не Да, знаю. Валериус. Православный Валериус. Кстати, вот вы сказали, у чеченцев всегда есть Бог, и он их никогда не оставлял.
как вы можете так с уверенностью заявлять, что у чеченцев всегда есть какой-то бог? Вот почему вы навязываете Потому чеченцам что какого-то бога? Потому что вы думаете о Боге как о каком-то этом, какой-то, как сказать, как будто бы их много разных личностей. Бог – это А вот, например, источник просто отвечу за себя, мироздания. я за чеченцев не буду всех отвечать, хотя я имею право говорить от чеченцев, являюсь чеченцем, но я скажу, например, Бога нет. Что вы мне на это скажете? Нету богов, вообще нету этого понятия. Концептуально богов нету, его придумали люди, именно Я Бога, и понимаю. во всех его формах. Что вы скажете на это мне, как чеченцу? Мне нужен Бог? Тут вопрос не в том, что нужен Бог. Надо сначала понять, он есть или нету, да. И я скажу, Я что говорю, ваши я же доказательства, вам может говорю. быть, Подождите, вы думаете, что Бога нет. подождите, вы обратно философия. Я вам официально заявляю, моя позиция как чеченца, богов и Бога вообще нету этого явления и сущности. Я понял, я и спрашиваю, почему вы так считаете? Потому что я знаю, после всего того, что я видел и увидел в жизни, прошел, я знаю, что Бог, он не существует, потому что из всего того, что ему приписывают, он не мог это допустить, потому что это просто невозможно, чтобы Бог такое допускал. И я понял, просто даже сейчас дайте закончу. И с малых лет знал, что это ложь, что люди сочиняют, почему у всех разные боги. И Бога нету, и он не может существовать, потому что его выдумывают люди. Вот и это мое доказательство. А ваше какое доказательство? Ой, я услышал, да, но я согласен, я даже подозреваю вот этот путь, потому что вы просто Бога к религии приписываете, а Бог нам не говорил, никто не обещал нам, что Бог будет останавливать вот эти вот вещи и так далее. И если ты захочешь спросить его на страшном суде, типа какого... Зачем мне спрашивать его, если я говорю, что его нет? Я спрашиваю вас, докажите мне, что вам нужен Бог. Это моя риторика, расслабься. Вот. Расслабиться, я уже памперс одел. Я уже себе намочился в памперс до такой степени расслабился. Я понимаю, просто я тебе объясняю, что это моя риторика. Я не говорю, что ты должен быть в это, что ты должен в это верить. Я не предлагаю этого. Это риторика. Памперс сменить, я уже на расслабоне, уже пускаю вот эти урины. Вот. Хорошо. Памперс можно мне сменить? В общем, если ты захочешь его спросить там об этом, это будет, я считаю, что это будет справедливый вопрос. Но дело в том, что нас Бог вообще не спрашивал, то есть источник, из которого мы все исходим. Еще раз повторяю, Бога нет. Почему вы за меня беседуете с Богом? Я с ним вообще не беседую. Я говорю, его нет. А вы за меня спрашиваете... Я тебе на другой, я еще не ответил на этот вопрос. Я не дошел еще до ответа на этот вопрос. Я сначала ответил, типа, по поводу того, что ты сказал, что Бог не мог такого допустить. Я на этот вопрос ответил. А теперь отвечаю на вопрос по поводу Бога, есть ли Бог или нет. Я хочу сказать, да, что то, что ты говоришь, что нет Бога, это просто твоя вера. Вот, то есть вера в то, что нету Бога. А это я такая не же верю. религиозная Дорогой, недорогой Сет, вы играете моими словами. Я не говорю, что я верю. Я сказал, я знаю. С уверенностью заявляю. А знание это не то, что ты захотел. Вы за меня решаете, что? Нет, подождите. Я не решаю. Ты вы пойми, за меня решаете, что я знаю, а что я не знаю? Ты не даешь мне договорить. Позвольте договорить. Я за тебя не решаю, я за вас не решаю. Знание – это не то, что ты захотел, у тебя в голове какая-то выдумка, это не знание. Знание – это только отражение истины, то есть отражение Бога, то есть то, что является действительностью. Как, если я просто по моему желанию, если я... Подождите, я вот эти вот тези, ну дайте сказать, все-таки же не монологи здесь. Вы говорите, истина, знание. Какая может быть истина, я, отталкиваясь от истины, из всего того, что я знаю, из своего жизненного опыта, из всего того, что мы знаем из истории человечества, я с уверенностью заявляю, я знаю, что Бога и богов нет. А вы мне обратно же доказываете, что он есть. Ты не знаешь, ты просто поверил в это. Так, я не знаю, я вам говорю, если бы он был, он это не допустил бы. А с чего ты взял? Вы обратно, подождите, вы за меня решаете, знаю я или нет. Я не решаю. А Нет, я знаю, что его нет. Нет, вы просто говорите, что ваше предположение – это знание. Предположение не является знанием. Знание только это жизненный путь пройденный, и факты, и история человечества доказывает, что Бога и богов нет. А вы мне говорите, это ваша вера. Я говорю, зачем мне верить? Послушайте меня. Я вот что хочу сказать.
Я не говорю, никто нам, Бог, не давал никаких обещаний, что будет предотвращать этого, поэтому мы не можем говорить, что И все мне из-за плевать, того, что что Бог плохо, говорил, не что Бога говорил в не любой его будет. форме. Я вам говорю еще раз. Мне плевать, вы за меня разговариваете с каким-то фиктивным, вымышленным Богом. Мне плевать то, Нет, что он у тебя есть, нету. какая-то Я вам рефлексия говорю, излишняя. да подождите вы меня, да подождите, у вас 3 часа здесь слушали. Я уже памперс сменил, вы же мне сказали расслабиться, я уже расслабился до невозможности. Кстати, сменить мне памперс сейчас или нет, чтобы я Какие расслаблялся дальше? памперсы? Давай по существу. Тут много интересного Хорошо, можно да, по поговорить, можно существу, ответить. да. Хорошо, по существу. Так, вопрос в лоб. Что в лоб, что по лбу, как говорится. Чеченцам, почему вы навязываете каких-то богов в любых их формах? Я Почему не вы не оставите навязываю. чеченцам? Подождите, дайте закончить мысль. Почему вы навязываете чеченцам каких-то разных, без разницы каких богов? Почему чеченцы не могут жить без богов? Вот объясните мне, пожалуйста. Объясните мне. Во-первых, я хочу сказать, что мы предыдущие вопросы еще и до конца не обсудили, ты взял так сразу на следующий вопрос. Но хорошо, если хочешь, я на это отвечу. Я, во-первых, никого не навязываю, я просто рассказываю о реальности, о знании. Вот как существует двигатель внутреннего сгорания, и он работает. По-другому он не будет работать, если туда бензина не залить. Как бы ты ни выдумывал, как бы я не выдумывал бы. Вот, потому что это реальность так существует. Вот. Это не то, что я захотел. Вот. Хорошо, тогда еще раз Я говорю об этом. еще Предлагаю раз задам запись. подождите, я еще раз задам, я же вам оставил, вы же будете говорить, я знаю уже, я понял. Так я Вы сказал, сказали, что ты вы же сказали, ограничиваешь, я я сказал. проповедую. Да подождите, вы сказали, я проповедую, я понял, вы проповедуете. Смотрите, вот почему вы, чеченцам, все равно в какой бы, обратно же, вы говорите, почему вы не скажете, для меня Бог есть, а для чеченцев, если не хотят не иметь богов, они могут не иметь богов. Почему вы не соглашаетесь с этим концептуально, вот, Объясняю, фундаментально? Да, потому объясните, что, пожалуйста. потому что у тебя, я понял вопрос, да, у тебя взгляд на богов как на религиозные явления, ты не понимаешь, что религиозные явления – это культ. То есть это организация, которая что-то делает, какие-то ритуалы, это культ, созданный людьми, это группа людей. А Бог – это другое явление, они не связаны. Они не связаны. Подожди, я еще не ответил, дай ответить на вопрос. На вопрос отвечу. Подождите. Вот вы же сказали, что люди создали, придумали. Вот я об этом вам и говорил. Все, продолжайте. Да, то есть культы – это созданные людьми, безусловно. Все религиозные культы, и благие, и неблагие, все созданы людьми, естественно, не Бог же их создал. Бог – это другое явление, и поэтому я говорю чеченцам о Боге, как и другим народам, по той причине, что Бог существует, что Он часть реальности. А что с этим делать, они сами решают, как каждый человек, как личность, безусловно. То есть только потому, что Он существует. Вот и все. То есть понимаешь, это знание, это как математика. Вот существует сложение и вычитание. Вот что бы ты не хотел бы сделать, они существуют, хочешь ты того или нет, потому что это один из законов реальности. Притяжение и отталкивание, созданные Не, Богом. все равно ты не в ту степь идешь. Почему? Если я говорю, как устроен мир. У вас просто, я понял, видите, что у вас произошло? У вас посттравматический синдром. Из-за того, что религия ужасна, из-за того, что религия ужасна, а религия пользуется и паразитирует на Боге, у вас теперь не только к религии аллергия, а еще и к Богу стала аллергия. Это пройдет. А какую А когда религию? синдром-то когда произошел? Что? Какую религию ты проповедуешь? Я никакую религию не проповедую, я проповедую о благой вести, а она в том знании, что Бог, благая весть в том, что Бог существует, и свершится вторжение света, кое отвергнуть власть страха и заблуждений и провозгласить власть разума посредством знания во имя любви. Хорошо. Вот Как называется твоя религия, имя твоего Бога? В смысле имя Бога? Это это не религия, во-первых, это просто знание, это формула. А имя Бога человек не знает. В смысле? Философия, Хорошо, во да? что ты? Философия. Во что ты веришь? Да я ни во что не верю. Зачем верить? Бога надо познать, он реальность, он источник реальности. Его надо познавать. Знание, отражение истины. Вот. И это познание и есть путь к Богу. То, что ты знаешь, что это истина, как ты подтвердил это, чем?
Ну вот, я же предоставил вам доказательства с помощью законов, которые вы же сами можете видеть, что существует притяжение. Это же не я выдумал. Вы сами можете видеть, что существует закон причинно-следственной связи времени. И притяжение ему подчиняется. А закон причинно-следственной связи подчиняется своему источнику. Ну, и, А вы исходя спросите из меня, этого, почему? мы должны верить тебе, да? Секунду Что дайте, притяжение пожалуйста, Нет, есть, да? Халда Цаца. вы должны подумать об этом и сказать, Секунду, можно? может быть, это фигня, а может быть, нормально. Секунду, можно? Да, Смотри, вот это, как тебе сказать, недопонимание, как вот мне твоя точка зрения абсолютно импонирует, мне все правильно, я считаю, ты кроме вот одного момента, где ты называешь Бога там вот этим источником закона и так далее, и вот кроме вот этого момента абсолютно в остальном я с тобой полностью согласен, но опять это сугубо мое личное мнение. И как ты говоришь, Богу надо прийти. И вот когда приходит человек и начинает учить человека, то есть вот ты там должен прийти, ты должен, вот здесь и возникают вот эти все вот Каждый человек должен индивидуально сам на протяжении своей жизни постичь или, не знаю, прийти к этому пониманию, осознанию. Да, не через Ни больше, кого-то ни не меньше. было, да, согласен. Ну, Ну как Поэтому, когда называется? ты просто что-то получается, говоришь, вот я там типа вам докажу, ну никто никому ничего не докажет, потому что каждый человек индивидуально мыслит, то есть у него свое понятие, восприятие мира. Ну, я не сказал, что докажу, что я вас переубежу. Я сказал, что приведу доказательства, которые А фактические. А вы, ты конечно, сказал, видите приведешь доказательства. Просто вот эти формулы, они цепляют сознание, как вот видишь, вот ты сказал, я приведу доказательства, а я вот, допустим, воспринял эту информацию, как я докажу, и как я это восприняли очень много людей вот в этом чате, по крайней мере. Ну и поэтому это вот, ну, как бы, это вот, скажем так, из-за того, что слишком много нам навязывали определенный культ, из-за этого, мне кажется, у нас и сразу идет автоматически отторжение любого человека, который пытается нам что-то сказать там о потустороннем мире, скажем так. Ну, я согласен, я об этом и сказал, да, я назвал это посттравматический нет, синдром, и подожди, это естественный процесс. 2 секунды. Ну, ты как бы пророк, да, по-моему, как бы пророк, ты принес нам новую веру. Все, что я говорю, было известно древним, и я думаю, что Пастырь. древние кавказцы тоже знали об этом. Кто-то спрашивал про название, нету никакого названия, нету, я просто говорю о своих исследованиях. Ну, пророк 2.0. Вот. Ну, название можно назвать это вторжение света. Я не знаю. Это не имеет значения. Как процесс называется? То, что Бог отправил свет в трехмерное пространство, появились планеты, появились люди, стали жить. Вот этот процесс вторжения света во тьму. Игрушки. Сам ничего, ни к чему не веря, да, понимаешь, ты вот это странно просто, и ты хочешь нам доказать что-то, доказать. Это И друг Дмитрия, я так думаю. Помните, Дмитрий у нас был такой гость, что-то в последнее время попал. Друг этого Гитлера, Дмитрия его. Нет, я как раз-таки очень рад был поделиться этими мыслями, как раз с людьми, которые так мыслят. Это очень интересный опыт для меня. Вот, Ну так что да. ты получаешься солнечный человек, я правильно тебя поняла? В смысле солнечный человек? Почему? Ну, Пастырь, ему нужно стадо. Просто стаду ищет. Нет. но если ты идущий на свет, Я говорю о это законе солнечный. Божьем. А одна из статей закона Божьего – это свобода. А я мне Вот в этом... Где эта хорошо, статья? закон Интересно. где можно прочитать, как называется течение твое или религия, где это можно почитать? Это твоя чистая, получается, твоя теория? Ну да, это нигде нельзя почитать. Ну как нигде нельзя? Но древние философы все писали об этом, только по-разному. И Пифагор, и и Сократ, и кто там еще был? Так, мы будем на их писание стоять или дальше писать, короче? Что Формула мы души, будем да, делать? Нет, а я не говорю, что я на них основан ни в коем случае. Я говорю, что они писали одно и то же, как вот этот вот Заратустра, который у этих Формула души, ты хотел сказать. таджиков. Заратустра, он тоже о Боге Но говорил. сегодня мы делаем революцию, мы идем дальше, мы делаем прорыв, понимаешь, век нанотехнологий, там тыри-пыри, мы сегодня делаем прорыв. Их
Их как Так, вот основоположников этих законов, как ты говорил, их оставим, делаем новые законы, новые порядки. Нет? в И на смысле? раскачку нет. Менять Адам. никакой, что-то менять никакой закон. И просто все вот эти люди, Заратуштра, какие-то люди, которые говорили о Боге, там, Пифагоры, там всякие, Сократы, которые размышляли, разные Да, самые, они были правы? Что говорите? Зороастризм, говорю, получается. Зороастризм. Нет, нет, я не говорю, что я предлагаю зороастризм, я говорю, что все вот эти люди тоже говорили о Боге, то есть то, о чем я сейчас говорю, многие уже говорили, но каждый по-своему. Возможно, я что-то добавил из своих новых исследований того, что не было раньше, и так далее, и так далее. Это У уже... нас Я просто говорю приведет то, к что Иисусу. Вот я вы говорю, это не что-то там царь, новое, никогда человек не вы слышал о Нет. Боге и так Я далее. так думаю, он хочет, Слань, чтобы мы как бы никогда не забывали Бога как бы в себе. Ну, мы тут тоже как бы в Бога верим по-своему, каждый имеет свое представление. Так что ну, ты рассказал, как ты видишь своего Бога, спасибо. Как Ну, есть еще более интересно. ты начинаешь ссылаться. Ну, понимаешь, вот эти более интересные сказки, у нас тут вот один рассказ «1001 ночь» уже 2 года длится, никак не можем его дочитать. А вообще, говорят, его начали Очень еще писать интересные эти, 1400 доказательства лет. явлений Бога, которые касаются вашей жизни. Например, вот ты, В как вы моей думаете, жизни явление Бога – это я изначально, потом вокруг меня, и все, что вот не создано ну, мной само и такими собой. же творениями, как мы, это является Бог, божественное творение, в том Ну, числе так и ты я. в чем-то не прав. Но я еще хотел сказать о более тонких вещах. Я хотел сказать, как Не, вы когда мы определите, что начинаем такое свобода. философствовать, когда еще находясь уже, еще смотря на все это через призму каких-то идеологий, там, христианства или ислама, а мы сегодня будем вот такие философские темы, нас будут опять-таки сводить на эти же религиозные вот эти Ни в коем идеологические случае. догмы. Я же говорю о знании. Да. Сначала Я надо разделяю, вытащить этих людей из знание, то есть этого математику. сарая. Да я тебя понимаю прекрасно. Вот ты открываешь рот, я тебя уже знаю. Понимаю, что ты хочешь сказать. Ты тоже пойми, что ты где-то там рос, мы где-то там росли. И у нас как бы между собой мы больше понимаем, что происходит. У нас сейчас идет лечение своего, себя. Мы пытаемся вот это инородное все вытащить из себя. И как бы свое восстановить. Адам, Так все правильно, Бог этому не противоречит. Это наоборот это наоборот Масло. есть правильно. И то, Ну, чего хочет хорошо, Бог. мы же верим в Бога все. Я понимаю, вот твои философские догмы, они все сводятся опять к тому же, туда же. Я не предложил ни одной догмы, я же их назвал, это формулы. Ты Чем не отличается формула от догмы? Формула – это то, что ты используешь. Ты с помощью этого можешь посчитать, получить вариант, получить реальность, как что происходит. И посмотреть, это вот правда или нет, это работает расчет или нет. Составить логическую схему из базы данных, которые у тебя есть. Ты решил новые файлы уложить в Можно нашу я базу задам тебе данных, вопрос? Да, конечно, говорю. которые мы вот на Скажи, протяжении пожалуйста, 30-40 лет приносим каждый себе минимум. Есть талафлан, да? скажи, пожалуйста, почему ночные бабочки летят на свет? В смысле ночные бабочки? Все существа как бы на свет летят. Насекомые и так далее у них такой Все принцип. исполняют волю Божью, да, ты хочешь сказать? Ну нет, но свет создан, конечно, исходит от Бога, естественно. Это в принципе, я же поэтому и назвал этот процесс, назвал бы его вторжением света, потому что То есть они вот летят эта на наша свет, потому жизнь... что свет создан Богом. Правильно я тебя поняла? Нет, а не потому что создан Богом, потому что создано Богом практически все, кроме заблуждений человека. Вот, потому что свет для них как бы дает пользу, то есть свет это для них видимость, они лучше видят в нем, там, чувствуют себя безопаснее, может быть, и так далее, но не всегда. Есть животные, которые, наоборот, света избегают, чтобы охотиться. Это уже как бы детали выживания, это не детали высшего мира, а все-таки это детали уже низшего трехмерного мира, где вот происходят ужасные вещи адские. Вот.
А ты вообще знаешь, смотри, кто такой смотри, Анатолий на Павлович? твоем родном языке Бог... Чакай. Ну, это правильный вопрос. Сейчас я по очереди отвечу. Это правильный вопрос по поводу Бога. Я вот его часто предъявляю тем, кто постоянно говорит Аллах, Аллах, Аллах. Я говорю, а вы не забыли, как Бог на вашем языке? Вот. Но если я просто скажу название своего Бога на своем языке, тогда вы узнаете, из какого я народа, а это не обязательно. Переведи на русский просто. В смысле перевести? Да, вы как вы не понимаете, это слово «бог», оно так и означает. На русский будет «бог». По-русски обозначение вот этого слова можешь как-то перевести? Горский еврей. Нет, тогда вы поймете, как это самое, из какого я кавказского народа. А я не хочу. А почему ты скрываешь, с какого ты кавказского народа? Я не скрываю. Я просто не говорю об этом, потому чтобы это не было для вас. Сейчас по второму кругу пошли, что ли. Сейчас новый участник зайдет, опять эти вопросы по кругу будет задавать. Оставьте этого человека. Вам тоже спасибо. Да. Если есть что-то новое спросить или сказать, давайте заканчивать. Конечно, есть. Давайте общаться. Если и вы не устали, конечно. Вы, наверное, уже устали. Да, честно сказать, уже от тебя устал, я лично. Так, извини, что так. Это нормально, конечно, человек не может есть весь день напролет. Конечно, надо поесть. Уже давно, честно, уже вот ребята терпят, ребятам было интересно там послушать твое мнение. Мы послушали. Вот, тогда я хочу последний вопрос. İçe şaşırsa çok ter подводок yok Даже как там это не скажу, то не скажу. Ладно, мы тоже уже не будем ничего сказать. Твой адрес и к тебе обращаться. Так что по чуть-чуть послушай, может быть. Может, кто-то о другом хочет поговорить. Ну да, конечно. Так, один вопрос. Можно, нет? Закончили обсуждение? Машу. А этот, как его, Сеф, да, или... Не вижу, просто очки не те. Да. Как вас зовут? У меня посттравматический синдром. Вы 2 раза сказали про это, когда с лауреатом говорили, а потом повторили. А вы можете сказать, о каком посттравматическом синдроме вы ведете речь, с какого периода он появился у чеченцев? То бишь порицание, отрицание там, Бога или там неверие там, в ислам, там, приверженность своего Бога, там все вот это вот. Мне просто интересно было слышать, 2 раза услышать синдром этот. Это было грубо, конечно, так сказать, но это было это способ моей риторики, чтобы объяснить, потому что я часто с этим встречаюсь, когда люди повстречались с религией, потом разочаровались в ней, и разочарование в религии сразу адресует, порой такое происходит, адресует не только разочарование в религии, а вместе с разочарованием с религией человек в Боге разочаровывается, потому что он не отделяет эти вещи, для него эти вещи, они едины. А в этом и задача религии, чтобы притвориться Богом. Что религия и Бог – это одно и то же. Не, дружище, подожди, дружище. Я слушал долго и не сказал бы, что вы тут глупости какие-то несли или несуразицу какую-то. Вы хорошо, у вас и речь поставлена, и мысль поставлена, хорошо, нормально отвечали и рассуждали. А все равно вот упоминание посттравматического синдрома у чеченцев, прекрасно понимаю, что вы общаетесь только с чеченцами на данный момент и решили подискутировать, пообсуждать, поговорить с чеченцами, и вот 2 раза сказали про этот синдром.
Не Да-да-да, вот я и хочу о остановили. нем сказать. Я просто издалека, возможно, зашел, но я просто хотел вот высказать вот эту мысль. Да, то есть это я не имел в виду у чеченцев у всех, это я имею в виду у тех людей, то есть которые, это я просто так назвал, это было грубо, наверное, вот, я был не тактичен. Но что я имел в виду? Что чеченцы, то есть что вы, когда разочаровались в религии, вместе с религией разочаровались вообще, как бы, Богом разочаровались, хотя в этом нет смысла. И я поэтому в этой риторике иногда использую вот такое слово посттравматический синдром. То есть как бы увидел, что религия это и ложь, и подумал, что значит Бог это ложь. И как бы и вот так вот разочаровался. Вот что я имел в виду. То есть посттравматический синдром после травмы, разочарования в религии. Вот что имелось в виду. Нет, это я понял. Вашу мысль я понял. Так вы не услышали, о чем я вас спрашивал. Наверное. Вы считаете, что этот синдром появился вот буквально 20 лет, 30 лет назад? Или как? Я ни в коем случае не знаю. Я подумал, когда это говорил, я имел в виду вот людей, которые как бы к Богу относятся как к религии. То есть совмещают эти понятия. То есть я имел в виду в данный момент вот моих оппонентов, с кем мы тогда взаимодействовали. Вот что это такое. То есть я не имел в виду какое-то массовое понятие. Ну, тогда, дружище, получается, у нас этот синдром длится уже, наверное, 600 с лишним лет. Понимаете? Это уже не синдром тогда. Не это самое. Лучше знать, получается, да. Я таких деталей не знаю, конечно же. Так я поэтому и спрашивал у вас. Вы прекрасно знаете, с кем вы общаетесь, то бишь с чеченцами, да, которые знают их хорошо и свою историю, и свою религию, и к чему их ведут, к чему привели, от чего увели. И вот так вот относиться, получается, в данный момент тогда у меня есть полное основание сказать, что вы как-то высокомерно отнеслись к чеченцам. Если так показалось, я, конечно, не имел такого намерения, ни в коем случае так не подумайте, не обижайтесь на меня, мои любимые братья и сестры чеченцы. Я вас очень люблю. Вот, никакого намерения не имел как-то высокомерно обойтись. Это просто вот это выражение посттравматический синдром, которое я не тактично использовал, оно пришло из моей риторики, когда я это объяснял. Вот откуда оно взялось. Вот поторопился. Да я понял, вы 2 раза повторили. То бишь, вы Честно дали нам сказать, понять, нас лучше любить, выгоднее будет. вы, Адам, подожди, вы нам дали понять или думать о вас, что вы умный, современный, прогрессивный человек, общаетесь с больными людьми. То бишь, так получается, с вашей риторикой. Нет, конечно. Нет, конечно. Конечно, нет. Ну, нет, наверное, ты просто, наверное, чуть-чуть вольнствовал, наверное, высказываниями или недопониманием своим чеченцев. Надеюсь, что это так. Ну, чеченцев любить это выгоднее, чем не любить, я думаю. Да, но вопрос любви все равно, источник любви не выгоден все равно. Не, ребята, Адам, не в плохом смысле больными, отсталыми, а как с сожалением, жалостью, в том ракурсе. С сожалением, да нет, ну я, в этом контексте я такого не имел в виду, то есть я не имел в виду посягательство на честь, потому что это мне вообще не интересно, потому что это нарушение закона. Это просто легкомыслие называется, так, просто он сказал, что он видит. Нет, я просто не подумал, что это будет не тактично, да, и это, конечно, некрасиво было. Нет, это твое видение, ты это сказал, и нам тоже есть о чем задуматься, наверное, да, ты хочешь сказать? Спасибо. Не, я хочу сказать, что вам не нужно задумываться по поводу этого моего высказывания посттравматический синдром, потому что я слишком резок был, а может вам стоит задуматься,
не стоит объединять, если вы объединяете, да, если кто-то объединяет религию и Бога, потому что это разные явления. Не, Но ну, но в это не нужно верить, потому что знание не в том, чтобы уверовать, а чтобы понять реальную действительность. Поэтому это нужно понять, а не уверовать. То есть, вот что я хочу сказать. Нет, ребята, вы поймите, я не собираюсь вас в чем-то обвинять, и мы только дискутируем, обсуждаем. Вы, я как понимаю, не там какой-то американец там или какой-то, я не знаю, там китаец, вы близкий к народу, чеченскому народу человек, который знает чеченцев, да, соприкасались не единожды. И вот так вот про этот синдром, то бишь это получать. Не, вы поймите, вы, ну, по-простому, грубо говоря, отмазы тут как-то, вот, только не думайте, что я хочу докопаться до вас. Докапываться до вас там или в чем-то это самое поймать или там унизить или что-то. Я просто обсуждаем, дискутируем. Вы, зная чеченцев, сказали про этот синдром, зная, что мы 600 лет боремся с этим исламом, да, и вот так вот позволили себе, вы Я не знал, просто для красного словца, получается, сказали, или обоснованно, обдуманно? Я же говорю, я же ответил на этот вопрос. Вот, я ответил на этот вопрос. Во-первых, я не знал, что 600 лет идет борьба с исламом. Наоборот, я думал, что это все погашено, и как бы бороться с этим мне придется практически одному. Вот, что, в принципе, я как бы и делал все предыдущее время. Прошу вас. Вот. То есть я этого не знал. А то, что я сказал, использовал слово посттравматический синдром, я объяснил. Оно пришло из риторики моей, когда я в более ранние какие-то времена с кем-то еще обсуждал это. Вот, поэтому я его использовал, оно просто попалось. Вот, это как бы такое недоразумение. А намерения у меня такого не было. Я же говорю, намерения нету. И не случайно, потому что не, у в меня нет смысле, мы могли намерения бы задевать промолчать в этом какую-то плане, честь. да. Да, чью-то честь, потому что задевать чью-то честь, это запрещено, это как бы запрещено законом Божьим. Вот. Да нет, дружище, честь не задета, не в этом вопрос. Чтобы вы так тоже не подумали, это тоже важно, я же не хочу вас обидеть. Честь может быть не задета, я не Один спорю. вопрос. Сет, один вопрос. Ты согласен, что Иисус Христос – это самозванец? Да нет, я не знаю вообще, что он самозванец или что такое. И даже не знаю, зачем это знать. Тут же не важно, кто он такой, важно, что он говорил, и являлось ли то, что он говорил, правдой. А кто он такой? Да человек. И не безгрешный наверняка. По себе знаю. А действительно ты знаешь, что он говорил, да? Воры в законе. Нет, но то, что говорят, что он говорил, то, что ему приписывают. То, что он говорил по факту, я не знаю, я же не жил тогда, само собой. Ну, знаешь, вот есть теория и практика. Я ни в коем случае не хочу никого унизить, ничего, но мы, чеченцы, люди, которые теорию и практику прошли в одно и то же время. А ты нам тут сюда суешь, извини меня, только практику. А мы все это проходили. Вот в чем разница между нами, понимаешь? Ну, вы меня просто сопоставляете как с Она, теми людьми, которые вас к что-то вам сожалению, что-то обязывает. Не, я не говорил Войну просто, я поэтому тебе сказал, извини, но так-то, если подумать, вот мы все это проходили, понимаешь, и у нас есть свое понимание и свое видение этого, потому что мы все проходили. Так я же не против, я наоборот рад, что это так, и это прекрасно, и мне нужно учиться, чтобы у меня тоже это было так. Я же веду Витаешь, сугубо сагва, научную 600 лет историю, занятие. хош, ветерез, але отцу диквин, ларин, сети эзом, да. А витаешь, это хукиеток до, ой беш такиет ваш был. Худак до это, سونم قيت خيتون القيعان والموات وكسو Я думаю, у этого сета
чуть-чуть обновилось видение о чеченцах или что-то дополнилось? Конечно, я не знал, Я что думаю, есть какое-то это ядро. будет в пользу. Это будет в пользу и тебе, и всему человечеству. Ну да, я не знал до этого разговора, что у чеченцев есть какое-то ядро, которое сопротивляется исламизации. Я думал, что это как бы... Я называю это в своей голове вторая тяжелая битва. Первая тяжелая битва – это физическая, вот, а вторая тяжелая битва – это духовная. Я вот так себе это представляю по освобождению Кавказа от арабизации. Микрофон, let your heart. Вот. А по поводу Бога, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что, а как вы определите, например, такие слова в Давай я языке? тебе анекдот расскажу. Ну сейчас я Про вопрос задам, а потом расскажешь. еврейский. Подожди, потом расскажу. Блин, ну Подожди. что это такое? Про евреев. Один Интересно, еврей давай на пришел к анекдоты другому. приходи. Один еврей пошел к другому в гости. Ну и после ухода его и этот хозяин звонит в гости, говорит, после твоего ухода там, ну имя его назвал, Изя, допустим. У меня, говорит, серебряная ложка пропала. И, говорит, в гости ко мне больше не приходи. Что я не брал, да, не знаю, короче, в гости, говорит, не приходи. Ну, через там несколько дней, неделю звонит еще раз. Хозяин говорит, Изя, ложка-то нашлась. Ой, как я рад. Но ты, говорит, ко мне в гости все равно не приходи. Тот говорит, почему? Осадок, говорит, остался. Да, понятное дело. Понимаешь, к чему я? Но и то, что я Ну, говорю, это сейчас касается вот научного. этот весь твой пух, который ты сейчас дальше накидываешь, он уже как-то неуместный получается. Я не Просто накидываю уже, никакого да, пуха. Вы просто не понимаете, видимо, о чем я говорю. Я предлагаю именно может быть. научный взгляд на эту вещь. То есть фактически, как это происходит в Ты вот реальности. эту И науку поэтому я хотел смешал с сказать, что этой астрологией, я не смешал. философией, с этими Я не смешал, это и догмами. есть одно и то Нет? же. Знание связано с Богом, это и Это есть все его есть. отражение. Конечно, я ничего не связывал, оно так и было всегда. Это наоборот, и культы это все смешали и осквернили. Ты это Чтобы... сам до этого Вдруг дошел, тоже да? в дверь заглянул. Нет, это как бы, я думаю, что много людей так считает. Ну, в какой-то степени. Не то, Как чтобы ты прямо 90% нашел этот чат? людей, но какое-то количество Скажи, так ты считает. не ответил на этот вопрос. Вот кто-то посоветовал или чисто случайно ты зашел сюда? Как ты узнал за Нет, этот я чат? зашел сюда, просто мне, короче, в Ютубе выкинуло этот. Видимо, из-за того, что я спорю. Вот ты заходил когда-нибудь На антитеррор? Ютубе, короче, видео мне попалось, и я зашел. Вот туда тебе надо где-то за год вперед заходи. Ты очень много полезного узнаешь для себя. Ну, если там будет что-то, я же чеченского языка не знаю, к сожалению, поэтому, может быть, не все я там Там важно на узнаю. русском. Вот, Там а на то, что русском, в принципе. на трофейном, то нормально. Так вот, я просто хотел сказать про научный взгляд на эту вещь, что как вы определите, что такое свобода, если мы исключены без Бога? Вот как вы определяете, что такое свобода? Вот, ну, может быть, вам не Расскажи хочется свое сейчас... видение. Да, я могу сказать свое видение, потому что сейчас не хочется это формулировать, все эти штуки. Секунду, Я можно? считаю, что... Секунду, Сань. Извини. Вот ты задал вопрос, что такое свобода. Микрофон, let you. Это восприятие мира именно через Нохчева, то есть через нашими глазами. У нас есть свое принятие, понимание свободы. Свобода мышления, но не свобода действий.
действия как раз-таки они ограничены. Но свободный человек, он тем и свободный, что он сам ставит ограничения самому себе, что можно, а что нельзя. И в процессе жизнедеятельности тысячелетней сложились определенные нормы и принципы, как можно действовать, как нельзя действовать, что можно делать, что нельзя, что хорошо, что плохо. Но свободу мысли абсолютно никто не запрещает. Ну, все правильно, да. Это как раз-таки демонстрирует, что древние знали о Боге. Вот я так считаю. То есть то, что ты сейчас сказал. Почему? Потому что все, что ты перечислил, не противоречит закону Божьему. В том плане, что я как определяю свободу. Я определяю свободу как доступ к дарам Божьим, ограниченный только Богом. То есть сейчас я поясню, что это значит. Доступ к дарам Божьим, ограниченный только Богом. То есть всю красоту, которую мы вокруг имеем, да, хозяйство, земля, да, вода, там красивые какие-то приятные вещи, вкусная еда, которую мы можем сделать, ну, что-то хорошее. Вот всю красоту, которую мы имеем, это же человек не сам создал, это же как бы ресурсы, да, которые как бы подарены Творцом, даже если вот если не говорить о Боге, да, это же не человек создал. Сет, вот ты Вот. вот зашел сюда и уже 2 часа морочишь людям голову. Ну, Через я не каждое говорю. слово Бог, 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 такое типа гипноза. Есть такое Нет. выражение синтез. Синтез в природе существует. Есть паразиты, есть как пчелы опыляют цветочки, помогают друг другу. А кто их создал? Есть Кто такие, их создал? послушай, не надо мне говорить про опять слово Бог. Я гипнозу не Нет, почему? поддаю. Но если это Ты научный просто термин. морочишь людям голову. Синтез, Нет. изучи слово, синтез. У него Ну, большой так, а кто спектр. противоречит синтезу? Я что сказал, что синтеза нету? И Синтез еще же раз тебе подчиняется говорю, слово законам. Бог на меня не действует. Миллион раз его тут в чате повторять не надо. Так я не хочу, чтобы оно действовало. Я объясняю просто связь между вещами. Я хочу сказать, что вот эти вещи не созданы человеком. Подожди А вот секунду. этот Ты ничего не синтез, он объясняешь, создан ты повторяешь Богом. таким еще голосом. Бог. Все от Я не Бога. повторяю Оставь голосом Бог. эту туфтологию себе. Я не понимаю, что ты тут хочешь. Я же Зима, просто я пытаюсь объяснить. хватит. Смотри, Сет, послушай секунду. Вот смотри, мы все это знаем, мы все это понимаем, и это все есть у нас абсолютно возведенное в степень абсолюта. То есть все эти понимания, представления о добре и зле, о Боге, о счастье, несчастье и так далее. То есть, ну, здесь как бы ты говоришь людям то, что они давно знают и как бы живут с этим и так далее, и так далее. То есть чуть-чуть не к месту это все получается, поэтому соответствующая реакция. Ну, как бы, если у тебя есть о чем поговорить, о другом, там, на какую-то другую тему, там, или какой-то вопрос задать, пожалуйста. А так вот это одно и то же из пустого в порожнее говорить, ну, не имеет смысла, потому что здесь абсолютно вот большинство людей, они как бы чеченцы, и из чеченского мировоззрения вытекает, мы растем, у нас весь язык состоит из того, что «дал эту боль», то есть «да поможет тебе Бог», «дал алшволь», «да убережет тебя Бог», «дал эту боль», то есть «будь там», «да поможет». Ну, короче, весь язык у нас состоит именно Бог, 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 Бог и так далее. То есть нам это как бы, ну, это все равно, что вот прийти, не знаю, в академию наук и рассказывать людям, не знаю, короче, о чем-то, то есть, понимаешь, да? То есть, ну, здесь это все знают и понимают. Бог – это знание, это не, это не какое-то… Я тебе поэтому Тебе говорю, у нужны нас в знания, нашем и слово мировоззрении есть… синтез. Вот есть синтез, Так это я знаю, что объяснение такое твоего синтез. Бога. Так я знаю, А что вот такое ты не надо, синтез. вот забей в Google, почитай, пару Да я дней знаю, что такое потеряй, синтез. изучи этот синтез, и ты поймешь, Зима. отвлекись от своего этого Бога. Зима, во-первых, вы не дали мне договорить, поэтому я не сказал, что я имею в виду. Но Зима, я хочу сказать то, что синтез, он не сам по себе же существует, он же законам подчиняется. Его никто не исключает. Никто не исключает эволюцию, ни синтез. Это все существовало, это все есть. Туфтология. Ну вот, клянусь, не для этого чата. Ну, я не спорю, что кому-то это может не нравиться. Я просто хотел показать, что свобода, само слово свобода связано с Богом, потому что ее создал Бог. Послушай, это уже сыты хот- по горлу этим. Это чат людей, хотел это, которые и сыты хотел по это показать горло просто. этим твоим
вот эти тавтологии твоей, А в еще чем таким тавтология? Я же все привел голосом. доказательства всего, что я говорю. Разве нет? То есть свобода. Почему нельзя делать В все? другом месте ждут. Послушай, Саид, может быть, тебя ждут уже в другом месте? Да нет, Франк, подожди. Не надо это самое так вот грубить с человеком, особо дела. Понимаешь, ты говоришь, что Бог Это это не грубость, свобода. этот человек 3 часа сидит и Да? вводит людей в Нет, заблуждение. Вот так по нет, лабиринту все равно, вводит, и мы с ним ребят, туда-сюда. давайте законы Нохчела будем соблюдать. У нас гости, поэтому грубить с ним не будем. Пока В это том-то и самое. проблемы. Законы Нохчела, что слишком добрые люди всегда были. Зима, ну подожди, это самое. Все равно. Давайте будем, какими мы были, такими оставаться. Гостю грубить не будем. Просто он сказал, что Бог – это свобода. Насколько я знаю историю, так сказать, всех народов богов, везде покорность, поклонение и почитание, и раб, слуга Божий. Только в чеченский Бог создал тебя, и никаких поклонений. О каких богах ты ведешь речь, который говоришь свобода? Я говорю о Боге, который является источником закона, которому подчиняется наш мир трехмерный, планеты все, вот, по которому синтез вот этот происходит и так далее. Я об этом говорю. Нет, тут синтез тогда ни при чем. Ты сказал, Бог – это свобода. Покажи Бог мне, создал. или в христианстве, подожди, или в христианстве, или в исламе, или если ты становишься на поклон там с молитвой, уже чисто психологическая психология, любой психолог скажет, что это уже рабство. Где свобода? А почему ты ищешь свободу в религии? Религия – это тюрьма для Бога. Религия – это то место, которое является тюрьмой для Бога. Но Бог – не то явление, которое может быть ущемлено и умещено человеком, и поэтому в тюрьме для Бога лишь души человека. Там ты свободы не найдешь. А Бог создал мироздание и сказал: вы свободны, люди, только не нарушайте закон Божий. То есть то, что противоречит мудрости, справедливости, милосердию, знанию и свободы, не надо совершать. А все остальное можете совершать. Поэтому свобода – это доступ к благам Божьим, к дарам Божьим, ограниченный только Богом. То есть только Бог ограничивает чью-то свободу. Человек не может. Сет, можно тебе один вопрос задать? Вот тебя слушают здесь люди, и вот вы сказали в своей проповеди, потому что вы сказали, занимаюсь проповедью, вы сказали. Это ваши слова, я очень внимательно вас Я слушал. бы сказал, что я иногда проповедую. Хорошо, я заканчиваю. Вы сказали, я занимаюсь проповедью именно Бога, вы сказали. И вы сказали, что все от Бога, кроме заблуждения человека. Как это у вас так получается, что если все от Бога, и тут же вы сказали, вы сразу же сказали, кроме заблуждения человека. А если заблуждение человека, если все от Бога, значит и заблуждение человека от Бога. Вы понимаете? Вы же сами себе противоречите. Подождите, дайте закончим. Вы же сами себе противоречите. Вы же сами себе противоречите. Ну, вы имеете право так думать, но на самом деле не противоречит. Потому что, Вот такая смотрите... тактика, подождите, еще закончу. Вы всегда говорите, вы имеете право так думать, я с вами согласен, но тут я и начинается обратно вокруг да около, Бог. Нет, вам нет, я просто... как чечен, подождите, дайте закончить. Нет, я объясню. Я тебя не обманываю. Но я закончу сейчас. Я же вам сказал, как чеченец, я за себя отвечаю. Я вам официально заявил от своего имени и от чеченца, как этнического, что Бога и богов нет. А вы все равно навязываете нам богов. Почему вы не хотите, чтобы чеченцы были без богов? Я привел доказательства. Почему вы не даете им право, что... Да подождите. Почему вы им не даете право жить без богов? Почему? Вот почему вы я вообще этого права не смею отнимать. Я не отнимаю такого права. Я просто пришел поговорить вот с вами и сказал почему. А по поводу того, что ты спросил,
что вы спросили по поводу того, что... какой вопрос был? Я уже забыл. Столько всего вы сказали, блин. Вот этот основной вопрос-то какой был по поводу богов? Я никому не навязываю. Почему я еще считаете, что я кому-то навязываю? Я просто привел вот эти мысли по этому поводу. А то, что вы хотите жить по Мохчела, я вообще против никогда не имел, так и нужно. Идти своим собственным путем – это ближайший путь к Богу. Тут нет никакого противоречия. Ты вопрос какой-то задал, типа, что я сказал так, а потом так. И из-за того, что ты после этого много наговорил, я не услышал ничего. Я, точнее, забыл этот вопрос основной. Ты сказал, я вокруг да около, что я там делаю? Так, подожди, что такое все? Вы атеист или как? Не пойму я. Нет, я не атеист. Я просто не верующий, я не среди тех, кто верует. Ну, то бишь вы верите в Бога, не верите в религию, да? Нет, я не верю в Бога. Зачем в него верить? Его можно познать. Он существует как солнце. Солнце тоже не надо в него верить. Мы его видим. Когда мы обнаружили Бога, в него тоже не надо верить. Мы его видим. Но вы верите, это значит считать, что он есть. Да, я не верю. Я считаю, что он есть, и у меня есть доказательства. То есть я убежден. Ну, это же вера получается. Это же вера получается. Не в плане религии, а вообще веры. Князь, но вы же в солнце не верите. Вы же его видите. Ну, я верю, что оно есть, раз я вижу, что оно есть. Да, вот вы видите. Вот так же, когда вы обнаружаете Бога, вы знаете, что Бог есть. Если у вас есть какие-то доказательства, какие-то аргументы. Я вот привел сегодня свои доказательства. Вы не обязаны с ним соглашаться, если вы так не считаете. Я вспомнил, что меня спросили. Как может быть человек, как могут быть заблуждения человековы, не созданы Богом? Я объясню. Действительно, красота создана Богом, тела человековы созданы Богом. То есть вот эта вся структура, вот эти синтезы, которые правильно Зима сказала, вот эти все вот эти механизмы, вот эта структура, гены, они не сами по себе, они подчиняются закону. Но человеку Бог вложил свободу воли, мы сами решаем. И поэтому это ответственность на наших душах, и поэтому наши заблуждения, они как бы не Бог их не хочет, но как бы такое устройство, то есть таковое испытание, что как бы задача как бы построить Царство Небесное на земле. То есть как высшую справедливость, которая в духовном мире, построить на грешном адском трехмерном пространстве, где болезни и смерть. Такая типа задача. Вот. И заблуждения, да, которые в ходе этого происходят, они как бы не от человека. Они как бы не Богом созданы, это уже воля человека. Ты же сам Исходя из понимаешь, его что это свободы. вообще невозможные вещи. Ты сейчас все, что ты говоришь, это абсолютно нереально, невозможно. Это чисто, популизм, скажем так, для Я просто не не знаю, приводил. вообще. Смотри, я вот тебя слушаю, ты вроде вот адекватно все воспринимаешь, там говоришь какие-то правильные вещи, но я тебе уже сказал, здесь общество, мы это все знаем, мы это все прекрасно понимаем. Каждый из нас может это сформулировать по-своему. Все, что ты говоришь, абсолютно у нас это в культуре, по ДНК, в генах, там, с молоком матери, это все передается, мы это знаем, понимаем и видим. Но здесь не имеет смысла это заново говорить, потому что мы и так это все знаем и понимаем. Как ты вот этот момент не можешь уловить? Я могу уловить этот момент, просто смотри, как получилось. Я же пришел сам о Боге и не начал говорить. Мы разговаривали на другие темы, более важные. Не то, что более важные, но более насущные. А вы сами спросили о Боге, и потом начали спрашивать. Так что имейте. Я просто вот из пустого в порожнее вообще не вижу я. Здесь просто столько об этом говорится, что здесь уже это вызывает, не знаю, аллергию, раздражение, там, что угодно. Поэтому, если есть, да, там вот концепция, которой ты придерживаешься, и то, что твоя теория и так далее, то есть, здесь большинство людей это прекрасно осознают, понимают, и, опять же, повторюсь, жили и выросли именно вот
с восприятием именно вот Бога как нечто не поддающееся объяснению, но мы знаем, что Он есть, и все Ему подчинено и так далее. То есть здесь это все прекрасно все понимают. Абсолютно никакого смысла об этом говорить лишний раз я не вижу. Но если есть что-то новое сказать, скажи что-то новое. Я понял, спасибо. Я никому ничего не навязывал. Вот. Просто мы поговорили, и я много для себя чего интересного узнал. Спасибо. И никого не хотел указать, конечно. А заходил с какой целью вообще, с какими мыслями? Да, я же говорил просто, я зашел, потому что я обычно всегда с оппонентами взаимодействую. Вот, то есть мне это С больше Божьей взаимодействие. помощью, с Божьей Да, помощью. с мусульманами. Вот. И я такой я увидел, короче, видео на YouTube, и подумал, о, интересно, что скажут, как бы, ну, что говорят вот эти люди, короче, которые считают, вот, ну, считают, понимают то, что ислам это как бы религиозный арабский культ, цель, предназначение которого ассимиляция Не только, не народов на только оккупированных ислам, не территориях. только ислам, все, что связано с религией. Христа Ну не да. Христос для Просто нас тоже самозванец. А ты не подчеркивай ислам, Ну, да, типа как бы ты не преподноси, что мы нет, боремся исламом, ну мы боремся со всей религией. ну я Вот. понимаю, да, просто ислам она самая распространенная на Северном Кавказе, поэтому я так сказал. Вот. Да, не сказал ты. ну, ты, как я предложил, Адам, вроде бы тебе говорил, заходи на канал к антитеррору, там расклад всего этого прекрасный, и очень познавательный. Рекомендую. Спасибо. Ну, я Драчка будет у антитеррора, князь, у антитеррора бывают мощные драчки там. в смысле Да, дискуссии? да, там, возьмешь там, с собой ба- 3 камня, там зайдешь потом. там сильнейшие баталии, Сев, поэтому заходи к нему. Тебе будет интересно, Там, и ты будешь да, интересен. да, там поклонники Мухаммада тоже много сидят. Они тебя так там приведут в чувство, что ты даже не поймешь, куда ты попал. Ну, ты знаешь, я такой, как сказать, я бывалый уже воин. Вот будет интересно вас послушать там с проповедниками разных сект мусульманских, аляховцев, аляхнутых, варахматуллаевцев, Но я, знаешь, что я еще аляховцев, хотел сказать? аллах-акбаровцев, салафитов, шиитов и других, которые Малахит. все ради Аллаху выходят, работают, и вы будете со своим Богом. Аллах Акбар. Малахиты. Вот, я что хотел сказать. Ну, вот я на самом деле то, что я узнал, что вы говорите, там, что 600 лет было какое-то ядро, которое боролось против ислама. Это если, я не знаю, существует ли что-то другое у других народов, наверное, существует. Но и здесь видите, как кристаллизированное, четко кристаллизированное общество чеченское и культура его, вот какие создает эти очаги сопротивления вот этим всем как бы, ну, внешним вредоносным организмом. Вот, как видите, как вот происходит, интересно. Вот что, на что способно кристаллизированное общество, вот, ну, которое имеет связи между своими элементами в рамках закона Божьего. Это, конечно, восхищает. Сэр, я тебя перебью, повторю много раз тут повторенные слова. Слова Тимирлана. Надеюсь, ты знаешь, кто это такой, да? Имеешь в виду Тамерлана, захватчика азиатского, который там много чего творил? Да, азиатский захватчик. Он практически 70-80% уничтожил
ну, чеченцев, остатки ушли в горы. Ну, это его называют меч ислама. Насаждал ислам, и где маленько какие-то отклонения были жесточайшим образом, подгонял под нужный ему ислам, скажем так, возможно так. Он сказал, я уничтожил практически этот народ, но они так и не приняли ислам, ушли в горы, спрятались. Если я сумею исламизировать этот народ, мне или кому-либо придется столько же их уничтожить, если не весь народ, чтобы их отвернуть от ислама. Понял, нет? Ну да, понятно. Конечно, да, интересное, романтическое такое заявление. И как бы говорящее, да, само за себя. Да. Поэтому я и говорю, да, вторая война практически, хоть и духовная, но тоже за выживание, как бы за выживание. Вот что важно. И сейчас, получается, самыми ярыми защитниками ислама чуть не во всей планете нашей это чеченцы. Не то, что в нашей стране, да, в России, а во всем мире. И в данный момент 1,5 миллиарда мусульман, чеченцев, 1% из этого, 1,5 миллиона, да, может больше уже. Пока говорят о 1,5 миллиона чеченцах. И сейчас, то бишь 1% от мусульман в мире, чеченцев всего лишь 1%. И вот и какой-то 1% из этих 1,5 миллиона в данный момент, который борется, воюет с исламом, хотя не чеченцы объявили войну исламу, а ислам объявил войну чеченцам. И вот эти 1,5%, этот 1%, такой шорох в этом мире произвели, что весь мир в шоке, что есть чеченцы. И такой страх у всего исламского мира. И любыми путями хотят уничтожить вот этот 1%. Ну, если это действительно так, если твои слова как бы верны или даже близки к верности, в чем как бы что я допускаю вообще без проблем, вот, то это еще одно историческое доказательство, на что способно привести вот правильное воспитание, достойное, которое не противоречит справедливости, мудрости и милосердию. Вот, что оно может как бы сильных людей делать. Это как бы то, что восхищает, конечно. Вот. Но нету времени. У нас нету времени слишком много как бы, думать об этом. Сет, а можно просто вот сейчас вот заявить вот так вот? Ты смотри просто. Ты в самих песнях, в самих песнопениях ты ничего плохого нет. Ну пусть они у себя поют. Когда ты приезжаешь в какие-то арабские страны, там... Я буду каждый раз вот так кричать во всю глотку везде. Аллах Акбер! Аллах Акбер! Россия мощь, Аллах велик, Аллах Акбер! Как вот это, на это смотрите? Нормальное явление? Я говорю, вот, когда ты приезжаешь, короче, в арабские страны просто на отдых, и там с исламом никаких проблем нету, но приехал в чужую страну, как все красиво. Это же не значит, что теперь у тебя дома должен стоять этот чувак и петь тебе вот эти арабские песни. Не значит, всему
всему есть свое место, Салам, чтобы чтобы был порядок. немножко паузировать, поучительный, вещь мы говорим, этому перехода. Ты сказал просто, и я соглашаюсь с мыслью озвученной. Вот. Рамуз Таким Мамада, образом, хотите я не отдельно понял. послушать? Рамуз Мамада. Вы знаете, что такое Муз Мамад? Ну давай, скажи. Будет интересно. Или, может быть, про Иисуса в Коране? А Иисус вам чем навредил? Про всем нами общелюбимого Иски. Я его называю Иска. Иисуса, давай сюда. Иска. Я его называю Иска-писка. А он что плохого сделал, не понимаю. Он-то империи не создавал. Да нормально он пацан. Он нормально. Парнишка тоже ФСБшный. Только работает на другой отдел. Его погоняло кодовое. Иска-писка. Эйсик. А мужик это Муз Мамад у нас. Мужик есть и писка есть. Два их. Члена ФСБ. Так, зачитать вам, вы выбирайте, я вам даю право выбора. Про мужика или про письку? Кто вам нужен? Иска-писка или Муз Мамад? Странными вещами какими-то занимаетесь здесь. Вот эти вот рассказы. Очень странные. И рассказы, это суры аяты из Корана. Про письку Ну. давай сюда. Писик и музик, музик и писик, два брата. Два брата двоюродных. Выбирайте, я вам даю выбор, право выбора. Пожалуйста. Стек, как у вас там? Стек, да. Выбирайте, вам музыка или писика? Два брата. Кто вам ближе? Ну, я не знаю, я Говорят. просто хотел бы проявить несогласие с тем, что причем здесь этот Иисус, он же империи не создавал, он просто говорил о знании тоже, как многие древние. Ну, здесь при чём? Христианство даже не Иисус создал. Ну, просто предлагаю, ты же не верующий. Не, так я понимаю, я не против, просто мне кажется, что есть более интересные вопросы. Ну давай какого-то пусика, я не знаю. Рассказывай. Сеф, а ты был в Израиле, в Иерусалиме на гробе Господнем? Нет, но я уверен, это прикольно было бы, но я не был. Там самое прикольное в чем? Прикол в чем, что ключи от дверей входа уже сколько сотен лет у мусульманских, исламских этих, у мусульман, у арабов не доверяют христианам ключи от дверей их Богу, скажем так. Ну, это борьба идеологий, как бы, это уже другое. То есть мне это было бы интересно, я почему сказал прикольно. Ну, с исторической точки зрения интересно там побывать, что-то узнать об этом. Как бы. И я вообще пару раз слышал, я же не думаю. Вот вы заметили, кстати, какая еще скверная еще идет с исламом? Начинают кавказцы ненавидеть евреев. Но среди кавказцев не принято ненавидеть народы. Это противоречит нашему закону чести. Не, такого, это Дагестан, там свои, это даже не народы Дагестана. Вы же понимаете, что если указаний нету сверху, там даже никто не скажет. Нет, и это само собой. Я не про то, что случилось. Я просто про то, что говорят. Я часто слышу, как озвучивают. То есть мусульмане Кавказа не только культуру свою как бы убивают, а чужой подражают, чужую на себя одежду одевают. Они и проблемы арабские тоже как бы соглашаются с ними. Арабы теперь, точнее, евреи теперь плохие. Да надо вообще разобраться сначала, кто там плохой, кто хороший.
Как кавказец может, как бы это же так неправильно, так несправедливо судить как бы о других людях, которых ты на самом деле даже не знаешь. То есть это просто... Сет, прошу прощения, тут уже слушатели пишут, бегущей строкой. Наши технические модераторы вывели на экран, а мы вещаем из Нью-Йорка сейчас, на данный момент, Соединенных Штатов Америки. Финансируемся Госдепом, Сенатом, Конгрессом, США, а также всеми меценатами, мусульманами и немусульманами. Двумя вот этими большими еврейскими лобби в США мы тоже финансируемся. Мы продвигаем демократические ценности в чеченском обществе. И поэтому, так как вы выбрали, есть два типа там, два персонажа в религиях. Мусик, понимаете, да, Музик и Пусик. Пусик и Музик, значит, Иса Пусик, а Музик это Музмамад. Иска Писка и Музмамад Музик. Зачитаем про Иску Писку. Очень интересно. Суры есть и аяты в Коране. Сура 3, аят 59. Сейчас вот заметьте, сейчас мусульмане будут возмущаться. Я уже чувствую вот эту вот энергию. Они сейчас начнут кричать Аллах Акбер. Не трогай нашего письку. Потому что музыка ты критиковал, ты уже, говорит, перешел на письку. Но у нас нет выбора, потому что вы выбрали. Вы наш сегодняшний гость, и вы сказали, я хочу про письку. Эйску письку, пожалуйста, подавайте. Поэтому мы будем считать про эйску письку. Сура 3, аят 59. Алю Имран, семейство Имрана. Стоит добавить, что я вообще не хотел этого слушать, но вы настаивали, поэтому пришлось выбрать. Не, вы просили, я же слышал, вы настойчиво вы настаивали. Вы сказали, надо кого-то просили. выбрать. Вы настойчиво просили. Я сейчас всем мусульманам официально заявляю, мусульмане, наш гость настойчиво просил про эйску письку. Читаем про эйску письку. Сура 3, аят... Я вообще не понимаю. Да, сура 3, аят 59. Алю Имран, семейство Имрана. 59 аят из 200. Читаем. إنما تعالى إذا إن الله قد Ладно, будем читать по-чеченски, потому что все мы дети Ноя. А Ной это Нохчи. Поэтому на чеченском буду читать. Все языки это чеченские языки. Воистину Иса и Иисус перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему, будь, и тот возник. Аллаху Акбар, это весь аят. Давайте прочитаем тафсиры, значит, пояснения с арабского на русском. А нохшим это дягча клетом будет. Потому что мы работаем на чеченоговорящую публику. Не чеченоговорящая публика нам не интересно. Но так как вы гость, мы будем говорить на чеченском языке от пророка Ноха. Поистине пример сотворения Эйси. То, что он родился без участия отца. Аллаху Акбар. А Аллах знает, что хорошо его рабам, потому что если Аллах решил, то все будет. Но как-то странно вы сказали, что заблуждение не от Бога, хотя все от Аллаха. Поистине, пример сотворения Эйси, то, что... Подождите, сейчас пошла хутба, а когда хутба, когда мулла поднимается на минбар, его перебивать нельзя. Будет маленькая поза, тогда, может быть, вы сможете еще собраться с мыслями и в конце хутбы задать вопросы. Поистине, пример сотворения Эйси, то, что он, Эйса Пися, понимаете, да? То, что он родился без участия отца. Перед Аллахом подобен примеру сотворения Адама. Это еще один пророк. Аллах создал его Адама непосредственно из почвы, без участия отца и матери. Потом сказал ему, будь, и он стал. Считать Аисю Богом из-за того, что он родился без отца, ошибочно. Так как Адам был сотворен вообще без участия отца и матери. Аллаху Акбар. Все толкование от Абу Аделя. А сейчас перейдем к толкованию от Ас-Саади. Воистину, Иса и Иисус перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему, будь, и тот возник. После правдивого повествования о Марьям, ее сыне Всевышний разъяснил, что пророк Иися был всего лишь рабом, которому Аллах оказал, как обычно, рабом. Ага, это очень важно, заостряем ваше внимание. Которому Аллах оказал, у Аллаха есть только рабы, кстати. А Аллах сам является рабом Русни. Культ смерти, тьмы и мракобесия, пустынный арабский бог и культ, идол арабов саудовских, бедуинов, он на службе является рабом России, Русни. И вот Аллах сказал, а сам Аллах создает тебе рабов, которому Аллах сказал, оказал великую милость, и что обожествление этого пророка является наветом на него, на всех его пророков и даже на самого пророка Исю.
Грешники, которые считают его своим Богом, опираются на сомнительные и неверные доводы. Если бы их доводы были справедливы, то Адам имел бы гораздо больше прав считаться Богом, ведь Аллах сотворил его без отца и без матери. Аллаху Экбер. Несмотря на это, абсолютно все люди считают его простым человеком и одним из рабов, это очень важно, Аллаха. Вот почему заявление о божественности ACPC, основанное на его чудесном рождении без отца, лживы и совершенно необоснованы. Все, это было толкование от Ас-Саади. Перейдем к толкованию от Ибн Касира. Всевышний Аллах... Ну зачем это? Подождите, слушайте, это идет хутба, насихат. Вы что, куда вы? Вы же в мечети сейчас. Остановитесь. Аллах Акбер. При мне кремневый пистолет и 4 английских пулемета. Аллах Акбер. Всевышний Аллах сказал: воистину Иса, Пися и Иисус перед Аллахом в том, что Аллах по своему могуществу сотворил его без отца, подобен Адаму, ибо Аллах сотворил Адама вообще без отца и без матери. Более того, он сотворил его из праха, а затем сказал ему: будь, и тот возник. Тот, кто сотворил, значит, прах, это значит, он, наверное, обкакался, Аллах, и своего говна сделал Адама, сказав ему: просто будь. Я вот так вот понимаю. Если кто по-другому понимает, в конце нашего насихата хутбы объясните нам, из какого праха он сотворял его. Тот, кто сотворил Адама без отца, тем более способен сотворить Эйсю таким же способом. Значит, он еще раз накакал или обкакался, наш Аллах, и сказал тоже: будь. Таким же способом. Если бы доводы тех, кто считает, что Иса имеет божественность, лишь потому, что не имел отца, были справедливы, то Адам имел бы гораздо больше прав считаться Богом. Ведь Аллах сотворил его без отца и без матери. Несмотря на это, абсолютно все люди считают его простым человеком и одним, очень важно, из рабов Аллаха. А у Аллаха есть только рабы. Только рабы. Все мы являемся рабами Аллаха. Не объяснение на не перебивайте, сейчас в конце вам дадим слово. Не перебивайте, в конце дадим вам слово, не перебивайте. И одним из рабов Аллаха. Вот почему заявление о божественности Иси, основанное на его чудесном рождении без отца, лживы и совершенно необоснованы. Господь продемонстрировал свое могущество тем, что создал Адама без отца и без матери. Хаву Аллах сотворил из мужчины без участия женщины. Аллаху Экбер. А Исю Аллах сотворил из женщины без участия мужчины. А остальные творения Аллах сотворил посредством слияния мужского и женского пола. Поэтому Аллах сказал в суре Марьям: мы сделаем его знамением для людей. Сура 19, аят 21. И мы сразу же зачитываем его, потому что это очень важно, мы должны понять. Сура 19, аят 21. Марьям, Мария, 21 аят из 98. На арабском. Ладно, на чеченском будем читать, потому что новчий язык, он везде. Наш пророк Нох, а мы являемся его детьми. Подождите, не перебивайте, я сейчас прикажу своим муминам, чтобы вас вывели из мечети. Перестаньте перебивать муллу. Я салям, благоверный, благословенный салям. Это ужас какой-то. Он сказал: перестаньте перебивать исламские проповеди. Зачем вы занимаетесь этим, саботажем? Он сказал вот так, это аят. Он сказал вот так: Господь твой сказал, это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже предрешено. Абу Адель сказал. Сказал он ангел Джибриль ей: так сказал твой Господь, это для меня легко. И да сделаем мы его. Смотрите, и да сделаем мы его, мальчика, который родится знамением для людей, который указывает на могущество Аллаха и милосердием от нас для людей, таким, который будет призывать их к поклонению и покорности их Господу. И это дело уже решенное, оно непременно произойдет. Это было толкование от Абу Аделя. А есть толкование от Ас-Саади. Он сказал: так и есть, Господь твой сказал, это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже предрешено. Это откровение свидетельствует о могуществе Всевышнего Аллаха. Законы, по которым существует Вселенная, не являются независимыми, потому что они оказывают влияние на происходящие явления только в соответствии с божественным предопределением. Аллах показывает своим рабам необычные явления и чудеса для того, чтобы они не полагались исключительно на материальные причины, а связывали свои надежды с тем, кто сотворил и предопределил эти причины.
Что же касается сына Марьям, то его появление на свет было милостью Аллаха по отношению к нему, его матери и всем остальным людям. Его милость по отношению к сыну Марьям выразилась в том, что он почтил его небесным откровением и другими почестями, которых были удостоены твердые духом посланники. Его милость по отношению к его матери проявилась в том, что она заслужила добрую славу и извлекла из этого великую пользу для себя. А его милость по отношению к остальным людям заключалась в том, что сын Марьям был одним из посланников. Воистину, пришествие Божьих посланников является одной из величайших милостей Аллаха по отношению к человечеству, потому что они читают людям откровения, очищают их от грехов, обучают их Писанию и мудрости. И если люди обращаются в их веру и покоряются им, то они обретают счастье как при жизни на земле, так и после смерти. В тот момент чудесное рождение пророка Иси было уже делом предрешенным. Оно было изначально предопределено Аллахом, и ничто не могло помешать этому сбыться. И поэтому Джибрил вдохнул дух от Аллаха, вырез на груди Марьям. Аллаху Экбер. А сейчас мы зачитаем толкование Ибн Касира. О, тут такая мудрость. Это просто что-то с чем-то. Толкование от Ибн Касира. Он сказал: так сказал твой Господь, это для меня легко. Ангел отвечает на его вопрос: поистине Аллах сказал, что от тебя на свет появится мальчик, даже если у тебя нет мужа, и с тобой никогда не случалось распутство, ибо он мощен над тем, что пожелал. Поэтому, вот, кстати, это очень важно, даже Аллах занимался прелюбодеянием, потому что он делал так, чтобы женщины рожали, будучи не имея полового контакта с мужчинами. Вот какой распутник Аллах, а? Даже если у тебя нет... Вот вся религия Аллаха — это вокруг этого промежности женской лона, музыки, пусики, писики, вот это все одно и то же. Задницы, там, не знаю, вот это все все вокруг да около, понимаете? Вот все вокруг да около. Аллах Акбер. Знаешь, что плохого тем, что на войне попавшая в плен женщина становится дозволенной для секса? Что плохого? Ты случайно не голубой, ты не любишь женщин? В смысле? Я не люблю женщин, да, хорошо, да. Хорошо, это самое наилучшее, что может нам дать Аллах, хорошо. Это молодец, хорошая ставка. Мальчик, даже если у тебя нет мужа, и с тобой никогда не случалось распутство, ибо он мощен над тем, что пожелал. Поэтому Джибриль передает слова Аллаха ей, и чтобы мы сделали его знамением для людей. То есть будет доказательством на могущество их Творца и Создателя, который творил людей различными способами. Он сотворил Адама без отца и матери, Хавву он сотворил из мужчины без участия женщины, а остальных людей он сотворил из женщин и мужчин, кроме Эйси-Пейси, ибо он был сотворен из женщины без участия мужчины. Таким образом, Аллах завершил 4 вида сотворения человеческой особи, что указывает на совершенство его могущества и величие его власти. Нет божества, кроме него, и нет другого Господа. Слова Аллаха. И милостью от нас, то есть мы сделаем этого мальчика милостью от нас, он будет пророком, который будет призывать к поклонению одному Аллаху и к единобожию. Как об этом сказано в словах Аллаха. Вот сказали ангелы: о Марьям, Мария, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от него, имя которому Мессия, Иися и Иисус, Иися-Пися, сын Марьям, Марии. Он будет почитаем в этом мире и в последний день. Ну надо, что происходит? Да хватит. Пожалуйста, попрошу не вмешиваться. И в последней жизни, и будет одним... Это все будет выложено в ленту этого канала. Это все написано здесь. Абсолютно ничего не меняется. Каждая буква, каждая черточка, каждая запятая читается как есть. Если вы хотите, потом проверяйте. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и станет одним из праведников. Сура есть 3, аяты 45-46, но мы это читать уже не будем, потому что у нас мало времени. То есть призывает к поклонению своему Господу, будучи в колыбели и будучи взрослым. Слова Аллаха. Дело это было решено. Возможно, это речь Джибриля. В мире к Марьям он сообщает ей, что это дело уже предопределено знанием у Аллаха по его могуществу и желанию. А возможно, это сообщение Аллаха своему посланнику Мухаммаду, а в простонародье именно по-чешски Музмахмаду. Да благословит его Аллах и приветствует. И аллегория о вселении жизни в чрево Марьям, как сказал об этом Аллах. А также Марьям, Марию, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие. Она даже родила, но осталась девственницей. Вы представляете, какое чудо Аллаха? Альхамдулиллях. И мы вдохнули через него посредством нашего духа. Сура 66, аят 12. Мухаммад ибн Исхак прокомментировал.
Дело это было решено, то есть Аллах уже решил это дело, и оно неизбежно. Это мнение предпочел Ибн Джарир в своем тафсире, и никто, кроме его, не приводит это мнение. Аллах знает лучше. Аллах Акбер, Аллаху Алим. Так вот, исходя из того, что мы зачитали, мы можем с точной уверенностью заявить, что Иса является писей в одном лице, а музик, Мухаммад, музиком. Понимаете, о чем речь? И поэтому мы принимаем все как есть, мы не боремся против ислама, мы его распространяем во всей его красоте, во всей его мудрости и во всем его совершенстве. Поэтому скидывайте сейчас нашими техническими модераторами сюда в ленту в печатном формате все ссылки того, что мы зачитали. Пожалуйста, проходите, читайте. Dik ekskurs ya Rıza. DRS. Раицун. Надо его довести до кондиции, а то если сразу Рай ему рассказать, он испугается, он больше не придет, он нам нужен. Аллах Акбер. Он с нами вообще, он убежал, кажется. Это Алло. Иса, походу. Что, брат во Христе, ты где? Иса, видишь, салаты нормально. Иса убежал он от писи. От Он Иси вышел, на вышел. Иси. Да, то диктатура, куча, диксахтя. Dik saat ya, hava için. Еще бомбы, еще аут, я того он собак. Еще часы что отработать новые. Да, ну что, Кто больше всех продержится? Религия, валла билла, цасуна, Аллах билла. И гуд дина основчиш ты цадел воч. Дин там говорят, ваца гуд дел хла цадел хл визбох, чугать шму. Ваца юш новчиш дел соу дела, ваца цама я цадут, я ча, он цадел визмюл хл цадел вишунт я. Все от Бога, главное, все от Бога, кроме заблуждения человека. Нет, знаешь что, главное, что все от Бога, кроме заблуждения человека. Ну и как это так? Если Бог все решает. С теорией предопределенности, не знаю, предопределения. Как это как-то не сходится? Я прошу прощения, я тут как-то вот я был вообще как бы в шоке. Я даже был потрясен. Все мое мировоззрение содрогнулось. Я себя не находил, я себя потерял. И я начал кричать про себя. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Берсер, Хавен, Берсер, Машо. Бях мобила, вистала, ходите. Эйся, пися, куча, дуть, са, ногорну, цаю, филу, цехули, музмаму, цевичен. Боже, ой, ухудивый. Ой, убаря? Эйска, писка, просто, валла била, вين حوالي خلاص شارك ياغ داس it's تامزي ياغ إشاء ميل إداستا ميل دي وين شو تون خلاص في حديثة حديث эту бячику куза حديث حنكيدك تنداس بيعلم إداسو كوجا حديث يقولوش مونا ليك ديلر حديث ويبي Бог, es ist orange, die Suraj Aich, die schnell, die schon конкретно кварт аушбухса, so конкретно хаус, ein хаус, кварт an Galvoš lēšu, so. That's it, Julius, that's the Julius, so čo Galvoš, ja. Galvoš, vai. السلف والصالح كيست عودة لويرون عجلة
О, Бастион, Чухтердук Хааз, Бастион 09. Хаук, звой Саад бин Муаз. Стопудов Хаук. Просто Хааз. Все говоря, вистал. Из Хайла, Вистхала, Вистхала, Машо. Саад бин Муаз, Алле, шворсон. Сразу сысусы начинать дадишь. Иштляхтироваться. Иски, ба, Эйсика. Айсик, войны, мау, Айсик. Все надо, чтобы во благо чеченцев было. Эйсик, Писик, Музик, Музмамат, все эти... Фордхаузен, шворя, велмобали класс. تلفون كيست عوضة الفيروش مو دام شو ضعنش الله وجابنا صحيح ويرو الله كان ضعنش دي شيكي عش على يغتدات زادني بريودك ويرخو زاد سن ضعنش ألسم دي سجودة نيكا تسنخ الجواب وشو الله توش بوت ما بيتساعدوا واحد زادني بريودك ويرخو زاد سن دات اس عومة تبوغي Heinz, هما ميلم تاكسن وانا مو مبيت خزدات سلام يلا ما بدأت حتى متى يعقل عاودت وديكاور اسبوع كدو اس ضاع ثاني شو بدي زلطو غاهو تكيتش واس كويرخوزاش بوي كويرخوزاش اس مو بولو دولاش الكويرخوزاش سن ما بوس الشوشي ومتصبوري Es bo kverhuzać, sen zadni приводы, sen дагати, хас аккуратно, дагдеш. Никак ценаде, котокети, лама скаладахи, дик дуй, хас чуджудя, дагниш дет, цен никак цани. Аллаху жабца да лишь ячун. Тусу хайр вакарушун, мундя шадик Аллах ирду. Аллаху экбер. Совелашу, ладухи, шушу, адис ладу шушу. Мамоди, жить, ему мамоди. Собреца, юхцай дошли, Вела бера. Лич лепша юк илявшу. Собре, шу дошли, шу дис царут, а юк илявшу. Собре, сих молодца. Шуна окша аквар сурат аят дишна, муз мамоди, и сун ардахар, шамадар адючна, цамат илош датшу. Юк дюалюшу. А ül нех цаум цатюрниш дишна, шу тягу, ше сурат аят клобалде, шун диш кенти. Совела шунис, ладу шушу. بديك كم ده هو راس هذا Vistela verası. Sam obudaš, gospodu, o Amos. O, što sam... إيش نشتو يا قوش واحد عقيق ده. مدري؟ Единственное, килерчевичен, жендах, алдиз, о, хайхамш. O, iş hayhams bu. Yer haet, diş, bağda diş. Diş çıktı, kıyıta tıkıyıt, خلاص كتير جايين كنت عم ضاين. يون عايتهم خيطة الله وزادني كلنك دا عمر دي الله خيطة بس يون نولدي دا داخل عادين موز ده تسيو تريون عطيه موز دا داخل موز قال عايز دي نورمال دوم اشتكر دوم موز معمد يعترخر وو عادين موز الله أكبر Хорошо ты выбрал себе ник, братишка. Ахей, Вацок, Эйц, радиацию, муз бошный, надо. Серый Халшин, Маша Дума Сага. Саляв, можно спросить, вот это, у меня ник тоже Иса, это что Эйса, значит? да, Эйса. Да. Эйса,
50-50, а я тебе нормально дома везу. Ну что? Меня, не, зачем? Меня так в детстве много, я помню, ругался из-за этого. Да, я Но понимаю, я же лично тебе ничего не говорю, просто ты должен знать, из чего. А лично же я тебе ничего не говорю, просто 50-50, нормально дома. Музик, музмамад, муз. А я говорю, видишь, нормально душу. Иса это у меня 9 душ, если с нашего перевести. Более, тебе ничего не страшно, допиши 50-50, Альчанец. А Махамад, у тебя 9 душ. А зачем пися писать? Ему нравится, наверное. Салям. Да. Харха Иштуацер, когда я только зашел сюда. Нормально, Шамадар, даже аврамические, арабские шей. Дин, да, цаклатит, элатиш, не надо, цама. Что гума пацаго, лично вам и тоже. Понятное дело, твой гума ацабохи. Вообще, ну, надо же какие-то рамки держать, да, субординацию соблюдать. Вот Коран сура читай, им заявляй. Не Им только заявляй. ко мне, я читаю, я столько 33-й, давай, Билал, сколько давай, за всю жизнь видел. 33 аят, смотри, как побил, сура 33, аят 53. Дадиша куча, ашон, и дадиша, если думаться, о, Шамадар, дадиша, так не читали. Какая сура, какой аят? А ну повтори. Сура 33, аят 53. Дадиша. Сабр девла. Потом там будет 59 аят в связке с этим, с аятом 53. Нормально, дом всегда. А как раньше иметь пахут дом, шеды. 33, 53, Элрия. Элрон, пожалуйста, я с тобой буду смотреть и читать. Сура 33, Сабадел. О, Мауса Дуата. Сундук молился, дек Дуата. Мол, обусал выше уса. Я ж тебя люблю ради Аллаха. Сура 33, аят 59, 33, 53, 59, 53. Что он мощнейший, сильнейший, хазалгалдейший. Вот, давай, сура 33, 53, а потом 59 прочитай. Нормально ходом. Давай, вот уж можно, давай. Я хани рясу, бусал биндажу, дизу, чада дизу. Я докажу, чтобы мне читали суры и аяты, но никто не хочет читать. Приходится самому иногда. А если бы читали бы, тогда я уже молчал бы. Ты что там? Забуксовал ты что-то, братишка, давай, ахи. Ахи, давай. У нас в гостях, кстати, с новым ником зашел один наш брат. Ахи тоже. Музмамут. Прям вот так и себе взял ник. Молодец. О, пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям, женщинам, верующих мужчин, чтобы они отпускали на себя или лежали на себе свои покрывала. Так их будут легче узнавать. Это не то читаешь, брат. Сура не такая. Сура, это, я тебе сказал, сура 33, аят 53. О, те, которые уверовали. Там написано. Милосердный. Ты не то читаешь, брат. Ты что-то вообще не то читаешь. Сура 33, я сказал, 53 аят. Сура Аль-Ахзаб, 59. Сура 33, аят 53 сперва прочитай, а потом на 59 ты перейдешь, потому что это все в связке идет. Давай ты почитай. إبراهيم ممكن قاعد على طويل يو برات بس تعال إذا على طويش Лишь 53 hadis, давай. Триста 53 hadis, вяпи, гудяш ашло, мова, бусал день дожди.
Я же попросил тебя почитать. Уже читал, я устал это читать. Я уже устал. Я хочу, чтобы мне кто-то хороший брат мусульманин прочитал. Адишай, за душу. 59-й я прочитал, 53-й ты почитай сейчас. Хорошо, я тебе сразу тафсир тогда. Я тебе сразу тафсир сейчас зачитаю. Я тебе тафсир зачитаю. Я тебе читаю. Что отца Ашу, эшцевицу. Аташму, я же тебе сказал, сам читай. О, Аташу, стыло. Это вообще надо, что, да? Olmuş aşunetten telefon olmuş. Порвала дела. Эстак бара, бог, шаш решишь, вот что целя, что ешь. Я сразу тафсир. Собрал? Собрал, сейчас я читаю. Тафсир я сразу читаю. Саиш моя скуза, хане. Я сразу я иду к тафсирам. Абу Адель, тафсир. Вот те, которые уверовали. Сура 33, аят 53. Тафсир, душу чудин. Аят, ладно, прочитаю. О, те, которые уверовали, не входите в дома пророка Музмамада, если только вас не пригласят на трапезу. Но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь. И не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство пророку Музмамаду. Он стыдится вас. Но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них, жен пророка, какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает не обижать посланника Музмамада, не жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом. Так. Мога через занавес их еще. Да. А Хунден, хайшун? Хунден, потому что, казахта все душу, давай. Угу. Ладно, Абу Сабрил Ибн Касир все давай. Это аят о хиджабе, покрывало зависа, который включает в себя некоторые предписания и правила поведения. Это один из тех случаев, когда аят был нисклан и ниспослан в подтверждение слов Умара ибн Аль-Хаттаба. Как об этом с его же слов сообщается в обоих сахихах. Мои желания совпали с волей моего Господа в 3 случаях. Однажды я сказал: о посланник Аллаха, а не избрать ли нам для молитвы место Ибрагима, после чего был ниспослан аят, в котором говорилось: сделайте же место стояния Ибрагима местом совершения молитвы. Сура 2, аят 125. Что касается аята о покрывале, то однажды я сказал: о посланник Аллаха, не повелишь ли ты прикрываться твоим женам, ведь с ними разговаривают и благочестивые, и порочные, после чего был ниспослан аят о покрывале. 3 случай связан с тем, что однажды всех жен пророка, да был сыт его Аллах и приветствует, охватила ревность к нему, и я сказал им: если он разведется с вами, то, может быть, его Господь даст ему взамен вас жен лучше. Сура 66, аят 5. А потом этот аят был ниспослан свыше. Бухари, 402 хадис. В хадисе от Муслима 2399 сообщается, что четвертым случаем, совпавшим с мнением Умара, было ниспослание аята о пленных, взятых при Бадре. Бухари, 1821 хадис, сообщает, что Аннас, да будет доволен им Аллах, сказал: когда посланник Аллаха, да будет его Аллах и приветствует, женился на Зайнаб бин Джахш, он пригласил людей на угощение. Это очень интересный момент, Дик Кладворыш. Затем, после застолья, они стали беседовать. Беседа затянулась. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собирался встать, но никто из людей не поднимал. Сухена хиджаб, шлилуш, сахалашуца, покрывал шуматюш. Гушбан говорил, что зудрибали, да, чубалищи, сахабш, асхабш, сахабш, бахабш, табинш, этабинш, такую шолофыш. Собирался встать, но никто из людей не поднимался. Посланник Аллаха Музмамад, да благословит его Аллах и приветствует, встал. И вместе с ним стали люди, не считая 3 наглых, мощных, которые продолжили сидеть. Спустя какое-то время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся в дом и хотел зайти к своей жене, однако они все еще сидели на своих местах. Аллаху Экбер. Музмамад, перевелах чего, она озгин чучок. Когда же они встали и ушли, шейгух шахадя, хохун зуда штяни сапер, хунзуда штех пидан, хохуяли милзуда, шейтан бин. Я пришел к посланнику,
Илего он муз мама 20 ара лилшул, да, схачел, еще хачел, я стоящий, я схачел, я лилшул, я он, эла муз мама, ты ждал науна. Посланнику Аллаха муз маму, и сообщил ему об этом. И тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в дом. Муз мама так чуен. Я же хотел зайти за ним, орлай вать, судья вошла. Но пророк муз маму, да благословит его Аллах и приветствует, опустил передо мной занавеску. После чего и был ниспослан аят о завесе. О, те, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь. Бухари передает этот хадис еще в нескольких местах. 6239, 6271, а также Муслим 1428 и Ан-Насай 11420. Бухари 4793. Все хадисы об этом, вот, так что читайте. Также передает, а мы читаем здесь суры аят и тавсир. Также передают, что Ан-Нас, да будет доволен им Аллах, сказал, женившись на Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, устроил свадебное угощение, гужбан, в простонародье, во время которого гостям подавали хлеб и мясо. Я же был послан глашатаем, приглашающим на пир, и люди приходили, ели и уходили. Затем приходила другая партия людей, также ответов явств уходила. И так я приглашал людей, пока не осталось никого, кого можно было бы пригласить. Я сказал посланнику Аллаха, Музмамаду, я не нахожу никого, кого можно было бы позвать. Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, уберите еду, и осталось всего лишь 3 человека, беседующих во дворе. А потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел, направился к комнате Аиши, да будет доволен ей Аллах, и сказал, мир вам, о обитатели дома, милость Аллаха и его благословение. Она ответила, и тебе мир и милость Аллаха. Мой дорогой Музмамад, как тебе понравилась твоя новая жена? Да, благословит тебя Аллах. После этого пророк Музмамад, да благословит его Аллах и приветствует, обошел всех своих жен, как обычно он это делал, как петух куриц обходит в курятнике, ищет кучаду языш, типа, чохла бог, и всем сказал то, что сказал Аише. И все они отвечали ему так же, как ответила Аиша. Затем он вернулся, но 3 человека продолжали болтать во дворе. Они, как сейчас во дворе, на самом деле они сидели в комнате. Потому что они как бы меняют рассказ. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был очень стеснительным. Очень стеснительным был Музмамад. Он пошел в комнате Аиши, видимо, она сказала ему, или он сам понял, что люди ушли. Он одной ногой, видите, как у них меняется рассказ? То тут раб за ним заходил, он там где-то гулял, а тут уже Аиши, он пошел, и Аиша сказала ему. Он одной ногой шагнул за порог комнаты, другой оставался снаружи, отодвинул шторку, и тогда был ниспослан аят о покрывале. Сразу ему пришел аят о покрывале. Аллаху экбер. Вот с Аллахом хуш лахшадик музмамады пишет, да? Сразу хадайш, вот суаиш. Был ниспослан аят о покрывале. Из 6 сборников Сунны хадис приводится лишь у Бухари и Ан-Насаи в день и ночь. Судела и хиджаб, шей, возудаш бовой. И каждый задный зыт kahte diyor doğru düşeriz. От арбош ekisam şey zaç kahte ждать хайлдош. Малерди şeysi lardiye. От арбош şey bokmuş damayale. Şey de kahpol modujdi. Met diyor. Şeyum lardiye. Dada karar задdi kahpol din duya şey biol воюк аят еще. Не входите в дома пророка, верующим не дозволено входить в дома пророка без его разрешения, как это делалось во времена невежества и в начале ислама или исхлама. Аллах проявил ревность к этой общине и сообщил им об этом. Это было сделано лишь знак почтения к этой общине. В хадисе также говорится, остерегайтесь заходить к чужим женщинам. Бухари 5232, Муслим 2172. Затем Аллах сделал исключение из этого правила. Если только вас не пригласят на трапезу. Но не дожидайтесь ее приготовления, то есть следует приходить, когда пища уже готова, подана к столу, и не следует приходить раньше, пребывая в ожидании приготовления, ибо это ненавистно Аллаху и порицаемо им. Это указание на запрет был быть незваным гостем, как у арабов было принято называть это каттафуль. Хатиб аль-Багдади даже написал целую книгу на тему непрошенных гостей. Однако привести подробности из книги здесь не представляется возможным. Затем Аллах сказал, если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь. Сахих Муслима, 1429 хадис, передается слов Абдуллаха бин Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, Музмамад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если кто-нибудь из вас пригласит своего брата на свадебное угощение или другое торжество, пусть он придет на него. В другом хадисе, который также приводится в Сахихе, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если меня приглашают отведать ножку, я отвечаю на приглашение. Если мне дарят ножку, то я принимаю этот дар. Если же вы закончили с тем, для чего были приглашены,
то облегчите положение жителей этого дома и расходитесь по земле. Вот, главное, расходитесь по земле, а не по воздуху. Видишь, какие они умные. Не засиживаясь в беседах, то есть, как случилось с этими тремя, которые очень сильно развлекались с его женами. И так увлеклись беседой, что, не заметив, задержались, что сильно стеснило посланника Аллаха, как об этом сказал Аллах. А Аллах за Музмауда всегда решал и его защищал, потому что Музмауд очень был стеснительным. Это с вашей стороны удручает пророка. Он был удручен тем, что с его женами поразвлекались его 3 сахаба. Но он стыдится за вас. Ему было стыдно. То есть, несмотря на то, что ваш приход в его дом был без разрешения, хотя сам он их позвал на еду, и там был какой-то глашатай. А тут он говорит, вы же без разрешения зашли к его женам. В его дом без разрешения создаете ему трудности и причиняет неудобства. Он все же сильно стыдился. Ему было очень стыдно Музмауду запретить вам это. Да, они занимались там своими делами похабными, но ему было стыдно, и он боялся им сказать. Ну, стыдился, но на самом деле он боялся. Запретить вам это. Вот почему Аллах сказал, но Аллах не стыдится истины. Но Аллах не стыдится истины. Он за Музмауда решил, нельзя, могу. И долгали Аллах, шашу штихис. Поэтому Аллах запрещает подобное и удерживает от этого. Затем Всевышний Аллах сказал, короче говоря, я не буду даже читать уже, мракобесие полное. Кому интересно, наши технические модераторы выбрасывают здесь в печатном формате. Это суры и аяты из Корана. Пожалуйста, читайте. Это Коран, это ислам. Ислам. Религия самая чистая, самая красивая религия в мире. Построенная на адатах чеченцев. Войновчи адат сами должны, смотрите, как шедик. Toen Gozal, Dikkel, Tunnel, Göznangol, Laram, Dik Tunnel, dat nog staan, doorschigel. Wij nog je barabon. Moet Mahmoud, Holleder, Gezetron. Eiska Piska, waar hal weer, die is hal weer. Hadin te lozen in het. Saach, ja, barabon, heb ik toch geschermd. Is de laatste, we moesten die nog iets. Zo is het. Shabbat, Pissi, of Bastions, Hasaditsa, soms. Haditsa, Zahayutsiga, met kwijt schoenen door, schwijgen door. Sen, marschwol. Хуmadуй, nog je aan het door, schoren zo samen. Bilgel dacht aan, Haditsa. شادقي دو سبو Ja, ik ben Shadek Boektsiga. سيوكي حقوق أستو دو شادقي Wat hebben ze niet? Wat? U weet, studio zo dat ze gaan schermen, dat ik niet kan zien. وين عاشوكم تلقي ربايت جنيه لا أخوي أكبر لا أخوي أكبر لا عديت وضوح مش عايز حاجة شو دير وين وصلت صدق عيسى حاول مثلا أرسل عيشك اسمك من زمان اسمك عيسك قرن من دير ده صلاة الأرسل كده قرن جابي شغل صلاة الأرسل دوكم دوكا ويك خدي بوكا ويك دير ويك سينا تيش بوكا وكبا وبوكا шулуш бути. Зачем вы это все читаете, Боже? Возмущаться молодежь. Зачем вы это все читаете? Голос мучились на Бог. تعهم شق دول يتردوش داش شو تعهم عامل نكا يا مصر ديوان سيان غولاتو أنا دخان دجويون دقدايتا Essence. Кочубякстан, Эйсик Мюсару, наверное. Эйсика, да. Эйсика нужно вам? Эйсика надо, бушта. Закитай, 20. Очки, надо, буш, Леш. Санин Чубячик. Эйсика, надо, буш, я валил. Его это брат платит во Христе вол. Пожирает سلامي نيرو От он والله дичи, جيب да? خلال ربع За, Галвел, Джинш Духсон, Теста Бусова Домодуй. И Валерий он, да, а если ты что видишь без Бога? Да, Валерий. Валерий, in Warmetsson, Hastafshat, Kers Mesde Gewan, es Святой Отец, вот Экюгделин, там Хлершин Бош, Хумстуч, Варе.
Видимо, он его послал. Да, понятно. Эйся! Бог мой, Бог. Эйся, Шамавар, Давид Волич, Дерш Нагана, Везер Волич, هذا موضوع اللي هتقولي سلام عن دارين دو حديث دارين استعارة عدوش دو نعم توافي بايسان شما غولش إذن بوديش اتيات صوتيقا هنداسون تون سأوچخنا بايماري سأوچخنا ماليك تون نعري دوچخنا تو دالتون الله وطن دين أمروش دات سارك حاش نعتوه تو شو دي تعبه شما غولا بوش جبال ماليك سأوچتو ماليك دين دالشت прикаш лауш суайк саец ан пур дельчи бэтсон са ма ес лауш хадиш мадуси гадаже саюш до молики цу ан пур дельч бо сама ес бахх цундер да нах чуба карам сига Сам إلا تصدق شامل دك شامل بق دات ما تبوغس بق دوي شو طلعت شامل دك طلعت عشو لا انت صور بيوس عشو بس طلعت هو ده على طلعت عشو ترسل ناس مالش شامل دك طلعت عشو وزادات شامل دك ومطن حوزر طلعت سخرة هاين الله أكبر ده الله عليه ثق مسار الله طلعت надо отдать должное, да, он حو كتير اشياء مسلمان الشيء يقول شو استمرت شادك يحتاج شيء ما درت اللي عشو صو ما درت تلوش عشو يا باتر شو صار مشكل شو يفدلهم صعب أدموز واتر شو إنه بس يوم نردي تويس حالي واه حير ويروبوخ ديشوسون سوما وات سوما ديشوسون إلى عشو Мои инкарноч, мои молитвы, штаты, да. وات ريس هو أديش تاع سورة آس تلوشوش Нохчи Кам, да, это вообще. Нохчи это собравшиеся бандиты со всего мира. Потом пришли эти курейшиты и полностью обучили нас. Вырукул, короче, вохпаглайрар, там, кунсвай, нейнсвай, лайрар, вохпачуя, чалгаттар, цахабар. زودل شجعي تيج شجعمولي يزرتيزة مو فوت بديزة زي غلبو كدو كان دوكهم دوك شادل هم عامدن أو مشتو وعمدن لوي ما ليلي إنكرموش туалет ему إذا Işte ahita yüştat salaf. İnan sesnetsa. Ahdoç, ahmudayç bekteyiz. قريشي شاه ديت ليتنا تشميت مبا وش شيء بيوات ساعة تشينوقا قريشي أمير في شو Вепи, сахатор дайте так, и понял, إبراهيم واسع Вепи, ich понял, das muss man mal tun, ich weiß ja nicht. Für Arbeit oder die Zeit heimgehen ثاني. يكون المفروض يشعش ولا تشوف. هم مالها كويس. Именно закона освобождает музмамот чур, эрцелош, музмамот, вэлэр нистел. Чуцелош, пиш. И хона освобождает ашхина, от музмамот чуар. Дица освобождает сани, чуна хайфета моба, дица, удяш айнаешь. Дальше, я не понял, ты за кого говоришь? Дита, да, яхта, бесполезно. С тобой бесполезно. Это уже патология, это уже даже не диагноз.
Германии, ну, обвинение на Мабо, что его обвиняют в том, что он призывал к подрыву территориальной целостности Германии, Дуров. Его отсюда обвинение, аж Мабо Германию. Не Ну, да, понял, какие обвинения Дурову? Германия обвиняет Дурова? да, Германия ему тоже выдвинула обвинение в том, что на его телеграм-канале призывали к подрыву территориальной целостности Германии, Берлинской стене там призывали туда-сюда. А сейчас Это русские чё? депутаты... Это что, Саляф, разве Дуров передавал террориста Красикова русским обменивал? Или я не пойму. Ну, там это другое, да. А сейчас российские русские депутаты, они говорят, надо вызволить нашего Дурова, как-никак, он наш гражданин, мы не можем это жить. Я так думаю, что они специально его закинули, как бы, типа, агент цен мастер, вот, Эйла, запал бы он за Лилу. Надо теперь, знаете, что русским делать? Вот Медведев там говорит, типа, о, нас русские везде преследуют. Это лайфхак для вас, русские гибнюки. Возьмите, захватите Красикова сейчас. Как, короче, по политической линии. Захватите, вот, которого вы сейчас вам передали. Вам надо его захватить и потом обменять его на Дурова. Так будет удобнее для всех. Потом Дуров вернется в свою гавань, а этот, короче, Красиков будет в Европе уже официально вести политическую, гибневую деятельность. Öyle şöyle çoğu var o mevzu koşu. Он tekrar стик var mı o zaman. По-любому ногче там сапог вот чуть чувасу. Сапог вешен барсу. Лэм Схафилой. Hiç yokturdu. Maş bu be. ده Маша. حلوة كلها. Tiyatro висит. Мама сказал, да, ашу что, идти халая там, да, дол, да, задний приводный сон, давай там, ашу. Тут жули, лаймуштиш. تبي اشكر بلا حالة تعشي. Аху экбер, да, руку. Что я? Маххой, Зурзукетис, я это в личку сон послание, гажеш. В общем чате я вам закинула. Какое послание он мне отправил? И уже курвы Аллах напрямую, короче, вистаться хочешь через посредника. Типа не его уровень. Пишем, а что там я Уровень. Халсеттен чотер, дуцун. Да. Сували дзудзук. Запускай дзудзука. Uçak uç. Dzudзук и сляш, и формат, и uçak. Я сейчас бангулил. А у меня один сосает, он До адмирала повысить он что-то. дзудзук можно, чухе дзудзук. Всем моим хейтерам посвящай Алия и Тынюшин. Походу, я у него хейтер. Холерий, наверное, что его вообще вырубил? Яцер, я вообще тут ни при чем. Ну, целовой так. Леху тоже его не отключал. Парень, спалился парень, спалился. Вам оба уровень у него, уровень. Вверх погнутый уровень. Ибраим, это Дмитрий Гергерстага терхитерон, Бамби Гергерстага терхитерон. Ты сейчас будешь саш будешь. Милорис.
أحواتر كشواتر صاحبي Войны, я говорю. واتر Ватсон, это просто человечек был. Ну что, цадель весь барцев, ну какой-никакой вам нужен бог барцев. А над богом будет сидеть Россия. А там буду я вами погонять.